Доброе утро всем ранним пташкам. Это чемпионат мира по ледяному плаванию Мурманск. Озеро Семеновское. Сегодня 15 марта, и мы начинаем свой марафон, который продлится 3 дня, друзья. 3 дня заплывов в этой ледяной воде. Спортсмены приехали к нам со всего мира. Чуть позже расскажу о том, сколько их и из каких стран они приехали. Ну а пока вы видите, что идет подготовка. Заплывы начнутся в 9 утра. И начнутся они с дистанции 500 метров. Погода, вы сами видите, у нас сегодня такая ветреная. Где-то минус 4, минус 6 градусов. Ну, для спортсменов такая погода, в принципе, считается неплохой. Температура воды плюс 4. Ну, и вот вы видите на своих экранах уже информация по сегодняшней программе. Что нас ждет? Сегодня мы будем с вами до 17:30. Начнем заплывы в 9, 500 метров вольным стилем. 7 заплывов, 52 пловца. Потом перерыв на церемонию открытия нас ждет. Ну, а в 12 часов мы снова продолжим. И продолжим снова дистанции 500 метров вольным стилем. Также нас ждут сегодня 200 метров вольным стилем, 100 метров брасом и эстафеты. Эстафеты 4 по 50. Ну, в общем, программа сегодня насыщенная, так что те, кто еще не успел к нам подключиться, я думаю, что в течение дня у вас все получится. Это 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Проходит он в Мурманске на озере Семеновском. Ну и сегодня нас ждет довольно насыщенная программа. Это первый день. Насчет 2-го и 3-го дня я расскажу чуть позже. Сегодня для вас вещает большая такая группа из режиссеров, операторов. В общем, мы подготовили все, чтобы сделать для вас эту трансляцию яркой и интересной. Также, конечно, нас ждут сегодня гости. Ну и самое главное, это соревнования, это пловцы, которые сейчас находятся во Дворце спорта, во Дворце творчества Лапландия. Ну, на самом деле, на эти 3 дня он станет и Дворцом спорта. Все спортсмены разместились именно там. Они готовятся сейчас к своим заплывам. Начнем мы с заплыва среди девушек. 500 метров вольным стилем. Ну и постепенно продолжим и мужскими заплывами. Вот вы видите, что сейчас контролеры поднимают флажки. И мы все ждем уже спортсменов на старте. Сейчас вот последнее приготовление, проверяют весь необходимый инвентарь, дорожки. Ну, в общем, на самом-то деле уже практически все готово к старту 3-го чемпионата мира по ледяному плаванию. Ну, а сегодня мы начнем с 1-го Кубка Арктики. Да, вот так вот решили организаторы провести не только чемпионат мира, но еще и Кубок Арктики. Так что сегодня нас ждут целых 2 турнира. И посмотрим, кто же окажется сильнейшим в этом замечательном виде спорта. Ну, а спортсменов в Мурманск приехало довольно немало, я бы даже сказал, очень и очень много, из абсолютно разных стран мира, и не только из России, но также из Испании, Франции. Даже есть спортсмен из Гонконга, Болгария, Польша, Ирландия, Австрия, Великобритания, Чехия, Германия, Аргентина, Швейцария. Ну, в общем, даже из Соединенных Штатов приехали спортсмены. В общем, география действительно поражает. Я думаю, что приятно поразит и уровень соревнований, потому что здесь собрались действительно мировые звезды с мировыми именами, люди с уникальными рекордами, люди, которые, ну, действительно живут плаванием. Ну, и первый заплыв у нас будет среди девушек. Как только они выйдут на старт, немножко расскажем о том, кто же сегодня откроет программу наших соревнований. Ну, а пока сейчас вы сами видите, что уже практически все готово к стартам, которые начнутся вот-вот в 9 утра. Первый заплыв. Да, вот вы видите на своих экранах первый заплыв. Это 4 спортсменки из России и 1 из Нидерландов. Наталья Серая, Чижова Елизавета, Екатерина Некрасова, Эльс Уэрменбол и Такчинакова Галина откроют сегодняшнюю программу. Впрочем, как и все соревнования
все наши трехдневные соревнования. Так что подключайтесь. Сегодня мы будем вещать целый день. Если вы только проснулись и не знаете, чем себя занять, пожалуйста, милости просим к нам на трансляцию. Если даже знаете себя чем занять, подключайтесь к нам, зовите своих друзей. Сегодня ожидается жаркий день в северном Мурманске, который на эти 3 дня станет поистине столицей ледяного плавания. Ну а пока готовятся спортсмены, пока готовятся все, расскажу немножко и о подготовке самого мероприятия, о том, как же все-таки готовился этот чемпионат мира по ледяному плаванию, потому что действительно было занято очень много людей в подготовке к этому. И вот чтобы сделать такой вот ледяной бассейн, было потрачено немало сил. Прямо во льду Семеновского озера сделан олимпийский бассейн, 10 дорожек на 25 метров. Все это вырубалось прямо во льду, и здесь появился такой спортивный городок с нуля. Вообще ничего не было, был голый лед. Ну а сейчас вы видите сами, что все на высшем уровне, высший уровень и организации, и подготовки. Здесь, я думаю, что спортсменам будет комфортно участвовать, и они покажут свои самые наилучшие результаты. Если вы только подключились к нашей трансляции, если вы из Мурманска, приходите посмотреть, как же соревнуются спортсмены со всего мира на Семеновском озере. Приходите, не стесняйтесь, зовите друзей. Ну, а если вы так лениво еще только подтягиваетесь в своей кровати, уже включили компьютер и трансляцию, то подключайтесь. Сегодня мы в течение всего дня будем вещать из Мурманска, Семеновское озеро. 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. 1-й Кубок Арктики. Более 400 спортсменов приехали к нам в наш северный город, чтобы достойно себя показать и продемонстрировать все то, что они готовили, то, как они тренировались здесь, в ледяной воде озера Семеновское. Ну, к стартам почти все готово. Я напомню, что заплывы начнутся в 9 утра и продлятся аж до 5:30 вечера. Сегодня посмотрим очень много различных заплывов. Сегодня нас ждет и эстафета, и индивидуальные соревнования. Вот вы видите, да, что дежурят и специальные службы, чтобы обезопасить максимально спортсменов. Ну, а пока идет подготовка к первому заплыву, немножко скажу о наших партнерах. Наши партнеры — это компания Мегафон. Они организуют интернет здесь, на берегу Семеновского озера. Увидеть яркие экстремальные соревнования можно будет в интернете, и нужно это делать. Как раз онлайн-трансляцию организует видеостудия «Премьера», а скоростной мобильный интернет предоставляет компания «Мегафон». Наш стрим так и называется: 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Делитесь своей ссылкой на YouTube-трансляцию с друзьями, пусть они видят то же, что и вы. Не стесняйтесь, друзья. Еще один наш партнер — это компания Медэкспресс. Компания застраховала всех спортсменов этих соревнований. Ну а вот видите, что уже вышли первые спортсменки на линию старта. Стартовый судья дает команду снять одежду, и вот девушки уже готовы открыть
третий чемпионат мира по ледяному плаванию. Друзья, это первый заплыв, в котором соревнуются Наталья Серая, Елизавета Чижова, Екатерина Некрасова, Эльс Уэрменбол и Галина Токчинакова. 4 представительницы. Вот дан старт. Друзья, поехали. Точнее, поплыли. Ну вот сразу видно, что две спортсменки у нас вырвались вперед. И вот уже первые 25 метров преодолели спортсменки и возвращаются обратно. Ну а их ждут 500 метров вольным стилем. Это первый заплыв, которым мы открываем третий чемпионат мира по ледяному плаванию, первый Кубок Арктики. Ну а пока спортсменки преодолевают дистанцию, немножко расскажу о том, кто же у нас сегодня начинает наши соревнования. Это Наталья Серая, представляет Россию. Недавний ее рекорд, она проплыла 6 раз по 1000 метров за сутки в ледяной воде в Тюмени. Это было и поставила мировой рекорд. Также Наталья является рекордсменкой России и мира и основателем клуба «Моржи столицы». Развивает ледяное многоборье, которое называется «Криатлон». Ну вот вы видите, как спортсменки преодолевают дистанцию. Можно рассмотреть все в мельчайших подробностях. Еще одна спортсменка, которая преодолевает дистанцию, это Елизавета Чижова из Дальневосточного федерального округа. Она самая молодая спортсменка в этом заплыве, ей всего 20 лет. Заниматься спортом начала с 12 лет вместе с мамой, ну и вот как-то затянула и продолжает заниматься ледяным плаванием и вот уже участвует в таких хорошего уровня соревнованиях. Ну а самая возрастная спортсменка этого заплыва — это Эльс Уэрменбол из Нидерландов. 65 лет ей, и, в принципе, возраст данного вида спорта не помеха, потому что спортсмены соревнуются в разных возрастных группах, и в каждой возрастной группе есть свои победители, так что как молодежь, так и уже более в таком серьезном возрасте люди участвуют и на хорошем уровне плавают. Вы скоро совсем сами в этом убедитесь. Ну а сейчас вы видите, что уже практически половина дистанции преодолена нашими спортсменками. Ну, вы сами видите, да, какой разрыв получился на дистанции. Кто ушел вперед, кто-то еще преодолевает 25 метров в обратную сторону, кто-то уже уплыл. Первый заплыв, друзья. Первый заплыв для тех, кто только к нам подключился. Я напомню, что это третий чемпионат мира по ледяному плаванию. Мы вещаем из Мурманска, с озера Семеновское. И это 500 метров вольным стилем. Первый заплыв среди девушек, среди женщин. На экране вы свои видите графику. 4 минуты уже прошло. 4 минуты прошло с начала заплывов. Температура воды около 3-4 градусов в Семеновском озере. Для спортсменов вполне комфортная.
Ну а трансляцию, прямую видеотрансляцию организует студия «Премьера», и вы сможете в мельчайших деталях рассмотреть все перипетии соревнований, все перипетии этих жарких заплывов в ледяной воде Семеновского озера. Ну, расскажу немножко о программе сегодняшней, пока спортсменки плывут. Нас ждет сегодня довольно насыщенная программа. Это 500 метров вольным стилем, 200 метров вольным стилем среди мужчин и женщин, а также эстафета 4 по 50. Ну вот уже половина дистанции позади. Видите, как размеренно преодолевает дистанцию спортсменки. Ну а всю информацию о заплывах, о том, что нас ждет сегодня, об анонсе, программу можно посмотреть на сайте murmanskiceswimming.ru. Там полностью вы сможете увидеть, что сейчас происходит на Семеновском озере со всеми результатами. Так что, если вам интересно, подключайтесь, переходите на сайт murmanskiceswimming.ru, без пробелов, без дефисов, просто в одно слово murmanskiceswimming.ru. Спортсменки. Ну, это действительно тяжело, потому что это не обычное плавание, это ледяное плавание, температура воды всего несколько градусов, и тут идет борьба не просто с какими-то метрами, тут идет борьба с самим собой. Потому что организм проходит, конечно, серьезную подготовку к таким видам соревнованиям. И есть пловцы, которые плавают десятилетиями в обычных условиях, а потом переходят в ледяное плавание и остаются здесь, ну, если не навсегда, то на очень-очень долго. И у нас в программе третьего чемпионата мира по ледяному плаванию есть действительно мировые звезды, звезды с мировыми именами. Мы с ними обязательно познакомимся, пообщаемся, потому что у нас запланировано большое количество гостей. Это будет завтра, друзья, на дистанциях в 1000 метров. Ну а сегодня первый день соревнований, 15 марта, озеро Семеновское. И вот вы видите, как девушки, преодолевая дистанцию, первый заплыв. Видите, что уже 9 минут прошло. Ну, для тех, кто знает, как выглядит Семеновское озеро, для всех мурманчан, они видят, насколько серьезно подготовился город к этим состязаниям.
И вот уже вот финиш. Первая спортсменка преодолела дистанцию. Первый заплыв. И вот доплывают еще две спортсменки. Ждем их на финише. Что ж, есть информация, что первой финишировала Екатерина Некрасова из Москвы. Достаточно серьезно обогнала своих соперниц. Ну что ж, это первый заплыв третьего чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске, озеро Семеновское. Вот уже встречают вторую спортсменку, она финиширует. Вот уже финишировала Екатерина Некрасова, финишировала и наша гостья из Нидерландов Эльс Уэрменбол. Ну и в воде остается Наталья Серая из Москвы. Ну а всю актуальную информацию о заплывах, о программе нашего чемпионата вы сможете увидеть на сайте murmanskiceswimming.ru. Без пробелов, без всего. Смотрите, все результаты будут выложены именно здесь. Ну все. Вот и Наталья Серая тоже финишировала. Тем самым первый заплыв третьего чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске завершился. Это вольный стиль, женщины, дистанция 500 метров. Начнем мы сегодняшний день с дистанции в 500 метров, продолжим 200 метров вольным стилем. Ну и на сладкое, на закуску нас ждет эстафета. Очень динамичные соревнования. Эстафета 4 по 50.
3 дня мы будем с вами вещать с берега Семеновского озера, потому что программа чемпионат действительно насыщенная, очень много спортсменов, очень много различных дисциплин и дистанций. Более 400 спортсменов приехало к нам в Мурманск, чтобы показать свои силы. И есть по-настоящему мировые звезды среди них. 33 стран участниц. Из 33 стран спортсмены приехали сюда, и я думаю, что география действительно поражает. Ну, а первый заплыв закончился у девушек, и в нем победила Екатерина Некрасова. Второй была Эльса Уэрменбол. И третий закончила дистанцию Наталья Серая из Москвы. Ну, вы видите сейчас, насколько серьезная подготовка и насколько серьезный уровень соревнований. Дежурит бригада скорой помощи, спасатели. Здесь все сделано для спортсменов, для того, чтобы они показывали свои высокие результаты. И будет очень и очень здорово, если кто-то, может быть, даже и побьет мировые рекорды, потому что среди участников есть и те, кому эти рекорды принадлежат. Звезды с мировыми именами: Петр Стоичев, Кристоф Вандраш, Рэм Баркай, ЮАР, Германия. Эти заплывы будут ближе к вечеру, так что мы сегодня с вами целый день. Можете смело бросать все свои дела и наблюдать за перипетиями соревнований третьего чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. Но вы видите, что сейчас выходят на старт спортсменки, выходят и готовятся ко второму заплыву. По протоколам стартовать в этом заплыве должны 8 спортсменок. Ну, вы видите, насколько интернациональный состав второго заплыва. Если в первом плыли представительницы России и Нидерландов, то во втором заплыве тут действительно представительство огромное. На ваших экранах сейчас табличка с именами: Патриция Хеферман, Дебби Уэйман, Ясмин Плисник, Татьяна Карась, Ленка Шлиховерова, Кэтрин Педлтон, Джулиан Сомерс и Квин Тиффани. Ирландия, Россия, Чехия, Австрия и Великобритания. Кстати, Великобритания здесь представлена большой делегацией. Одной, наверное, из самых больших на этом чемпионате мира. Это значит, что спорт интересен, и Мурманск интересен как точка на карте, где проходят соревнования. Дана команда судьи спортсменкам опуститься в воду. И сейчас будет дан старт. Как-то странно, наверное, не услышали некоторые спортсменки начального сигнала, потому что на первых 3 дорожках спортсменки ушли раньше на дистанцию, чем все остальные. — 500 метров вольным стилем преодолевают девушки. И можно немножко о них рассказать, пока они плывут.
Начнем с ирландской команды, которую представляют Патриция Хеферман, Джулиан Сомерс и Тиффани Куин. Куин Тиффани. Это действительно девушки, которые болеют этим видом спорта. Патриция Хеферман плавала в Ла-Манше, а также участвовала в эстафете в Северном проливе. И вот сегодня пробует свои силы в водах озера Семеновское. Еще одна представительница Ирландии, Джулиан Сомерс, плавала километр на открытом чемпионате в Германии в этом году. Ну и, кстати, будет участвовать и в Мурманске на этой дистанции. Так что сейчас для нее, наверное, такая разминка 500 метров вольным стилем перед завтрашними стартами на дистанции в 1000 метров. И еще одна представительница Ирландии, Тиффани Куин, участвовала в прошлом чемпионате мира по ледяному плаванию в Баварии, плавала в Тюмени, в этом году участвует в Мурманске. Как раз она является руководителем движения ледяного плавания в Ирландии. Она собрала всю группу и приехали сюда, в Мурманск, чтобы показать то, на что способны спортсменки из Ирландии. Переходим к команде из Великобритании. Здесь тоже интересные спортсменки у нас участвуют в этом заплыве. Дебби Уэйман в 2016 году выиграла золото в своей возрастной группе на прошлом чемпионате мира в Баварии. Ну а летом она любит марафонские дистанции. Марафонский пловец, приплывала в длину у озера Уиндермир в Англии и участвовала в эстафете через Ла-Манш. Ну, прекрасно понимаете, насколько уникальные люди участвуют в заплывах здесь у нас в Мурманске. Еще одна представительница Великобритании Кэтрин Пэддлтон. Это первая валлийская женщина, проплывшая ледяную милю в Британии. Ну а сокомандники называют ее «Ледяная королева» или «Crazy Cat». Потому что вместе с 4 пловчихами Кэтрин устраивает регулярные заплывы. И даже вот этой группе придумали такое забавное название «Сумасшедшие драконы». Называют вот этих 4 пловчих, которые регулярно плавают вместе с Crazy Cat. Ну а на ваших экранах Джулиан Сомерс на 7-й дорожке. Вот она сейчас оттолкнулась от бортика и преодолевает дистанцию. Видите, насколько большой разрыв между спортсменками. Первые 3 дорожки из-за того, что стартовали чуть-чуть раньше, уже уходят в обратную сторону на дистанцию, ну а кто-то преодолевает еще дистанцию от старта и, конечно, чуть-чуть отстает. Есть разрывы, сократить которые, ну, практически, я думаю, что не удастся. Так что старт решает действительно многое в этом виде спорта. Также в этом заплыве принимает участие и наша спортсменка из России, из Владивостока, Татьяна Карась. Она победительница этапа Кубка мира по холодовому плаванию. И вот тоже приехала в Мурманск, чтобы показать свои силы. Тем временем прошло уже 5 минут с начала заплыва. Это значит, что экватор преодолен. Половина дистанции спортсменками пройдена. Тем более, что у них как раз в этот период времени проходит замечательный праздник День Святого Патрика. И этот праздник они встречают здесь, на польской земле. И, конечно же, принимают участие в соревнованиях. Ну а мы от всей души их встречаем, приветствуем, болеем, поддерживаем и желаем им супер прекрасных и невероятно отличных спортивных результатов.
Вот такое спокойствие и такое спокойное плавание с виду. Ну, а на самом деле идет настоящая борьба с собой. Я напомню, что температура воды всего лишь несколько градусов. Мышцы немеют в такой воде. Так что преодолевать дистанцию становится труднее и труднее с каждым метром. А спортсмены проводят в воде по 10 минут, на длинных дистанциях еще больше. Соответственно, с каждым метром все сложнее и сложнее становится плыть. Поэтому вот такое вот с виду спокойное плавание. Внутри у спортсменок происходит действительно борьба. Борьба как с другими соперницами, так и борьба с самими собой. Итак, друзья, не стесняйтесь, поддерживайте наших замечательных спортсменок, потому что у них остается уже буквально несколько отрезков до финиша. Дистанция большая, дистанция сложная. Водичка, несмотря на то, что приятная, все равно чуточку прохладная, морозит, болит. Ну а мы, конечно же, не молчим, поддерживаем, болеем, кричим, шумим, участвуем всячески в этом прекрасном спортивном празднике. Ну, а тем временем появились результаты первого заплыва. Спасибо нашей судейской коллеге. Первой на дистанции в прошлом заплыве была Екатерина Некрасова. Ее результат 9 минут 38 секунд и 5 сотых. Второе время показала Уэлс Верменбол. Ее результат 11:26:95. Ну и 13 минут 27 секунд 6 сотых у Натальи Серой из Москвы. Наши гости уверенно кричат «Гоу! Гоу! Гоу! Гоу!» Поддерживают своих коллег, ну и, конечно же, мы присоединяемся к ним и поддерживаем абсолютно всех замечательных девушек, которые находятся в воде, кричим «Гоу! Вперед!» Уже, я так понимаю, что практически фиксируется, финиш остается какие-то 2-3 ответ, вполне возможно один, друзья, вам видно немножечко лучше. Ну и вот финал второго заплыва. Вот она, первая финишировавшая спортсменка. Это 5-я дорожка. Ленка Шлиховерова из Чехии пришла к финишу первой. Чуть позже узнаем ее время. Итак, друзья, оживились немножечко, приготовили аплодисменты, поддержали, конечно же, спортсменов, потому что им невероятно приятно, когда и шумят, поэтому пошумим! Вот еще одна спортсменка финишировала. И еще одна, 3-я дорожка и 1-я дорожка пришли к финишу. Ясмин Плессинг из Австрии и Патриция Хеферман, Ирландия, закончили свое выступление на дистанции в 500 метров. Также 7-я дорожка. Но у нас пришла к финишу Джулиан Сомерс, ирландская спортсменка. Ну и вот подплывает 6-я дорожка, тоже финишировала, и подплывает 8-я дорожка. На 6-й дорожке Кэтрин Пендлтон и Тиффани Куин тоже закончили свое выступление представительницы Великобритании и Ирландии. Второй заплыв 500 метров вольным стилем среди девушек. Время приблизительно около 9 минут понадобилось первой спортсменке, чтобы финишировать. Ну и в среднее время заплыва где-то 10-10,5 минут. Ну а на дистанции еще находится одна спортсменка, представительница Великобритании. Дебби Уэйман на 2-й дорожке.
Я напомню, что в 2016 году Дебби выиграла золото в своей возрастной группе на чемпионате мира по ледяному плаванию в Баварии, в немецкой Баварии. Ну, а здесь приехала в Мурманск тоже, чтобы продемонстрировать свои спортивные качества. Ну, пока разминаются спортсмены, только первые заплывы у нас позади. И вот он тоже финиш. Тем самым Дебби Уэйман заканчивает своим выступлением второй заплыв среди девушек. Ну а сегодня, друзья, нас ждет еще церемония открытия нашего чемпионата. Это будет в 11:30. И вот уже все готово к третьему заплыву. На экранах вы видите, кто же поплывет в этом заплыве. Две представительницы Чехии, Мирка Новотна и Никола Капецка. Две представительницы Германии, Алис Фатум и Пегги Хеннинг, а также Чили, Великобритания и Аргентина, Кейт Стилс, Барбара Хернандес и Виктория Мори поплывут в этом заплыве. Ну, а вот вы видите замечательную картинку на своих экранах. Большой-большой 25-метровый бассейн олимпийский на 10 дорожек вырезан прямо во льду Семеновского озера. Здесь раскинут большой палаточный городок. Сделаны все условия для спортсменов, чтобы им было комфортно, чтобы они не думали ни о чем, кроме результатов, чтобы они в Мурманске, именно у нас, показали свои самые-самые лучшие результаты. И, может быть, кто-то даже побил мировой рекорд, а может быть, даже не один. Но ждем хороших результатов как от девушек, так и от мужчин. Тем более, что сюда к нам в Мурманск приехали именно звезды с мировыми именами. Это представители ледяного плавания, родоначальники ледяного плавания, ну и амбассадоры в своих странах. 33 страны участницы, 33 страны, причем не только северные страны, но есть даже самые жаркие, южные. Вот вы видите флаги: Испания, Великобритания, даже представители Китая, США есть у нас здесь, в Мурманске, и все они будут соревноваться, выходить на дистанцию сегодня, завтра и послезавтра.
Ну, а подготовка к третьему чемпионату мира началась, конечно, задолго до этого дня, задолго до 15 марта. Вот чтобы прорубить вот такой вот ледяной бассейн в Семеновском озере, работали десятки людей. Началось все с маленькой первой такой небольшой лунки во льду озера. Мы обязательно вам покажем, как велась подготовка, как вот этот, собственно, стартовый городок из ничего буквально родился, с чего все начиналось. Сегодня в течение дня ожидайте обязательно. Мы подготовили несколько сюжетов о подготовке, о спортсменах, о встрече, как встречали спортсменов здесь у нас в городе-герое Мурманске. Ну а тем временем мы ждем третьего женского заплыва. Ну, третий заплыв у нас будет действительно такой интернациональный. Чехия, Россия, Германия, Аргентина, Великобритания у нас выйдут на старт третьего заплыва. Да, как сказал ведущий на льду, совсем скоро покажутся спортсменки из палаток. Третий заплыв нас ждет на льду Семеновского озера. Это третий чемпионат мира по ледяному плаванию. Второй раз он проходит в Мурманске. Мы действительно любим, мурманчане, я имею в виду, любят этот вид спорта и приходят поболеть. Сейчас, конечно, пока еще очень рано, еще 9:30, тем более, что пятница, многие еще на работе, но я думаю, что после обеда здесь начнется самые интересные заплывы. Ну, а тем временем появляются спортсменки на стартовых дорожках, на стартовой линии. Видите, как они подходят к своим дорожкам. Ну, а я напомню, что третий заплыв, в нем участвуют Никола Капецка, Алиса Фатум, Виктория Мори, Пегги Хеннинг, Кейт Стилс и другие спортсменки. Сейчас они как раз готовятся к заплыву. Видите, что никто не выходит сразу в купальных костюмах, а вот раздевается непосредственно перед самим заплывом, потому что хоть и теплая водичка, но на улице-то минусовая температура, тем более такой ветреный день сегодня в Мурманске. Поэтому... Так, это мужчина. Очень странно. Вроде как анонсировали судьи один заплыв, а на старт вышли мужчины. Я так понимаю, что это следующий заплыв уже среди мужчин. Андрей Китков, Сергей Пономарев, Павел Байнов, Михаил Ершов и Вадим Слехтин. Все представители России соревнуются сейчас. Ну, вы видите, да, что мужчины, конечно, идут чуть-чуть пободрее, чем девушки. Ну, это и понятно.
На степной дорожке Валерий Кучинский, Южно-Сахалин. И на 8-й дорожке Якуб Вальничев, Чехия. Друзья, произошли изменения в нашей программе, должны были выступать девушки, но сами видите, что сейчас плывут мужчины. Как только будет информация о том, кто плывет на дорожках, обязательно вам расскажу. Ну а пока давайте следим за тем, как проходит дистанцию мужчины. Позади уже 2 заплыва среди девушек. И вот сейчас на старт, на дистанцию выходят мужчины. 500 метров вольным стилем. Немножко сбился спортсмен с пути. Видно, что он наплыл на разделяющие дорожки линию. Ну, в целом скорость, конечно, выше, чем у девушек. Ну и вот появилась информация о том, кто же в этом заплыве. Это Рафаэл Аскаров, Андрей Китков, Сергей Пономарев, Павел Байнов, Вадим Слехтин, Валерий Кучинский и Якуб Вальничек из Чехии. Тяжело идет спортсмен по 7-й дорожке. Видно, как тяжело ему даются эти метры. Ну а тем временем пришли результаты предыдущего заплыва среди девушек. Лучшее время 8 минут 52 секунды показала Ленка Слеховерова. 8:52:72. Второе время у Уэйменхэ, у Патриции Хеферман из Ирландии. И третье время 9 минут 47 секунд и 93 сотых показала Джулия Энн Сомерс, также Ирландия. Представители Ирландии неплохо так стартовали. Ага, но мы видим, что сошел с дистанции спортсмен на 7-й дорожке. Видно, как тяжело ему далась дистанция, тяжело он плыл. Ну и в этом нет ничего страшного, в том, что спортсмены сходят с дистанции, потому что это действительно вид спорта, где довольно серьезные испытания себя подвергает спортсмен, который выходит на старт. Приходится соревноваться не только с другими спортсменами, но еще и с самим собой. Ну а тем временем уже половина дистанции позади. Мужчины плывут 500 метров вольным стилем.
Мы видим группу лидеров, 3 спортсмена, которые преодолевают дистанцию. Я напомню, что в этом заплыве доминация российских спортсменов, тем более, что они почти все, кроме одного представителя Чехии, здесь такой российский заплыв, соревнования внутренние. Ну и неплохой темп держат спортсмены, хорошо преодолевают дистанцию, хорошо идут по воде. Видна подготовка. Многие, кстати, готовились очень серьезно к стартам в Мурманске. Это не какой-то там проходной турнир, это действительно чемпионат мира, куда съехались 400 спортсменов с различных стран, даже из самых жарких. Ну и, наверное, интересно вам, как готовиться в этих странах, где нет холодной погоды, например, Аргентина или Испания, или ЮАР, там, где жаркий климат, тропики, субтропики. Тем не менее, тоже люди находят время, силы и готовятся. Некоторые плавают в ледниках, чтобы хоть как-то почувствовать ту атмосферу, которая будет в ледяном бассейне Семеновского озера. Некоторые делают специальные ледяные ванны, то есть как они готовятся? Они плавают в обычных реках и озерах своих в теплой воде, ну а чтобы привыкнуть к такой холодной ледяной воде, температура несколько градусов, они принимают ледяные ванны, то есть садятся в лед и там сидят. Таким образом, свое тело готовя к вот такой вот воде ледяной. Ну вот видите, что спортсмен финишировал, 4-я дорожка. Еще один финиш, дорожка номер 8, еще один спортсмен завершил выступление на дистанции в 500 метров. Ну, видите, да, что 7 минут понадобилось, 7, почти 8, даже 7,5, справедливо сказать, понадобилось спортсменам, чтобы преодолеть дистанцию. Ну и на дистанции еще есть несколько спортсменов. Подустали, конечно, видно это по стилю плавания. Видно, как тяжело отталкивается от бортика и плывет спортсмен на первой дорожке. После такой вот ледяной дистанции спортсмены, конечно, сразу они не приходят в себя. Конечно, они греются. Здесь на берегу Семеновского озера оборудованы специальные бани, специальные такие теплые ванны, чтобы после нахождения в холодной воде спортсмены немножечко отогрелись, пришли в себя, потому что после того, как спортсмен завершил выступление на воде, дистанция для него не заканчивается. У него самое противостояние в организме происходит после того, как он уже выйдет из воды. Вот тогда-то идет настоящее соревнование, но тут уже с самим собой. Остался один спортсмен у нас заплыва 500 метров вольным стилем среди мужчин. Звучит свисток, это говорит о том, что спортсмены выходят на финишные отрезки, но мы, конечно же, поддерживаем его борьбу, поддерживаем его спортивное настроение, болеем, шумим, не стесняемся, все снимаем, все Ну что ж,
Финальный рывок остался для спортсмена. Он один на дистанции. Тут даже соревнование идет внутри спортсмена, потому что очень непросто. Не устану это повторять, что очень непросто Девушки, не стесняйтесь. плыть в такой воде. Здесь можно это делать громче, на самом деле. Ого, отлично. Ну, а соревнования у нас только начались. Это третий заплыв первого дня чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске, озеро Семеновское. Погода сегодня хорошая, немножко ветрено. Температура -4, -6 градусов, температура воды 4 градуса. В общем, все очень и очень неплохо для спортсменов. Остается только показывать хорошие результаты. Ну и вот он, вот финиш, первая дорожка. Конечно же, можно и нужно поддержать Есть. спортсмена, выходящего из воды, своими аплодисментами, друзья. Не стесняйтесь. Уху! Заплыв закончен. Главный судья соревнований отмечает, что заплыв закончен. Буквально минутка, может быть чуть больше, может быть чуть меньше, и состоится следующий заплыв, в котором опять-таки примут участие мужчины. Ну, я думаю, вы слышали, да, что нас ждет еще один заплыв среди мужчин. Ну, а пока идет подготовка к следующему заплыву, немножко расскажу о наших партнерах. Напомню, что нас поддерживает Сбербанк, компания Мегафон организует мобильный интернет для нашей трансляции. Ну, еще один партнер — это компания Медэкспресс, страховая компания, официальный страховщик третьего чемпионата мира по ледяному плаванию и первого Кубка Арктики по ледяному плаванию. Все-таки ледяное плавание — это экстремальный вид спорта, поэтому страхование от несчастных случаев очень и очень важно. Ну, а увидеть яркие экстремальные соревнования пловцов можно в интернете. Онлайн-трансляцию организует видеостудия «Премьера». Мобильный интернет представляет компания «Мегафон». Так что все перипетии сражений в ледяной воде Семеновского озера можно будет увидеть на Ютубе и на сайте murmanskiceswimming.ru. Там, кстати, есть актуальная информация. Все результаты murmanskiceswimming.ru. Пока вот я смотрю, информация еще не обновилась о результатах спортсменов, но есть да, вот есть информация о первых двух заплывах. Третий заплыв должен был тоже быть женский, но почему-то судейская коллегия решила, что сейчас поплывут мужчины. Да, так что, да, на сайте murmanskiceswimming.ru есть все результаты. Вот первая тройка в первом заплыве: Екатерина Некрасова, Эльс Уэрменбол и Наталья Серая. 9 минут 38 секунд. Результат Екатерины Некрасовой в первом заплыве. Второй заплыв. Победу праздновала Ленка Шлиховерова из
Чехии она была быстрее, чем победительница предыдущего заплыва. 8 минут 52 секунды и 72 сотых понадобилось спортсменке из Чехии, чтобы преодолеть дистанцию. Второе место у Ясмин Плисник из Австрии. 22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 9 минут 29 секунд. Ну и вот всего 5 секунд уступила ей Патриция Хеферман из Ирландии. Ее результат 9 минут 34 и 44 сотых секунды. Ну а у меня уже есть результаты заплыва среди мужчин. Можно и нужно его поддержать, поэтому не стесняйтесь, можно пошуметь, покричать, давайте, И лучший результат 7 минут 36 секунд. Вот такой вот у Павла Байнова он. 7 минут 36 секунд и 13 сотых. Ну а тем временем на старт уже выходят мужчины. Следующий заплыв. Да, и в этом заплыве вы сами видите, что один всего человек. Да, старт и спортсмен отправляется на дистанцию. Дистанция 500 метров. Ну а, конечно же, мы не... Это, кстати, спортсмен из России. Вот так вот весь бассейн для него. Конечно, так намного тяжелее плыть одному, потому что все-таки, когда ты плывешь со своими соперниками... Да, вот пошло объявление, что это Андрей Сизов из России, он преодолел дистанцию 1. Все-таки вернусь к мысли, что одному намного тяжелее, потому что ты не видишь, как плывут твои соперники, соответственно, не можешь понять, как ты плывешь, быстро или медленно, ускориться тебе немножко надо, или, в принципе, темп, который ты взял, очень и очень неплох. Так что намного сложнее показать хороший результат, когда ты плывешь один, соревнуешься только с самим собой. Все-таки больше для тренировок подходит такой формат. Ну, а я напомню... Повод, по которому мы здесь сегодня собрались, организована онлайн-трансляция на Ютубе. Это 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Он проходит в Мурманске на озере Семеновском. Сделали вот такой замечательный олимпийский бассейн на 10 дорожек, 25 метров в одну сторону. И сейчас Андрей Сизов преодолевает дистанцию в 500 метров. Это значит, что туда-обратно ему надо проплыть 20 раз. Не знаю, считают ли спортсмены в голове или... ждут отмашки судьи, когда остается последний финальный отрезок. Ну а чемпионат мира проводится Международной ассоциацией ледяного плавания совместно с администрацией Мурманска. А здесь у нас в городе Герои такой чемпионат позволяет сотням пловцов со всего мира посоревноваться между собой на дистанции в 1 километр, который ждет нас завтра. Целый день, друзья, у нас будут заплывы на 1000 метров. Это действительно будет отличное зрелище. 3-й чемпионат мира, проходит он в Мурманске. 1-й чемпионат мира тоже проходил в Мурманске в 2015 году. В 2017 чемпионат мира по ледяному плаванию проводится раз в 2 года. Он проходил в немецком городе Бургхаузен, а сегодня, точнее в этом году, он снова вернулся в Мурманск, и мы очень рады принимать этот турнир здесь у нас, на Кольской земле, на Кольском полуострове и на крайнем севере. Это событие действительно очень-очень актуально. Ну и в рамках 3-го чемпионата мира проводится еще и Кубок Арктики по ледяному плаванию, который проводит Федерация холодового плавания. И
Организация МОР совместно с Комитетом по физической культуре и спорту администрации Мурманска. И Кубком Арктики первым был выбран тоже Мурманск. Ну а на ваших экранах видна информация о главном судье. Это Виталий Поборчий. Он тоже спортсмен. Тоже участвовал в различных соревнованиях по ледяному плаванию. Даже вошел в команду нашего региона для участия в первом чемпионате России по зимнему плаванию на озере Селигер в мае 2005 года. И эти соревнования, кстати, и выиграл, хотя даже стартовать не планировал. На дистанции один спортсмен, 500 метров вольным стилем. Андрей Сизов из России преодолевает, вот уже перешел на другой стиль плавания. Тяжеловато, наверное, тяжеловато дается дистанция. Но Андрей справляется с собой, и вот пошел. Ну, немножко расскажу, пока преодолевать дистанцию спортсмена в программе, что же нас ждет в течение всех этих 3 дней. А программа запланирована действительно очень и очень насыщенная. Сегодня это заплывы на 500 метров вольным стилем, 200 метров, эстафета 4 по 50. И, конечно же, совсем скоро состоится церемония открытия наших соревнований, нашего турнира. Она будет тоже здесь, на берегу Семеновского озера. Будем мы ее тоже транслировать. Так что вот совсем скоро, уже через 1,5 часа начнется. Ну а пока у нас идут заплывы. 500 метров вольным стилем. Да, вот вы видите программу на сегодняшний день. 500 вольный стиль, 200 вольный стиль, 100 метров брасом и эстафета 4 по 50 тоже вольным стилем. Ну вот смотрите, сколько пловцов принимает участие в этих соревнованиях. Это только первый день. Завтра нас ждет, пожалуй, самое интересное. Это дистанция 1000 метров. 1000 метров среди мужчин и женщин. Индивидуальные заплывы. Ну и в воскресенье нас тоже ждут... Да, вот видите программу. 1000 метров вольным стилем среди девушек, 1000 метров вольным стилем среди мужчин. Ну и финальное состязание. Узнаем, кто же станет лучшим на этой дистанции уже завтра. Ну а в воскресенье нас тоже ждут соревнования Кубка Арктики, заплывы 50 метров брасом, баттерфляем и вольным стилем. Тоже такая интересная программа. Запланировано на все эти 3 дня. Ну, а мы с вами будем все эти 3 дня вещать наша онлайн-трансляция. Вот программка появилась на 17 марта.
ну, сами видите, какие цифры, да, 213 пловцов, 50 метров брасом, 313, 50 метров вольным стилем, эстафета, 4 по 250 также нас ждет. В общем, очень-очень интересная программа на все эти 3 соревновательных дня. Ну а сейчас на экранах Андрей Сизов. Преодолевает он дистанцию 500 метров вольным стилем среди мужчин. Соревнуется Андрей с самим собой. Вышел на дистанцию на 1. Не думайте, что он отстал очень сильно или, наоборот, очень сильно оторвался. Нет, вот такой вот одинокий заплыв Андрея Сизова. Еще немножко расскажу о наших гостях, о иностранных спортсменах, которые приехали сюда. Большие представительства Великобритании, Германии. Есть спортсмены из Аргентины, Австрии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Нидерландов, даже Марокко и Гонконга. Один спортсмен из Гонконга, кстати, к нам приехал. Это Чун Кон Мак, 32 года ему. Вот остается финальный отрезок для Андрея. Заканчивает он свое выступление на дистанции 500 метров вольным стилем среди мужчин. На 3-м чемпионате мира по ледяному плаванию в Мурманске, озеро Семеновское. Сегодня первый день соревнований, и мы уже посмотрели 3 заплыва среди девушек, 2 и 1 среди мужчин. И вот Андрей Сизов тоже в таком в гордом одиночестве на 4-м заплыве, но он уже заканчивает свою дистанцию. Видно, как тяжело преодолевает он эти ледяные метры, перешел на более простой стиль плавания, потому что, видимо, немножко не справляется. Ну, а пока вы можете зайти на сайт murmanskice-swimming.ru. Все в одно слово, без пробелов, без точек, без запятых. Murmansk Ice Swimming. Там вы можете узнать актуальную информацию, самые последние результаты, программу соревновательных дней. Ну и, конечно, там будет ссылочка на нашу онлайн-трансляцию. Можете разослать ее всем вашим друзьям, чтобы они посмотрели, как в Мурманске проходит 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Ну, а Андрей Сизов уже подходит к финишу. Если вы видите, обратите внимание на красные таблички с цифрами 20 и 2. Это значит, сколько осталось отрезков спортсмену проплыть. Судьи переворачивают эти таблички,
чтобы спортсмен, когда плывет, видел, сколько ему осталось. Ну, кто-то, наверное, считает это в голове про себя, но вот такое напоминание очень, мне кажется, важно для спортсменов, чтобы было понятно, сколько же ему осталось, чтобы он не наплавал лишнего. Ну, тут лишнего, наверное, сложно наплавать, все-таки и так довольно тяжело преодолевать вот эти метры. Видим, как некоторые спортсмены действительно с трудом преодолевают их. Ну, а спортсмены, 400 спортсменов, друзья, 400 спортсменов из 33 стран мира приехали к нам на чемпионат мира. И большинство, конечно, заехало вчера. Вчера они проходили акклиматизацию. Потом был медосмотр. И, в принципе, не всех допустили до соревнований по медицинским показаниям. Все-таки довольно экстремальный вид спорта, и организм должен быть в полной готовности, чтобы не только показывать хороший результат, но и вообще выдержать эту дистанцию. Так что вчера проходили акклиматизацию, прошли медосмотр. Ну, а те, кто прошел медосмотр, приступили уже к сегодняшним стартам, к 500 метрам вольным стилем. Начали мы именно с них. Ну и вот видите, все, финиш Андрея Сизова. Закончил он свою дистанцию. 15 минут 5 секунд понадобилось ему, чтобы преодолеть. Ну, видите, как тяжело дались эти 500 метров Андрею. Очень тяжело. Да, видите, как тяжело спортсмен преодолел эту дистанцию. Но все-таки, да, ледяное плавание — экстремальный вид спорта. И наши участники, напомню, что застрахованы. Все участники застрахованы компанией Медэкспресс, официальный страховщик наших стартов. Еще один заплыв позади. 4 заплыва мы уже с вами посмотрели. Совсем скоро будет церемония открытия здесь же, на берегу Семеновского озера. Ну, а вот мы видим, что вроде как девушки. Или нет? Нет, это мужчины. И еще один заплыв. Разминаются спортсмены. Ну вот, вы видите, да, представительства России, Австрии, Великобритании, Польши и Франции здесь, причем
На четвертой дорожке плывет наш земляк Сергей Валицкий, спортсмен из России. Что ж, будем болеть за Сергея. Посмотрим, как он себя покажет на этой дистанции. 500 метров вольным стилем. Кубок Арктики. 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Прозвучала команда в воду от главного судьи. И спортсмены сейчас преодолеют свои 20 отрезков по 25 метров. Всего 500. Мы, наши мурманчане, болеем за Сергея. Ну, а представители других стран болеют за своих земляков. Ну, и опять заметьте, что, видимо, не совсем слышен стартовый сигнал, потому что первые 3 дорожки его слышат хорошо и уходят чуть-чуть раньше, чем остальные. Ну что ж, вот первые метры дистанции преодолевают спортсмены. Александр Фюзо, представитель Франции, на ваших экранах. Неплохо держится. Хороший темп взяли спортсмены. Ну, видите, да, насколько разная техника плавания вольным стилем у различных спортсменов. Кто-то пришел в ледяное плавание из обычного плавания, кто-то первый раз искупался в проруби, на крещение и остался в этом спорте на долгие годы и показывает неплохие результаты. Шестая дорожка Адриан Алехандро Уитвер из Швейцарии. В Швейцарии, кстати, всего 2 пловца по ледяному плаванию и 1 девушка. Адриан Алехандро плавает уже 3 года, участвовал в заплывах на 1000 метров. Ну а в феврале проплыл свою первую ледяную милю. И вот в марте приехал в Мурманск, чтобы показать себя во всей красе. Самый возрастной участник этого заплыва — это Джонатан Куи из Великобритании, ему 67 лет. Ну, а 65 лет на 2 года всего младше представитель России из Севастополя Виктор Пискунов. Как видите, что в одном заплыве могут плыть совершенно различные возрасты, соревнуются они в индивидуальном зачете, и также в своих возрастных категориях тоже есть зачет. Ну а на дорожках уже видны цифры 12, 14, 14. Видно, кто чуть-чуть быстрее. Это дорожки 6, 7, 8. И первые 2 дорожки. Ну вот уже 10 перевернул судья табличку, осталось 10 отрезков по 25 метров. Это значит, что половина дистанции позади. Кто это у нас? Это как раз Адриан Уитвер.
Ну что, вторая, третья, шестая, седьмая дорожки у нас и восьмая тоже. Смотрите-ка, восьмая дорожка. Это Александр Фюзо из Франции. Очень неплохо идет. Вот. Ну, а на ваших экранах швейцарский пловец. Я думаю, что вся борьба как раз развернется на второй части дистанции. У кого осталось больше сил, кто лучше готов к таким заплывам в ледяной воде. Вот он, Александр Фюзо из Франции. Он сейчас лидирует на дистанции. Ну и неплохо идет. Виден настрой. Ну, а тем временем прошло 5 минут. 5 минут с половиной уже. Ну и видите, что довольно ровно идут спортсмены. Есть отстающие. Это две дорожки, 4-я, 5-я. Ну, а Александр Фюзо уверенно лидирует. И ему остается не так уж и много. Всего 150 метров. 150 метров, но, конечно, у него есть соперники, они не отстают. Видите, что по второй, по третьей дорожке наплывает на него Рене Уолбер из Австрии. Да, отличный темп взяли мужчины. Ну и все решится на последних метрах. Нет, все-таки третья это дорожка номер 3. Да, и это Джонатан Куи из Великобритании. Смотрим. Да, третья дорожка чуть раньше вроде как уходит он на последние 200 метров. Какая интересная шапочка, да, черный спортсмен. Вроде как там снежинка нарисована, что очень символично. Плавание ледяное все-таки. Интересно, да, как готовятся спортсмены не только физически, не только свои спортивные какие-то качества, но и вот так вот интересно преподносят свой образ плавательный для всех зрителей. Интересно, немножко непонятно, кто же сейчас все-таки лидирует. По ощущениям, Александр Фюзо из Франции отстает, а вперед вышел все-таки Джонатан Куи из Великобритании. Ну, посмотрим сейчас. Если возможно, режиссеру покажите, пожалуйста, общую картинку. Да, смотрите, вторая, третья дорожки очень неплохо идут. И остается им по 2 всего отрезка. Это значит, что финальные 100 метров, да, подотстал, конечно, Александр Фюзо, не хватило сил на всю дистанцию, видно, как он замедлил свой ход, и, но все равно он идет на 3-м месте, немножко отстает, но вот спортсмены на 2-й, 3-й дорожке, это Рене Уолбер и Джонатан Куи, Австрия и Великобритания. Я думаю, что вся борьба за победу в этом заплыве развернется перед самым финишем между ними. Как раз они идут очень ровненько. Ну, не знаю, кто же из них все-таки будет праздновать победу на финише. Вот они, да, смотрите, как они идут. Вот, хорошо. Великобритания или Австрия? Кто же из них будет первым, тем более, что осталось один отрезок, и это будет финиш, друзья мои. Финиш. Очень-очень интересный заплыв, очень интригующий. Финальный отрезок. Очень интересно, самая основная борьба. Вот он, финальный отрезок, 25 метров. Австрия или Великобритания? Ну, видно, что спортсмен из Австрии чуть-чуть быстрее, но наплывает, как очень хорошо наплывает Джонатан Куи из Великобритании. Посмотрите, как он обходит австрийца. Вот она финальная. Вот он финальный рывок, друзья, и вот он финиш. Вот! Отличный результат, ну и на пару секунд буквально... Ага, подождите, нет, еще надо проплыть, что ли?
Так. Нет, вроде все нормально, да. Вторая, третья дорожка, это финиш. Джонатан Куи из Великобритании, победа в этом заплыве. Ну и где же Александр Фюзо? Вот он. Третье место. Где же наш спортсмен Сергей Валицкий из Мурманска? Ну, Сергей еще пока дистанции, он пока еще преодолевает. Остается ему еще 6 отрезков. Остается 3 спортсмена. Два спортсмена на дистанции. Это наш Сергей Валицкий и, я так понимаю, что Виктор Пискунов из Севастополя на 5-й дорожке. Да, вот он плывет. Ну, Виктору 65 лет. Видите, как тяжело идет. Уже доплывает последние метры. Хватит ли у него сил? Покажет ли он себя как боец? Скоро узнаем. Ну, все-таки Севастополь город южный, и для такой ледяной воды надо готовиться. Тяжело, конечно, идет Виктор. Равно как и Сергей. Видно, что спортсмен оставляет на дистанции все свои силы. Хорошая борьба была за первое место в этом заплыве. Ну, друзья, это только начало. Сильнейшие спортсмены, конечно же, ждут нас во второй половине дня. Там состав сплошь звездный. Для любителей ледяного плавания, я думаю, что эти имена и фамилии расскажут о многом. Сейчас я найду информацию, кто у нас будет участвовать в заплывах 500 метров вольным стилем среди мужчин. Вот он, финальный заплыв. Только послушайте. Так, куда-то пропала у меня информация. Сейчас найду информацию, обязательно вам озвучу эти фамилии, эти имена, потому что для любителей мирового ледяного плавания они скажут о многом. Ну а тем временем остается финальный отрезок для нашего мурманчанина, для Сергея Валицкого, и еще 4 отрезка для спортсмена из Севастополя. Ага, вот сказали, что температура около нуля. Температура воды. А, температура воздуха. Если ничего не изменится и все пойдет как вот запланировано судейской коллегией, то в одном заплыве у нас сойдутся такие звезды, как Петр Стойчев, спортсмен из Болгарии, Кристоф Вандраш, Германия,
Марио Фернандес Горгою из Испании. Ну а тем временем финишировал у нас Сергей Валицкий. Финальный отрезок остается для Виктора из Севастополя. Виктор Пискунов, да, из Севастополя. Пока еще на дистанции борется, сражается действительно Виктор. Молодец, молодец. Не останавливается, а доплывает. Доплывает, хоть и тяжело ему, но раз приехал в Мурманск из Севастополя, надо идти до конца. Вот Виктор крупным планом, видно, как ему тяжело, он тяжело дышит, и движения уже такие трудные. Ну, остается всего 25 метров. Финалочка, финалочка, Виктор, надо. Последние метры преодолел Виктор Пискунов из Севастополя. Вот он. Боец, действительно боец. Молодец, Виктор. Мы все тебя поддерживаем. Все, кто смотрит эту трансляцию, видно, как идет борьба человека. А не только вот тяжело стоит Виктор, видите, как его поддерживают. Судья дал команду, что заплыв официально закончен. Ну вот только что объявили о пловцах этого заплыва. Здесь есть очень интересные пловцы. Ну, помимо того, что есть наш земляк Антон Кутуев. Плывет он на 3-й дорожке. Ну, а на 5-й дорожке американец Скотт Лотман. Кстати, Скотт Лотман пенсионер. Когда-то ему принадлежал мировой рекорд баттерфляем на дистанции 200 метров. Плавал в Гибралтаре, переплывал Ла-Манш, Магелланов пролив. Бывший член национальной команды США по плаванию. Вот такой вот человек у нас плывет в этом заплыве.
Видно, как спортсмены уже растянулись по дистанции, хотя только преодолен еще 50-метровый отрезок. Ну а представитель Великобритании Марк Гест стал первым человеком из Бирмингема, который проплыл ледяную милю. Ему 49 лет, и он только начал постигать азы ледяного плавания. Плавает всего 4 года. Также сосредоточиться на дистанции и по жизни, и помогает искусство тайчи, которое он практикует. Ну, а на третьей дорожке Антон Кутуев, 37 лет, Мурманск, Россия. Мы уже видим, как кто-то преодолел по 3, по 4 отрезка в 25 метров, в 50 метров, в 25 это получается по 6 уже. Ну и уже большие отрывы, хотя прошло всего ничего. Ну а тем временем зрителей на трибунах становится все больше и больше. Я думаю, что вам слышны крики поддержки. Я думаю, что во второй половине дня их станет еще больше, тем более, что сегодня пятница. У многих короткий рабочий день, и как раз на второй половине дня мы оставили самые-самые зрелищные заплывы. На онлайн-трансляцию мы будем сегодня вести целый день, так что любители ледяного плавания и люди, которые следят за третьим чемпионатом мира, можете смело отставлять все свои дела, наливать себе чайку и присаживаться, смотреть на заплывы первого Кубка Арктики и третьего чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске на Семеновском озере. Погода сегодня хорошая, немножко ветрено, но для спортсменов очень-очень комфортно. Температура воды, как сказали, вот, около нуля, чуть больше. Да, как вы слышали, практически все спортсмены преодолели половину дистанции. У нас есть явные лидеры. Но, в принципе, этот заплыв довольно ровный. И кто же придет к первому финишу? Я думаю, что вся основная борьба развернется как раз ближе к финальным отрезкам. Мы болеем, мы фотографируем и наблюдаем за тем, что происходит в бассейне. Потому что борьба такая достаточно оживленная и достаточно сложно сейчас сказать. Итак, вот по табличкам, где остается 8, мы видим, что третья, четвертая и пятая дорожка лидирует. Это как раз наш земляк, мурманчанин Антон Кутуев, Михаил Штенгл из Чехии и Скотт Лотман, США. Очень нравится плавать в холодной воде. Скотт Лотман, я напомню, ему принадлежит рекорд на дистанции в 200 метров, мировой рекорд бутерфляем. Он входил в национальную команду США, ну и вот сейчас уже, конечно, вышел на пенсию и плавает в свое удовольствие, но тем не менее регулярно ездит на различные турниры по ледяному плаванию и, в принципе, неплохо себя показывает. Ой, заплыл, потерял дорожку. Спортсмен из Татарстана. Ну вот он, это Скотт Лотман на ваших экранах был. И он лидирует как раз. А, это Тобиас Якл, непонятно.
по какой дорожке плывет спортсмен. Сейчас мы выясним, конечно, потому что остается совсем немножко отрезков. Остается совсем чуть-чуть, но начинает сказываться усталость, начинается сказываться температура воды, несмотря на то, что спортсмены все уверенные, натренированные, то все равно уже время, проведенное в воде, достаточно большое. 3-я, 4-я и 5-я дорожки лидируют у нас. Скотт Лотман, Михаил Штенгел и Антон Кутуев. Вот он пошел на финальный. Это как раз Скотт Лотман. Прямо здесь и прямо сейчас. Очень неплохо идет. Совсем скоро будет отправляться на финиш. 5-я дорожка, да, 2 осталось, 2 отрезка. Что спортсмены отправляются на крайние отрезки. И 4-я дорожка. Это Михаил Штенгел из Чехии тоже пошел на финальный отрезок. Где же наш Антон Кутуев? Где-то плывет. Ну и вот он. Я так понимаю, что 2 осталось отрезка для Скотта Лотмана из Соединенных Штатов Америки. Очень уверенно он проходит свою дистанцию. Ну а здесь у нас Марк Гест, Великобритания. Тяжеловато ему, конечно. Тяжеловато. Видно, как он идет. Первый свисток и отправляется спортсмен. Первый свисток, это значит, что финишная прямая, друзья. Вот он, Скотт Лотман, пенсионер из США. Тем не менее, бывший член национальной команды по плаванию в США, олимпийский мировой рекордсмен. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем. Ну и, в принципе, совсем чуть остается до победы и в этом заплыве. Очень хорошо идет. А вот наш, кстати... Наш земляк Антон Кутуев из Мурманска на 3-й дорожке тоже неплохо наплывает. Ну и это финиш, друзья. Это финиш Скотта Лотмана. И 4-я дорожка. Это Михаил Штенгел из Чехии. Тоже сейчас будет финишировать. Есть очень уверенный финиш от Скотта Лотмана. Первый кубок Арктики здесь, в городе Мурманске, на Семеновском озере. И вот он плывет, финиширует. Михаил Штенгел, чешский пловец. Отрыв, конечно, очень хороший. Посмотрите, да, насколько большой отрыв от других участников. Ну, а первая тройка, как они вышли на дистанцию, так они, в принципе, и финишировали. Антон Кутуев на 3-м месте идет, ну, а это финиширует, уже вылез из воды Михаил Штенгел из Чехии. Ну, а сейчас будет финишировать наш земляк, мурманчанин. Антон Кутуев, 37 лет ему. Кто-то финиширует на ваших глазах, а кто-то устремляется только на финишную прямую. Есть еще один финиш. Тобиас Якле тоже выходит на финишную прямую. Спортсмены успешно преодолевают дистанцию. Ну, а Дамир Ибляиминов, ему еще остается чуть-чуть. Еще 2 отрезка. Супер здорово и супер отлично. Немножко согреться, бодриться в наших специальных теплых бочках, конечно же, и насладиться этим днем вместе с вами. Слышите, как, надеюсь, что вам слышно, как подбадривают болельщики, кричат «Молодец! Молодец!» Действительно, молодец. Не только он, но и все пловцы, которые участвуют в наших заплывах, потому что, ну, это действительно дорогого стоит вот так вот выйти и, во-первых, в такую ледяную воду окунуться, во-вторых, еще и плыть. Еще финиш. Это Тобиас Якле из Германии, немецкий спортсмен. Еще финиш. Все, друзья. Все спортсмены финишировали. Вот он, Марк Гест из Великобритании, тоже завершил свою дистанцию. Для него, мне кажется, уже победа. И со стороны наблюдая, можно как раз вот понять, насколько все-таки физически сложно. Как заботливо укутывают Марка Геста его сокомандники. Как видите, да, что такое
специальная одежда. Написано «Мурманск». Марк, по машинам, помаши рукой, мы тебя видим. Марк смотрит на табло, смотрит свой результат. Установлено большое табло, где спортсмены могут сразу видеть свое время. Ох, ничего себе! Кто-то обнимается с нашими мишками, с нашими северными полярными мишками. Вы сами видите, что атмосфера такая у нас праздничная, дружеская, и соревнованиями, но и очень хорошая организация. Все спортсмены отмечали, что их тепло встретили и позаботились обо всем, чтобы они ни о чем не переживали и показывали свои самые лучшие результаты. Ну что, остается у нас один спортсмен на дистанции дорожка номер 2. Это Артем Хоменко, Новгородская область он представляет, Россия. Артему 44 года. Соревнуется в возрастной категории 40-44. И остается ему буквально несколько отрезков. Тоже, видите, как силы покидают Артема. Видно, что он переходит с одного стиля плавания на другой, который требует меньше ресурсов, меньше затрат. Ну и тяжеловато идет, конечно, последние метры. Вперед, вперед, друзья! Шумите, шумите, грейтесь, не замерзайте. Ну а совсем скоро, не забывайте, состоится церемония открытия наших соревнований. И стремитесь к победе, как и спортсмены. Церемония начнется в 11:30. Не знаю, будет ли, успеем ли мы еще один заплыв сделать до этого времени, потому что в 11, вроде как с 11 до 11:30 будет перерыв, в который мы покажем вам, как готовились к соревнованиям, как Мурманск готовился к соревнованиям. Есть комментарий, что заплыв закончен, ну и, конечно же, друзья, поддержим спортсмена. Буквально минутный перерыв нас сейчас ждет перед очередным заплывом. Есть возможность обменяться эмоциями, конечно же, выложить какие-нибудь фотографии в социальные сети, не забыть напиток соответствующими хэштегами, немножечко размяться, ну и, конечно же, еще раз понаблюдать за всем происходящим в воде Семеновского озера. Друзья, сейчас до открытия у нас длинная вода, мужчины и женщины. Девушки, кстати, открывали сегодня в этот бассейн. Сегодня будет первые заплывы. Длинная вода, 500 метров, конечно же. Вы лично наблюдаете за всем происходящим. Если вдруг соберетесь домой, то дома можно включить интернет-трансляцию. И эта интернет-трансляция идет абсолютно по всему миру. Да, все верно. Трансляция идет по всему миру, друзья. У нас интернет-трансляция, которая организует студия «Премьера», и мобильный интернет представляет компания «Мегафон». Еще наш партнер — это Сбербанк, Медэкспресс и другие компании, которые поддержали инициативу городского спорткомитета. И вот, собственно говоря, помогли организовать такой масштабный турнир, масштабные соревнования. Все-таки чемпионат мира. 400 спортсменов к нам приехали из 33 стран. Здесь действительно показатели, география очень большая. Ну а тем временем уже готовятся спортсмены следующего заплыва. Звучит команда в воду. Дан старт, друзья. Все, друзья, поехали. Точнее, поплыли. Очень хороший старт у нас. Рубеж 500 метров впереди их ждет. Ну и, конечно же, мы наблюдаем
лично за всем происходящим прямо здесь и прямо сейчас. Сейчас нам покажут, как спортсмены идут по дистанции. Смотрите, какой темп они взяли. Уже возвращаются. Ничего себе. А всего каких-то 30 секунд прошло. 50 метров уже позади. Ну, если... Уважаемые друзья, на первой дорожке Федерико Мильот, Италия. На второй дорожке Сергей Горбатенко, Россия, Красноярск. На третьей дорожке Денис Акулов, Россия, Владивосток. На четвертой дорожке Петр Бьянковский, Польша. На пятой дорожке Стефан Рунге, Германия. На седьмой дорожке Колин Хилл, Великобритания. На восьмой дорожке Джон Райан, Ирландия. 500 meters freestyle. The first line, Federica Niot, Italy. The second line, Alexander Shulkas, the Russian Federation. The third line, Denis Akulov, the Russian Federation. The fourth line, Piotr Biankowski, Poland. The fifth line, Stefan Lungi. The seventh line, Colin Hill, the Great Britain. The eighth line, John Ryan, Ireland. Тоже интересное у нас представительство спортсменов. Здесь Великобритания, Ирландия, Германия, Польша. Кстати, вот немецкий спортсмен Стефан Рунге в 2012 году плавал в Гибралтаре и пересек Гибралтар менее чем за 4 часа. Ну, конечно, здесь у нас дистанции не гибралтарские. Я имею в виду, что бассейн у нас всего 25 метров. Плывем 500 метров вольным стилем, мужской заплыв. Если возвращаться к Стефану Рунге, то плавает он с детства, играл в водное поло, но вот решил все-таки, что ледяное плавание ему больше по душе. В Мурманске он со своей женой приехал в Мурманск, Катрин, но не просто как туристом привез свою жену, а она тоже плавает. Катрин будет участвовать на дистанции 300 метров в Кубке Арктики. Совсем скоро увидим тоже ее выступление. Ну а пока где-то она, наверное, тоже стоит, болеет за своего супруга, держит кулачки, как выступит Стефан. Еще один легендарный, можно сказать, британец у нас участвует, потому что это первый британец Колин Хилл. Колин Хилл, ему 49 лет, это первый британец, который проплыл ледяную милю, первый британец. Но очень известный в Великобритании человек, он консультирует пловцов на открытой воде, а здесь он принимает участие в заплывах просто как спортсмен, чтобы показать, что на практике, что он может. А это говорит о том, что кто-то очень быстро плывет и стремится вперед к победе. Ну, смотрите, друзья, ничего себе. За нашими разговорами 4-5 дорожка. 8 отрезков осталось. Очень хорошо идут наши спортсмены. Это Петр Бьянковский из Польши и Стефан Рунге, Германия. 6 остается отрезков у них, и они уже готовы финишировать. Финишная прямая будет еще не скоро, но, в принципе, на свою дистанцию они скоро завершат. Петр Бьянковский, Польша, Стефан Рунге. Следим за ними. Они лидеры этого заплыва. Остается им всего ничего. 6 отрезков. Это 150 метров. Нет, меньше, конечно же. Нет, все правильно. Все правильно я сказал, да, абсолютно верно. 150 метров остается этим спортсменам. Бьянковский Петр и Стефан Рунге. Ну, покажите нам этих пловцов, если есть такая возможность. 4-5 дорожка, вот он в зеленых плавках. Это Стефан Рунге. Хорошо идет. Посмотрите, как он преодолевает дистанцию очень уверенно.
не останавливаясь. Хороший стиль, хорошая техника. Вот, наверное, его супруга как раз. Вот она его поддержит, видите, в такой симпатичной шапке с бомбоном, со светлыми волосами. Кричит ему: давай, давай, Стефан. Интересно, как это по-немецки, как кричат. По-русски понятно: давай, давай, по-английски go, go, а как это по-немецки? Подсказывает мне Guten Tag, но мне кажется, что это значит совсем другое в немецком языке. Стефан Рунге, отлично. Смотрите, как он идет. По дистанции очень уверенно. Напомню, в 2012-м меньше чем за 4 часа пересек Гибралтар, и здесь показывает очень хороший стиль. Я так понимаю, что финальный отрезок остается у него. Это говорит о том, что спортсмены отправляются на финишные. Свисток прозвучал, значит, у нас финишная прямая. Буквально несколько отрезков, еще один спортсмен уходит на финиш. Поэтому, друзья, все разворачиваем. Вот она, финишная прямая для Стефана Рунге. Не стесняйтесь, не жалейте эмоций, шумите, кричите, поддерживайте. Вот она, 4-я и 5-я дорожка. Вот они уже исчезли цифры. Это значит, что финишная прямая. Ну покажите нам, покажите этот финиш. Вот он плывет, Стефан Рунге. Стефан Рунге чуть подальше по кадру. Покажите нам финиш, друзья. Это я обращаюсь к режиссерам нашей трансляции. Эх, не показали. Как же так? Вот он. Стефан Рунге, финиш. И 4-я дорожка. Петр Бьянковский из Польши тоже финиширует. Отлично, слушайте, ну результат какой-то сумасшедший. Если таймер верный у нас на трансляции, то 7 минут. 7 минут потребовалось им проплыть. Ну, а результаты прошлого заплыва могу сказать, что Скотт Лотман, официальная информация из США, 7 минут, 42 секунды, 91 сотая понадобилось Скотту, чтобы преодолеть 500 метров вольным стилем. На втором месте с результатом 8.07 Михаил Штенгл из Чехии. И 3-е место Антон Кутуев, мурманчанин Мурманск из России. Его результат 8 минут 40 секунд и 5 сотых. Это результат прошлого заплыва. Ну а у нас уже половина пловцов финишировала. И первый свою дистанцию закончил Стефан Рунге, немецкий спортсмен. Очень скоростной заплыв у нас был, ничего себе. Очень хорошее время показали спортсмены. Представляете, да, если бы лучший спортсмен в предыдущем заплыве был 7.42, то в этом заплыве лучший результат 7 минут с небольшим, то есть на 40 секунд быстрее. Ну а тем временем 8-я дорожка финиширует, 3-я финиширует. Остается у нас, я так понимаю, что 2-я дорожка. На 2-й дорожке у нас россиянин из Красноярска. Мужчины, которые успешно преодолели дистанцию 500 метров. Еще один спортсмен все еще молодец. Его борьба. Ну вот, друзья. Видно, да, как по-разному спортсмены выходят из воды. Кто-то оставил на дистанции все силы, кто-то, ну и кого-то поддерживает, кто-то самостоятельно выбирается, даже может говорить. Я более чем уверен, что когда наши спортсмены... Тяжело идет спортсмен на 2-й дорожке. Но остается чуть-чуть, остается еще 2 отрезка, так что надо потерпеть. И закончить дистанцию. Ну, сходить, кстати, никто не думает даже. Вот был у нас один спортсмен, он закончил дистанцию преждевременно, пораньше. Все-таки почувствовал, что не хватит ему сил добраться до финиша. Ну и правильно, потому что все-таки экстремальный вид спорта, ледяное плавание, и нужно быть очень хорошо физически готовым, чтобы вот выйти на такую ледяную воду, на ледяную дистанцию и проплыть ее полностью, целиком. Но я напомню, что все спортсмены застрахованы. Компанией Медэкспресс, официальный страховщик наших соревнований 3-го чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. Где еще, друзья, вы сможете наблюдать такую картину? Прекрасный зимний весенний день.
Отличная погодка, не сильный ветер, достаточно приятная температура и торжество спорта. Звучит свисток. Спортсмен спрашивает еще, ему говорят, да, еще 2 финиша. Ну, если вы слышали объявление на стадионе, спортсмен спросил еще, ему говорят, да, еще надо 2 отрезка по 25 метров. Остается совсем чуть-чуть. Спортсмен из Красноярска. Стремится, и у него получается. А если мы его поддержим, то ему еще как минимум будет приятно. Он почувствует, я думаю. Можно показать общий план? Да, смотрите, сколько зрителей прибавилось. Прошло всего час с начала соревнования, уже сколько зрителей. Организован целый ледовый стадион, очень все хорошо видно. Находится он прямо перед ледяным водоемом. И я думаю, что можно поболеть, и все вообще эмоции. Вот слышите, да, как поддерживают спортсмена зрители. И это очень-очень дорогого стоит. Все-таки любят у нас этот вид спорта. Ну и вот он финиш. Финишная прямая. Еще пара взмахов, пара грибков, буквально пара метров. Все на ваших глазах разворачивается и... Финиш. Финиш, друзья. Молодец. Молодец. Борьба с самим собой. Тяжело. Посмотрите, насколько тяжело. Ну и, конечно же, мы предлагаем сразу немного помощи. Несколько важных вопросов по поводу самочувствия. И человек выходит из воды. Он покоритель, он победитель. Он прошел всю дистанцию на ваших глазах. Тем временем, друзья, буквально пару минут. Я так понимаю, что это был последний заплыв перед перерывом. Сейчас будет церемония открытия нашего чемпионата. Поэтому у вас есть возможность немножечко сейчас согреться, чуточку погулять, сделать фотографии, пообщаться с прессой, пообщаться со спортсменами, выпить чаю. И буквально в 11:15, в 11:20 мы ждем вас всех здесь, для того, чтобы вместе с вами... Ну а пока небольшой перерыв. Не переключайтесь, не отходите никуда далеко, потому что сейчас мы подготовили для вас интересную информацию. Посмотрим несколько роликов в перерыве, пока церемония открытия не началась. Это 2015 год. Как это было 4 года назад. Первый чемпионат мира по ледяному плаванию, который тоже состоялся в Мурманске на берегу Семеновского озера. И потом посмотрим, как готовился стадион, рубка льда, как это было. В общем, через полчаса будет церемония открытия. Ну а пока давайте вспомним, как встречал Мурманск чемпионат мира по ледяному плаванию 2015 года. Радостный Мурманск встречает гостей морем спортивных знамен. Снега сиянием, мерцанием огней, словно большой стадион. Северный ветер спортсменов бодрит, стуже полярной назло. Ни сверкающим льдам, ни полярным ветрам сердец не подвластно тепло. Сильнее, чем ветер, стремление к победе. Зимние плаванье, старт свой вперед, смело выходим на лед. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. Символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит
Северный город овеян теплом добрых улыбок друзей. Настежь для спорта распахнут наш дом, сил для борьбы не жалей. Пусть посвящается каждый рекорд миру, любви, доброте. И в спортивной борьбе, в чемпионской судьбе финишной рвемся черте. Сильнее, чем ветер, стремление к победе. Зимнее плавание, старт свой берет, смело выходим на лед. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. Судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. На дворе март месяц, ласково и ярко светит солнышко. Сейчас мы находимся на берегу Семеновского озера, где уже начата подготовка к чемпионату мира по ледяному плаванию. Более 400 спортсменов приедут в Мурманск, чтобы понять, кто же из них самый быстрый в наших холодных водах. За моей спиной строители уже делают лунки. Здесь будет 25-метровый бассейн, 10 дорожек прямо на Семеновском озере сделают в ближайшее время.
здесь создадут целый палаточный городок, пока еще ничего нет, пока вот, можно сказать, лед, солнце яркое, и здесь скоро совсем появится целая инфраструктура, создадут с нуля специально к чемпионату мира по ледяному плаванию. Большой путь начинается с маленького шага. Вот она, первая лунка во льду. Это начало большого ледяного бассейна. Бассейна на 10 дорожек. Короткая вода, 25 метров. Все как на Олимпиаде, все как и надо. Вот здесь уже начали делать этот бассейн. В принципе, вся инфраструктура вместе с палаточным городком, с большим бассейном планируется создать за 11 дней. В общем, начали они в начале марта, закончить планируют уже к началу состязаний. Так что нелегкая эта работа организовывать чемпионат мира по ледяному плаванию, в том числе и для тех, кто находится за кадром этих состязаний.
запланированы целых 3 дня состязаний. Будет не только чемпионат мира, но также Кубок Арктики, где спортсмены тоже будут выяснять, кто же самый быстрый на дистанции. Ну и традиционно в марте мы принимаем гостей со всего мира. Более 30 стран уже заявились для участия в 3-м чемпионате мира по ледяному плаванию. Для Мурманска он 2-й, проводится раз в 2 года, и в прошлый год он проводился в Германии. Ну а сейчас все-таки решили, что Мурманск достоин того, чтобы принять очередной чемпионат мира по ледяному плаванию и доказать, что на Крайнем Севере действительно суровые люди живут и любят этот спорт.
области Марина Васильевна Ковтун. Dear ladies and gentlemen, in the ceremony of opening of the third World Championship and first Arctic Cup in ice swimming is welcomed by Governor of Murmansk region Marina Kovtun. Ну что ж, друзья, вот она, торжественная церемония открытия третьего чемпионата мира по ледяному плаванию Мурманск, Семеновское озеро. Официальные лица, руководство области, депутат Государственной Думы Алексей Борисович Веллер, губернатор Марина Васильевна Ковтун открывают. Ну, в общем, наверное, я умолкаю, вам будет все слышно. После церемонии открытия мы продолжим наши заплывы. Андрей Иванович Сысоев. The head of Murmansk administration, Andrei Sysoev. Президент Международной Федерации ледяного плавания господин Рэм Баркай. The president of International Ice Swimming Association, Рэм Баркай. Вице-президент Российской ассоциации полярников Павел Валентинович Селезнев. Vice President of the Russian Association of Polar Explorers, Pavel Seleznев. Приглашаем членов оргкомитета занять места на почетной трибуне. The members of the organizing committee are welcome to the honorary seats. Заполярный Мурманск прибыли спортсмены из 32 стран мира. Athletes from 32 countries of the world have come to the high north city of Murmansk. Мы говорим добро пожаловать спортивным флагам стран, участниц соревнований. And we welcome the sports flags of the country's participants. Начинаем парад стран, участниц чемпионата мира. The parade of the countries participants of the World Championship. Во главе парада главный судья соревнований Виталий Поборчий. Headed by the chief arbiter of the Страны competition, участницы. Австралия. Australia. Австрия. Austria. Аргентина. Argentina. На подиуме Республика Беларусь. The Republic of Belarus. Болгария. Bulgaria.
Великобритания. The United Kingdom. Германия. Germany. Теплые заполярные аплодисменты Гонконгу. Applause to Hong Kong. Греция. Greece. Израиль. Israel. Встречаем Ирландию. Welcome Ireland. Исландия. Iceland. По подиуму проходит Испания. Spain. Италия. Italy. Зрители, руки выше! Китайская Народная Республика! Chinese People's Republic. Марокко! Morocco. Встречайте представителя Монголии! Representative of Mongolia. Нидерланды! The Netherlands. На подиуме представители Новой Зеландии! New Zealand is marching on the podium. Польша! Poland. Румыния! Romania. Уважаемые зрители, перед вами представители Словакии! Representatives of Slovakia. Соединенные Штаты Америки! The United States of America. Украина! Ukraine. Финляндия! Finland. Франция! France. Встречаем представителей Чехии! Welcome the representative of Czech Republic. Друзья из Чили! Our friends from Chile. Эстония! Estonia. По подиуму проходят представители Швейцарии! Representative of Switzerland. Южноафриканская республика! South African Republic. Встречайте! Россия!
Слово предоставляется главе администрации города Мурманска, председателю организационного комитета чемпионата Андрею Ивановичу Сысоеву. The floor is granted to the head of administration of the city of Murmansk, chairman of the organizing committee of the championship, Andrei Сысоев. Добрый день, дорогие друзья, Good afternoon, dear friends, участники соревнований, participants, гости, guests, мурманчане. people of Murmansk. Вот сегодня наконец наступил день, к которому мы шли больше года. Finally, the day that we have been working to for a whole year has come. Сегодня мы даем старт Today we give the start третьему чемпионату мира по ледяному плаванию. to the third World Championship in ice swimming И первому кубку Арктики по ледяному плаванию. and the first Arctic Cup in ice swimming. Я приветствую всех. I welcome every participant. Вы очень мужественные, сильные, красивые люди. You are very brave, strong and beautiful people. В эти замечательные весенние дни вы почувствуете теплоту сердец мурманчан. On these beautiful spring days, you will feel the warmth of the hearts of the people of Murmansk. Я хочу вам пожелать легкой воды Семеновского озера. I would like to wish you easy water in Semyonovskaya Lake, Пусть победит сильнейший. and let the strongest win. В России есть замечательная традиция. In Russia, we have a wonderful tradition. Дорогих гостей встречают хлебом и солью. We welcome dear guests with bread and salt. Я попрошу наших замечательных девушек вручить хлеб и соль нашим гостям. I will invite our beautiful girls to present bread and salt to our guests. Удачи, счастья и успехов всем! Good luck, happiness to all of you. Согнувшись, уходит прочь, отступает под светом тень. Если уж ночь, так ночь, Мурманск, если уж день, так день, теплоходы, как гори, ходят польский залив. Коль не видел ты Мурманска моря, коль не видел ты Мурманска моря, то не знаешь, как город красив, то не знаешь, как город красив. Рассылает лучи моя далеко за полярный круг. Если уж враг, так враг, Мурманск, если уж друг, так друг, теплоходы, как зори, ходят польский залив. Коль не видел ты Мурманска моря, коль не видел ты Мурманска моря, то не знаешь, как город красив, то не знаешь, как город красив. Осколки блестят, как ртуть, и волна заискрилась льдом. Север, если уж путь, так путь, Мурманск, если уж дом, так дом, теплоходы, как гори, ходят польский залив. Коль не видел ты Мурманска моря, коль не видел ты Мурманска моря, то не знаешь, как город красив, то не знаешь, как город красив.
предоставляется губернатору Мурманской области Марине Васильевне Ковтун. Welcome address from the governor of Murmansk region, Marina Kovtun. Дорогие земляки, Dear compatriots, уважаемые гости нашего города, distinguished guests of our city, дорогие спортсмены, dear athletes, уважаемые организаторы, respected organizers, от лица правительства Мурманской области и от всех жителей нашего края я приветствую вас на открытии 3-го чемпионата мира по ледяному плаванию и 1-го арктического кубка. On behalf of the governments of Murmansk region and all people of Murmansk, I welcome all of you to the opening ceremony of the 3rd World Championship and 1st Arctic Cup. Для нас большая честь принимать спортсменов из 32 стран мира. It is a great honor to us to receive athletes from 32 countries of the world. Для нас большая честь принимать в гостях людей, которые сегодня покажут, что возможности человека безграничны. It is a great honor to display our hospitality to the people who will demonstrate that human potential is unlimited. Я хочу выразить уверенность в том, что чемпионат мира по ледяному плаванию станет надолго главным зимним праздником Мурманской области. I am confident that the World Championship in ice swimming will become the main sporting event in Murmansk for many years to come. И я уверена, что из года в год количество участников в этом прекрасном мероприятии будет только расти. I'm sure that the number of participants in this wonderful event will grow. Я желаю всем спортсменам успеха, удачи, а зрителям великолепного зрелища. I wish all of the athletes success and good luck, and the spectators wonderful views. И поздравляю всех с прекрасным праздником спорта, силы, мужества и воли. And I congratulate all of you on the beautiful festival of strong bravery and courage. Слово предоставляется президенту Международной Федерации ледяного плавания господину Рему Баркаю. President of the International Federation of the Ice Swimming, Rem Barkay. Привет, Мурманск! Thank you very much to Russia and Murmansk for allowing us to come here to this historic day in ice swimming. Огромное спасибо России и Мурманску за приглашение на этот замечательный фестиваль ледяного плавания. It's a very important day Это очень важный день for the future of ice swimming on our way to the Olympic Games. на пути ледяного плавания к олимпийскому виду спорта. And we will always remember Murmansk that made it possible for us one day. И мы будем всегда помнить, что Мурманск сделал это для нас возможным. Maybe one day we'll have Winter Olympic Games in Murmansk. Может быть, когда-нибудь зимние Олимпийские игры пройдут и в Мурманске. I want to say thank you to all the athletes from 32 countries. Хочу поблагодарить всех спортсменов из 32 стран. We have the best ice swimmers from all around the world. У нас собрались лучшие пловцы ледяного плавания со всего мира. I want to say thank you to the organizers, the volunteers, the medical, the rescue, everyone that make it possible for us. Я благодарю организаторов, волонтеров, медиков, спасателей, всех, кто сделали это для нас возможным. Thank you to all the spectators. Огромное Coming to спасибо look at our madness. нашим зрителям. And thank you very much. Спасибо Very вам nice. за лед. Слово предоставляется вице-президенту Российской ассоциации полярников Павлу Валентиновичу Селезневу. Vice President of the Russian Association of Polar Explorers, Павел Селезнев. Добрый день, участники соревнований. Добрый день,
Хочу всех поздравить с началом этого большого праздника, который строится по традиции в городе Мурманске, проводится соревнования по фигурному плаванию. И в этом году также от имени I would like to thank all people of Murmansk and the governor of Murmansk region for this wonderful event. And on behalf of the Association of Polar Explorers and its chairman, Mr. Chelengarov, хочу передать всем пожелания удачных стартов, здоровья и всего самого наилучшего. I wish you all good starts, good health and good luck. Слово предоставляется главе муниципального образования город Мурманск Тамаре Ивановне Пряниковой. The head of Murmansk municipality, Tamara Pryanikova. Дорогие друзья, мурманчане, гости, участники соревнований, от всей души приветствую вас на нашей гостеприимной, на такой теплой Мурманской земле. Dear friends, people of Murmansk, participants of the competitions, from all my heart, I welcome you to the warm land of Murmansk. Сегодня не просто соревнования, а сегодня праздник. It is not just a competition, it is a festival and celebration. Праздник спорта, силы духа, который зародился здесь, у нас, на Курской земле. The festival of sports and strong spirit that was born here in the Kola land. Я желаю вам всем успехов, я желаю вам победы. Вы уже победители, потому что участвовать, принимать участие в таком виде спорта, это победа. I wish you all success and to win, and you have already won, because just to participate in an event like that is already a victory. Внимание! Attention! Главный судья соревнований вручает флаги с символами чемпионата мира и Кубка Арктики по ледяному плаванию представителю Международной ассоциации ледяного плавания, члену Совета ассоциации полярников, рекордсмену мира, участнику первого антарктического заплыва и всех первых заплывов на чемпионатах мира Александру Брылину. The chief arbiter is giving the flags of the first World Championship, third World Championship and first Arctic Cup to Alexander Brylin. Флаг по воде Семеновского озера будет доставлен к оргкомитету, символизируя готовность бассейна принять в свои объятия мужественных спортсменов. Ну что ж, друзья, всех приветствую на прямой трансляции с церемонии открытия третьего чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. И сейчас с флагом проплывет Александр Брылин, это знаменитейший спортсмен. Он переплывал Берингов пролив. Ну а сейчас вот такой символичной церемонии открытия проплывет без рук, как говорится, без рук, потому что в руках у него флаги с двумя флагами Международной ассоциации ледяного плавания. Вот такой символический заплыв. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Борисович Веллер. Дорогие друзья, Dear friends, уважаемые зрители, спортсмены, организаторы, distinguished athletes, spectators, organizers, позвольте от имени Государственной Думы Российской Федерации поздравить вас со стартом этих двух замечательных турниров. on behalf of the Russian national... Александр Брылин, замечательный пловец из Благовещенска, Амурской области, вот, открыл
символично вот фотографируется с ним. Знаменитейший спортсмен. Все звезды собрались у нас здесь. Чуть попозже расскажу о том, какие же спортсмены примут участие в наших заплывах, потому что сразу после церемонии открытия у нас продолжатся заплывы. Нас ждут 2 заплыва на 500 метров. Сильнейшие девушки, сильнейшие мужчины. Ну а потом короткая вода, 200 метров, вольным стилем 100 и 4 по 50. Эстафета. And I hope that each year the level of organization of these events will be higher and higher. Первый чемпионат мира по ледяному плаванию мы посвящали столетию города-героя Мурманска. The first World Championship in ice swimming was dedicated to 100th anniversary of the city of Murmansk. А первый Кубок Арктики по ледяному плаванию, я думаю, хорошо посвятить началу 2-го столетия жизни нашего города. И надеюсь, что это соревнование будет много лет спутником города-героя Мурманска. Сейчас приветственные слова говорит депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Он бывший мэр Мурманска. К этому турниру имеет непосредственное отношение, потому что в 2015 году начинали здесь, в Мурманске. Ну и вот спустя 4 года турнир снова приехал к нам. Мы, мурманчане, долго этого добивались, хотели, желали. И вот, собственно говоря, 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию снова в Мурманске. Вот Алексей Веллер открыл турнир. Символические шарики полетели в небо. Вот они. Да, друзья, вот оно. Состоялась церемония открытия. Уважаемые любители спорта, церемония официального открытия 3-го чемпионата мира и 1-го Кубка Арктики по ледяному плаванию завершена. Ну что ж, завершилась церемония открытия. Это значит, что совсем скоро мы продолжим наши заплывы. Острой спортивной интриги, а спортсменам желаем быстрой воды. Ну и нас ждут действительно интересные заплывы на 500 метров. Также к нам придут гости. Гости будут прямые включения со льда. Это все в ближайшее время, друзья. Мы запланировали для вас много всего интересного. Чемпионат мира по ледяному плаванию, 3-й чемпионат мира в Мурманске объявлен открытым, а также Кубок Арктики, 1-й Кубок Арктики здесь, на воде Семеновского озера в Мурманске. Ну вот вы видите, что флаги уносят, спортсмены уходят. Это значит, что все будет готово к следующим заплывам. Нас ждут 2 заплыва на 500 метров, ну и потом продолжим 200 метров вольным стилем, 100 метров брасом. Очень интересные заплывы, короткая вода, всегда динамично, так что ждем, смотрим. Я надеюсь, что вы выделили денек под наш чемпионат, а даже, наверное, целых 3 дня, потому что мы будем вещать с пятницы по воскресенье. Здесь трансляцию можно посмотреть на Ютубе. Ну, если вы смотрите трансляцию, значит, вы ее нашли. На сайте, наш сайт murmanskice.ru, без пробелов, без точек, ну, естественно, перед «ру», конечно же, точка. На этом сайте вы сможете найти всю программу, всю актуальную информацию, которая известна на данный момент. murmanskice.ru. Как раз вот сейчас вот залез на сайт. Можете посмотреть, там есть вся информация, стартовый список, есть контакты на английском и на русском языке. Все это доступно, так что заходите.
спортивный день продолжается. Традиционно все происходит на ваших глазах, и все ваше внимание устремляется к бассейну, потому что появляются спортсменки, прекрасные, сильнейшие девушки. Им предстоит преодолеть 500 метров вольным стилем. Ну и, конечно же, Мурманск. Давайте их поприветствуем! Ну что ж, уважаемые поклонники ледяного плавания, мы продолжаем наши заплывы. После красочной церемонии открытия нас ждут еще 2 заплыва на 500 метров. Сильнейшие девушки и сильнейшие мужчины. Ну, как говорится, девушек надо пропускать, поэтому первым мы посмотрим женский заплыв. Это заплыв на дистанции в 500 метров, как я уже сказал, вольным стилем. И вот они уже готовятся к тому, чтобы покорить ледяную воду Семеновского озера. Звучит команда снять верхнюю одежду. Ну вот мы видим, кто плывет. Не плывут 3-я дорожка и 5-я. Море Виктории тоже не будет. Ну а вот Мирка Новотна, Никола Капецка, Алиса Фатум, Пегги Хеннинг, Барбара Хернандес и Стил Скейт. Все они в строю, и они будут задавать жару в ледяной воде Семеновского озера. Сейчас все. Старт, друзья. Вот они, сильнейшие девушки. Вольный стиль 500 метров. 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Отличный состав, кстати. По второй дорожке Никола Капецка, Чехия. По 4-й дорожке Элис Фатум, Германия. По 6-й дорожке Пегги Хеннинг, Германия. По 7-й дорожке Барбара Фернандес, Чили. По 8-й дорожке Кейт Стилс, Великобритания. Ну что, вот она, пошла жара, как говорится. Девушки отлично готовы. И уже у нас, смотрите, какие разрывы между спортсменками. У нас, кстати, очень интересный состав. Например, Алиса Фатум из Германии плывет по 4-й дорожке. Многократная чемпионка Германии, победительница Кубка Германии. Ей принадлежит мировой рекорд в заплывах на 100 метров. В плавании она уже с 2004 года 15 лет плавает. Ну, а ледяное плавание для нее это сезон 1, представляете? То есть человек 15 лет плавал, решил, что это я в теплой воде буду плавать. Дай-ка я похолоднее. Для тех, кто любит похолоднее, как говорится. Ну, и вот решила, и, в принципе, удачно у него получается. Спортсменка из Великобритании, вот сейчас на ваших экранах, это Кейт Стилс. Участвовала в 2 чемпионатах мира уже. В Мурманске, самом первом, и в чемпионате мира, который был в Германии. Ну, завоевала золотую медаль там в своей возрастной группе. Ну и, конечно же, она попытается завоевать медаль любого достоинства здесь, в Мурманске, во 2-й раз. Кейт Стилс возглавляет Британскую ассоциацию ледяного плавания. И в 2016 году она в одиночку переплыла, даже еле выговорил, переплыла Ла-Манш. Вот так вот. Такие вот интересные у нас спортсменки. Отлично идут по дистанции наши девушки. Видно, очень хорошая техника плавания. Спортсменка из Чили. Мы с вами сейчас поддерживаем этих прекрасных дам, которые прямо сейчас находятся в воде. После этого... Барбара Хернандес на ваших экранах.
Заплыв будет продолжаться сегодня до 17:30, после чего 18 часов прямо возле дворца Лапландия нас с вами ждет церемония награждения. После того, как сильнейшие мужчины у нас с вами погрузятся в воду и попробуют себя в заплыве на 500 метров, нас с вами сегодня ждет заплыв на 200 метров вольным стилем, заплыв на 100 метров вольным стилем и эстафета вольным стилем 4 по 50, друзья. Готовимся к насыщенному спортивному... Ну что ж, друзья, тем не менее, половина дистанции уже позади. Вот четвертая дорожка. Это Алиса Фатум из Германии. Отлично взяла темп. Остается у нее, как видите, по цифре 6 всего отрезков по 25 метров. Это значит, что 150 метров ей остается. Барбара Хернандес отлично. Смотрите, как она плывет. Ледяная вода. Чилийской спортсменки не помеха. Очень хорошо идет. Даже, по-моему, в наушниках это то ли музыку слушает, то ли это специально какие-то заглушки. Честно говоря, не знаю. Будет интересно у нее спросить. Кстати, у нас предусмотрены очень много гостей на завтрашний день. Завтра будут заплывы по 1000 метров. И мы, думаю, что сумеем пообщаться со многими нашими спортсменами, с организаторами, с судьями. В общем, завтра тоже нас ожидает очень насыщенный, очень хороший день, так что присоединяйтесь к трансляции, кидайте ссылку своим друзьям, на ютубе есть эта трансляция. Ну, также, кстати, нас видят и спортсмены на большом экране в Дворце творчества Лапландия, у них виден все то, что видите вы. Они тоже видят, как плывут их сокомандники, их друзья, и они вот прям получают информацию, прям вот, можно сказать, что в режиме онлайн. Также у нас трансляция ведется в гостинице «Азимут». Специальный канал для этого выделен, чтобы тоже спортсмены, которые пока еще находятся в своих номерах, а проживают они в основном там, могли тоже смотреть действительно уникальное событие и событие, которое принимает город-герой Мурманск. Ну что ж, совсем скоро уже будет финишировать четвертая дорожка. Это Алиса Фатум. Сколько у него? Всего 2 отрезка осталось. Это значит, что совсем скоро будет финиш. Четвертая дорожка, я посмотрел, еще на 7-й дорожке. Барбара Хернандес из Чили. Отлично идет. Смотрите-ка. Это у нас Алиса Фатум. Алиса Фатум. Очень хорошо. Смотрите, как она... Какая техника, как она плывет. И к финишу остается совсем чуть-чуть. Отличный темп взяла Алиса. Ну и вот она, финишная прямая. Смотрите, всех просто оставила позади своих спортсменок и в очень хорошем стиле, в очень хорошем темпе завершает дистанцию. Смотрите, 6 минут, ничего себе. Даже посильнее многих мужчин. 500 метров преодолевает эта спортсменка из Германии. Ну что ж, отлично, финиш. Вот это да. Ой, какой хороший результат показала Алиса. Ну, она сама рада, посмотрите, радуется, да. Наверняка она знает результат. Есть табло, которое показывает прямо результаты спортсменов. Ну, а мы видим по таймеру, что 6 минут с небольшим понадобилось спортсменке из Германии, чтобы закончить эту дистанцию. Ну и вот она, Барбара Хернандес по 7-й дорожке. Ей тоже остается всего ничего. И вторая дорожка у нас тоже. Это Никола Капецка из Чехии. Завершает свое выступление. Остается совсем немножко. Но Барбара Хернандес, мне кажется, будет на 2-м месте, потому что она обгоняет практически на 20 метров свою соперницу. 7-я дорожка. Барбара Хернандес из Чили. Вот она плывет. 2 всего остается. Всего 2 отрезка по 25 метров и 50 туда-обратно. Ага, вот, финиширует. Нет, вторая дорожка тоже идет на финиш. Это Никола Капецка из Чехии. Она тоже сейчас закончит уже свою дистанцию. Значит, она придет второй к финишу. Очень хороший результат в этом заплыве. Ну, сильнейшие девушки соревнуются на этой дистанции. Вольный стиль, 500 метров. Кубок Арктики по ледяному плаванию и чемпионат мира. 3-й уже. Как радостно, что его принимает именно Мурманск. Мы хотим видеть вас, друзья, мурманчане, поэтому прямо сейчас просыпаемся. Каждый из вас это единица. 6-я дорожка. Это Пегги Хеннинг из Германии. Ей остается всего 2. Ну, а тем не менее финиширует Никола Капецкий. Она уже финишировала. Дорожка номер 2. Чехия. Ну и финалочка. Финалочка предстоит 6-й дорожке. Пегги Хеннинг из Германии. Ну а где же Барбара Хернандес? Где же она?
Вот она, Кейт Стилс. Вот она, Кейт Стилс из Великобритании. Ей 50 лет. В одиночку переплыла Ла-Манш в 2016 году. Это спортсменка. Ну и здесь, смотрите, показывает все, на что способна. И в принципе, результат тоже очень неплохой. Финиширует дорожка под номером 6. Это у нас Пегги Хеннинг из Германии. Вот он финиш. Отлично. Около 9 минут понадобилось спортсменке. Дорожка под номером 8. Кейт Стилс тоже пришла на финиш. Ну что, остается совсем немножко у нас. Что-то... Где же Барбара Хернандес? Странно. Она так хорошо шла по дистанции, но сейчас цифра 2 мелькает на бортике. Странно. Неужели сошла с дистанции? Что-то нам не показали. Ну, а первая дорожка еще идет Мирка Новотна. С Чехии пока еще идет тяжеловато, идет по дистанции. Надо посмотреть, сколько ей осталось отрезков. Ну, а все остальные уже пришли к финишу. Странно, что же случилось с Барбарой Хернандес? Так хорошо шла, и неужели не хватило? Или что-то какая-то ошибка закралась в судейском? Ну, ладно, сейчас посмотрим судейские протоколы, и, в принципе, наверное, все станет... на свои места. Сейчас чуть попозже будет чек-лист с результатов. Ага, 4 отрезка. Это осталось 100 метров для спортсменки из Чехии. Ну, если вы слышите, ведущие на берегу говорят, что температура воды 3 градуса. 3 градуса. Очень комфортная температура для плавания. Ага, вот, поправляют. Около 0. Подбадривают спортсменку из Чехии. Конечно, тяжеловато ей далась эта дистанция. 500 метров, все-таки полкилометра вольным стилем. В такой воде действительно тяжело плыть. Но Мирка боец. Мирка Новотна из Чехии боец. И она точно не сдастся. Думаю, что мы увидим ее финиш. С дистанции она не сойдет. Сегодня гостеприимный Мурманск нам придется делать это буквально до 17 часов 30 минут. Я надеюсь, что вы немножко еще разойдетесь по ходу этого времени. Вы будете более активными, более громкими, потому что прямо сейчас на трибунах действительно практически нет места, и вам просто даже не может пройти у нас болельщикам, вот пока вот так. Я надеюсь, что это продолжится до самого конца соревнований, после чего мы все плавно с вами перейдем на церемонию награждения. И пока ребята уверенно говорили, а мы внимательно наблюдали за тем, что происходит в бассейне, случилось следующее. Наши гости вышла практически на финишную прямую. Ну что, финишная прямая. Мирка Новотна из Чехии завершает свое выступление на этой дистанции. 500 метров дались тяжело, это видно, потому как она двигается в воде, уже так подустала. Силы покидают ее, но надо, конечно, завершить. Я думаю, что это ей удастся. Все-таки остался последний отрезок. Очень хорошо поддерживают болельщики. Посмотрите, сколько вот видно, что полные трибуны. Несмотря на то, что будний день, пятница, люди бросили работать и пришли к нам смотреть на чемпионат мира по ледяному плаванию. Действительно, ажиотаж огромный. Ну и хочется сказать, что очень хорошая организация. Здесь все прям очень четко. Ну, вы сами видите, да, с нуля практически возвели. Да что практически? С нуля возвели стартовый городок здесь, на берегу Семеновского озера. Сделали олимпийский бассейн. 10 дорожек, 25 метров. Ну, тем временем за разговорами финишировала и Мирка Новотна из Чехии. Первая дорожка. Это значит, что заплыв женский вольным стилем подошел к концу.
Ну что, дистанция осталась у нас та же. Мы сейчас будем двигаться дальше, и на старт выйдут сильнейшие мужчины. Очень интересно, кстати, кто же станет сильнейшим, в какое же время они покажут, потому что Скотт Лотман из США 7:42 плавал 500 метров до церемонии награждения, тоже были заплывы. Ну а сейчас... По-моему, если не изменяет память, Алиса Фатум из Германии. Да, именно Алиса, она показала результат 7 минут с небольшим, то есть даже обогнала Скотта Лотмана и улучшила его результат, так что будет вдвойне интересно смотреть, сколько же времени потратят на эту дистанцию сильнейшие мужчины. Кто-то выплывет из 7 минут или нет, узнаем совсем скоро, друзья, так что не переключайтесь, мы сегодня с вами целый день до самого вечера, запаситесь чайком, смотрите нашу трансляцию, ну а все результаты, вся актуальная информация появляется на сайте murmanskiceswimming.ru. Все по-английски, разумеется, пишется. Так что переходите на этот сайт, и там вы сможете посмотреть программу, сможете посмотреть результаты, немножко познакомиться с данным мероприятием. Ну, я сейчас смотрю как раз на сайт, там уже есть результаты мужчин вольным стилем, девушек вольным стилем. Всего спортивного мероприятия вы можете прямо сейчас на своих мобильных телефонах, благодаря мобильной сети Мегафон, с этой трансляцией ознакомиться, может быть, посмотреть на себя, посмотреть на нас всех и чуть-чуть поближе увидеть то, что происходит у вас в воде. Также мы будем потихонечку знакомиться с делегациями из 32 стран, которые представлены на чемпионате мира. Мы с вами познакомимся, расскажем какие-то интересные особенности каждой делегации. Все это ждет нас в процессе соревнований. Ну и напоминаю вам, что сейчас буквально несколько минут самые сильные мужчины на дистанции 500 метров вольным стилем будут потихонечку уже подходить у нас на стартовые позиции, друзья. Я надеюсь, что мы будем поддерживать каждого спортсмена, который сегодня совершает просто невероятно геройский поступок. Он погружается в эту волну, мало того, что погружается, он еще преодолевает дистанцию 500 метров, друзья. А завтра у нас с вами ждут еще и дистанции в 1000 метров, что еще более внушительно. Да, а мужчин мы готовы тут встречать и поддержать. Вот, смотри, нет, говорят, что вы думаете вот об этих заплывах? Сами бы хотели поучаствовать? Переживаете? Смотрите, здесь вот сколько специалистов, если что, помогут. Это обязательно, но между тем появляются мужчины, и они выходят на старт. Ну что ж, друзья, мы возвращаемся. Третий чемпионат мира по ледяному плаванию. Мурманск, озеро Семеновское, Россия. Мы вещаем в прямом эфире здесь, с берега Семеновского озера. Это заплыв сильнейших мужчин. 500 метров вольным стилем. Первый кубок Арктики. Ну, кто же станет лучшим на этой дистанции, узнаем совсем скоро, через каких-то 5-7 минут. Смотрите, интрига заключается в чем еще? В том, что лучший результат на этой дистанции пока принадлежит Скотту Лотману из США, 7 минут 42 секунды. Но в прошлом заплыве сильнейших женщин Алиса Фатум из Германии показала лучший результат. Она выплыла из результата 7:42, показала 7 с небольшим. Пока еще нет официальной информации, сколько, но вроде как 7:05 или что-то около того. Ну, а мужчины уже готовятся выйти на старт. Они уже... Дана команда снять одежду. Сейчас главный судья дает команду в воду, и спортсмены опускаются в ледяную воду. Температура около нуля. Около нуля воды. Наверное, холодно сейчас им, но холод они не чувствуют, потому что сейчас будет дан старт. Вот он старт. Поплыли. Вот они, красавцы. Смотрите, какой темп хороший они взяли. Ну что? Итак, вольный стиль в воде мужчины, 500 метров на второй дорожке. Марио Фернандес Гаргоя, Испания.
На третьей дорожке Олег Чепушкин, Россия, Барнаул. На четвертой дорожке Диего Лопес, Испания. На пятой дорожке Кристоф Вандраш, Германия. На шестой дорожке Пол Ойген Доран Джорджеску, Румыния. На седьмой дорожке Ярослав Пекарев, Чехия. На восьмой дорожке Кристоф Кубер, Польша. Ну вот, прошло объявление по людям, по нашим пловцам, которые сейчас участвуют в заплыве. Сразу видите, как оторвалась у нас дорожка под номером 6, и на ней плывет румынский пловец. Кстати, первый румын, который принял участие в ледяной миле в Британии. И вот сейчас он принимает участие и в нашем турнире. Это Пол Ойген Доран Джорджеску, 41 год ему. А сейчас на ваших экранах спортсмен из Чехии. Это Ярослав Пекарик. Еще один знаменитый немец, кстати, плывет на пятой дорожке. Это Кристоф Вандраш. Сейчас, когда его покажут, обязательно про него расскажу. Сильнейшие пластичнейшие мужчины в данный момент находятся в воде. Вода буквально кипит от их мощных взмахов, мощных грибков. Ну а мы, конечно же, поддерживаем спортсмена. Ну что, я здесь продолжаю. Итак, разговаривать. Что вы думаете об этих мужчинах, которые сейчас... Пятая дорожка, вот он, Кристоф Вандраш, первый чемпион мира по ледяному плаванию на дистанции 1000 метров. Чемпион мира в 2015 году в Мурманске. Он стал за 20 минут и 42 сотых, пересек озеро Констанция шириной 64 километра. За 20 часов 42 минуты, прошу прощения. Кстати, до сих пор рекорд принадлежит ему. Действительно, знаменитый немец. Мурманск ему очень нравится. Кристоф — президент ассоциации в Германии. Ну и амбассадор, посол этого вида спорта по всему миру. Более чем 10-кратный чемпион мира на различных дистанциях. Но, конечно, больше он любит длинные 500 метров. И для него так, разминочка. Вот он сейчас как раз очень неплохо идет по дистанции. Ну, еще можно рассказать немножко о спортсменах, которые плывут на четвертой дорожке. Испанец Диего Лопес плавал в Антарктике в воде с температурой минус 1,5 градуса. Только представьте, мне кажется, для него сейчас водичка около нулевая наша в Семеновском озере, как парное молоко. Диего Лопес известен в мире как глобальный пловец. Это единственный человек, который плавал в самых экстремальных водоемах на всех континентах планеты. Ну вот сейчас он в Мурманске, что очень и очень круто на самом деле, когда такие люди приезжают к нам соревноваться. То есть они реально выделяют в своем графике время, чтобы приехать в Мурманск. Все-таки серьезные соревнования, чемпионат мира по ледяному плаванию. Так приятно, что он у нас. Ну а тем временем половину дистанции преодолели спортсмены. Это Ярослав Пекарик на ваших экранах. Подустал немножко, видно. Подустал спортсмен. Ну а кто у нас в лидерах? Кто у нас в лидерах? Покажите, пожалуйста. Вот они, крупно. Покажите, пожалуйста. Вот они, спортсмены. Вот они, лидеры. Я так понимаю, что это Диего Лопес. Четвертая дорожка. Не только перед спортсменами, которые прямо сейчас совершают этот гигантский подвиг. Я преклоняюсь перед каждым мурманчанином, я думаю, здесь таких большинство, и гостями нашего прекрасного города, которые смогли... Так, что случилось? Пятая дорожка. Пятая дорожка — это Кристоф Вандраш. Что, он сошел с дистанции? Свело ноги. Ноги у немецкого спортсмена. Ничего себе, вот это да, так хорошо шел. Осталось совсем чуть-чуть, но сошел с дистанции. Ничего себе. Это значит, что что Пол Ойген Доран Джорджеску, румынский спортсмен, сейчас лидирует в нашем заплыве. Да, друзья, такое случается, это спорт, это большой спорт, поэтому это третий чемпионат мира и первый кубок Арктики. Ну и, конечно же, нас можно сейчас смотреть по всему миру. Связано это с тем, что в этом году у нас присутствует прямая интернет-трансляция. Итак, 6 отрезков остается нашим спортсменам преодолеть. А4 на шестой дорожке, как я уже сказал, румынский пловец Пол Джорджеску. Остается ему всего лишь 200 каких-то... Нет, уже меньше. Уже 50 метров остается. Ничего себе. Вот это скорость. Ну, а тем временем появились результаты женского заплыва, где победу праздновала
Алиса Фатум из Германии. И она даже выплыла из 7 минут. Ничего себе, 6:27. Это лучший результат и среди мужчин пока, и среди женщин. Алиса Фатум 6:27:58. Ничего себе. Итак, возвращаемся к нашему заплыву. Дорожка номер 6. Финальный отрезок в 50 метров. Это Пол Джорджеску из Румынии. Итак, четвертая дорожка тоже Диего Лопес на финальный заплыв, на финальный отрезок выходит. Испанский спортсмен, ну, плавал он во всех водоемах мира и приплыл к нам. Вот он, красавчик, идет к финишу, и это будет хороший и очень неплохой заплыв. К сожалению, нет у нас таймера. Вот она, шестая дорожка, финиш. Это у нас Пол Джорджеску. Румынский пловец. Посмотрите, как тяжело он дышит. Смотрит на табло. Сколько же он... К сожалению, нет у нас таймера. Неизвестно, сколько он... За какое время преодолел дистанцию, но по ощущениям очень быстро. Четвертая дорожка Диего Лопес из Испании тоже выходит на финишные отрезки. Да, странно, даже не странно, печально, что Кристоф Вандраш, сильнейший германский, немецкий пловец, сошел с дистанции досрочно. Но что-то случилось, видимо, плохо себя почувствовал. Ну, по-моему, он потянул ногу. Вторая дорожка. Ага, ничего себе. Марио Фернандес Горгойо из Испании тоже финишировал. Сделал это, кстати, очень в хорошем стиле, быстро. Испанский пловец занимается ледяным плаванием последние 2 года. На открытой воде более 7 лет провел. Участвовал более чем в 20 марафонах в Испании. И вот сейчас выступает в Мурманске. 8-я дорожка тоже финиш. Так, еще один у нас сошел с дистанции. Это дорожка под номером 4. Ничего себе. Нет, не может быть. Это финиш. Это финиш, друзья. Не туда посмотрел, увидел цифру 6. Ну и остался у нас Ярослав Пекарик из Чехии. Он тоже уже завершает свою дистанцию. Очень интересно посмотреть все-таки результаты. Очень интересно. Как только появится информация от судейской коллегии, обязательно вам ее озвучу. Но пока лучшей вообще на дистанции в 500 метров среди всех, среди мужчин и среди женщин, стала Алиса Фатум. 6:27:58. Это очень сильный результат. Спортсменке из Германии он принадлежит. Второй у нас сильнейший результат принадлежит спортсмену из США, Скотт Лотман, 7:42. Ну а вот Алиса даже выплыла из 7 минут, что, конечно, очень хороший показатель. Не знаю, даже сможет ли кто-то вообще повторить. Ну вот повторюсь, что интересно, как же выступили мужчины в этом заплыве. Первым у нас закончил свою дистанцию румынский спортсмен Пол Джорджеску. Тем временем финишировал и Ярослав Пекарик. Вот он на ваших экранах, чешский спортсмен. Итак, друзья, небольшая техническая минутка, чтобы все пришли в себя. Ну что, друзья, все, 500 метров позади. 500 метров позади остается короткая вода. 200-метровки вольным стилем и 100 метров брасом, а также очень зрелищная эстафета 4 по 50. Это буквально туда-сюда проплыть. Очень интересно, что же нас ждет спортсмены, какие результаты покажут спортсмены. Ну а пока можно напомнить об итогах. Оплошность спортсмена, одного из сменов мира, Андраша. Вы видите, когда он работал и вышел практически на финишный спорт, ему не удалось после поворота продолжить дистанцию ввиду того, что он, ну скажем, захлебнулся. Ага. Этот человек преодолевал Ла-Манш, он номер 4.
по скорости преодолевания Ла-Манша, но тем не менее... Ничего себе, вот если вы слышали, надеюсь, что вы слышали эту информацию от главного судьи соревнований Виталия Поборчева, он рассказал, что же все-таки случилось с Кристофом Вандрашем. Досадная ошибка или серьезная ошибка? 4-й в мире по скорости переплывания через Ла-Манш Кристоф Вандраш. Он захлебнулся и так хорошо шел, замечательно выходил на финиш, но, видите, такая вот досадная оплошность и не финишировал, да. Вот со мной согласен фотограф, развел вот так руками. Поэтому очень экстремальный вид спорта. Должно быть готово все, и тело, и дух к таким видам состязаний. Кстати, наши все спортсмены застрахованы официальным страховщиком. Это компания Медэкспресс. Спортсмены из всех стран мира застрахованы. Поэтому, если вы куда-то соберетесь, тоже можете страховочку оформить у компании Медэкспресс. Ну, а 500 метров у нас позади. Давайте об итогах. Алиса Фатум. Алиса Фатум 6:27:58. Сильнейшая среди женщин и среди мужчин. Пока неизвестны результаты последнего заплыва. И Скотт Лотман 7:42. 7:42. Практически минута 15. Ничего себе, какой отрыв у Алисы Фатум от спортсмена из США. Как только появятся результаты, озвучим их. Результаты от судейского корпуса, результаты последнего заплыва. Очень интересно. Всего нашего сегодняшнего мероприятия, но между тем еще вам будет предложена некоторая развлекательная программа, друзья. Вы можете прямо сейчас посмотреть на наши талисманы, потанцевать вместе с ними, повторять движения за нашими девушками, которые пока еще находятся на сцене. Буквально, я так думаю, что мы через некоторое время отпустим их немножко передохнуть, друзья. Где-то там у нас Иван Герасимов готовится взять очередное интервью у кого-то из вас. Будьте готовы это интервью дать. Придумывайте красивые спортивные кричалки. Расскажите, за какого спортсмена вы болеете. Бурванчане, сегодня мы вместе с вами будем максимально активными. Ну, буквально через несколько минут нас с вами ждут заплывы на 200 метров. Вольным стилем мы с вами ждаем 17 заплывов на этой дистанции. Вот, у нас здесь целая история. Готовы рассказать? Рассказывайте, я так вмешался в разговор. Ну что ж, уважаемые зрители трансляции, отсутствовал за комментаторской позицией своей, потому что уточнял результаты. Очень интересно сложилась, на самом деле, борьба в последнем заплыве на 500 метров среди сильнейших мужчин. Ну и действительно, мы улучшили достижения Алисы Фатум. Румынский спортсмен Пол Джорджеску выплыл из результата Алисы Фатум, спортсменки из Германии, и его результат 6:05. 6:05. Действительно очень сильный результат. 6 минут 500 метров в такой ледяной воде. Температура воды около 0 градусов. Так что он становится лучшим, ему принадлежит лучший результат сейчас в наших соревнованиях на дистанции 500 метров вольным стилем. Ну а на втором месте Алиса Фатум 6:27:58. Третий результат принадлежит Скотту Лотману из США. Ну а сейчас, друзья, нас ждут интересные заплывы. Короткая вода, 200 метров. Прямо сейчас среди вас на трибуне спортсменка из Ленинградской области. Сей заплыв будет стартовать в воскресенье, если я все правильно услышал. Да, все правильно. И скажите имя, фамилию. Вообще очень сильный заплыв был последний заплыв на 500 метров вольным стилем. Вот сейчас у меня есть все результаты. Итак, смотрим. 6:07:22. Это результат у нас Пола Джорджеску, Пол Дорин Джорджеску из Румынии. Второй результат 6:50. И принадлежит он, ничего себе, Марио Фернандес. Диего Фернандес, прошу прощения. Спутал его с другим не менее известным спортсменом. Нет, все правильно, друзья. Извините, спутал двух
двух испанцев с третьим испанцем. Да, Марио Фернандес Гаргой, второй результат ему принадлежит. Марафонец из Испании преодолел дистанцию за 6 минут 50 секунд и 47 сотых. Это второй результат в этом заплыве. Ну, сильнейший заплыв был. И третий результат 7.03 у Диего Лопеса, тоже из Испании. Ну, а тем временем готовятся девушки к заплыву на 200 метров. Тоже у нас здесь география заплыва очень широкая. Вот она на ваших экранах. Польша, Александра Беднарек. Россия, Дарья Сиченко. Финская спортсменка Лотта Мяккинен. Овсянникова Маргарита. Эйлин Ласкану-Микас из Аргентины. Каролина Саксон, Великобритания, и Ханна Бакуняк из Польши. И еще ирландская спортсменка Олив Конрой. По первой дорожке Александра Беднарек, Польша. По третьей дорожке Лотта Мяккинен, Финляндия. По четвертой дорожке Маргарита Овсянникова, Россия, Тюмень. По пятой дорожке Эйлин Ласкана-Микас, Аргентина. По шестой дорожке Каролина Саксон, Великобритания. По седьмой дорожке Ханна Бакуняк, Польша. По восьмой дорожке Олив Конрой, Ирландия. Female 200 meters freestyle. First line, Alexander Bernarek, Poland. Third line, Lotta Мяккинен, Finland. Fourth line, Margarita Ovsyannikova, Russian Federation. Fifth line, Eylin Laskana-Micas, Argentina. Sixth line, Karolina Sachse, Great Britain. Seventh line, Hanna Bacuniak, Poland. Eighth line, Olive Conroy, Ireland. Это быстрая вода, 200 метров вольным стилем, так что здесь все скоротечно. И надо выложить все силы на дистанции, чтобы показать, что именно вы самый быстрый пловец. Ну, а по третьей дорожке плывет финская спортсменка Лотта Мяккинен, представительница знаменитейшего семейства Мяккиненов из Финляндии. Дело в том, что у них вся семья занимается ледяным плаванием. Мама, брат и сестра Элина у Лотты занимаются ледяным плаванием. И, кстати, сестер даже называют ледяные близняшки. Ну, же они очень похожи друг на друга, но они вообще-то не близнецы. Вот такая вот интересная информация. Кстати, у Лотты несколько медалей за зимнее плавание в чемпионатах мира. Приезжала она в Мурманск в 2015 году и плыла километр. Ну, а в этом году решила вот еще поучаствовать на короткой воде, дистанции 200 метров вольным стилем. Ну, финиш уже, финиш, друзья. Вот он, финиш. Очень скоротечные заплывы сейчас нас ждут. Сориентировались, по какой дорожке будут такие спортсмены, друзья. Спортсмен из России Дарья Исиченко плывет по второй дорожке. И Маргарита Овсянникова, спортсменка из России, плывет по дорожке под номером 4. Итак, практически все все спортсменки финишировали, друзья. Ваши аплодисменты. Все, друзья, закончен первый заплыв на дистанции в 200 метров среди девушек. Короткая вода, вот именно так, следующие 16 заплывов у нас с вами и будут происходить. Спортсмены будут сменять друг друга. Мы с вами будем громкими, активными и веселыми. Мы поздравляем всех спортсменов на дистанции 200 метров. Видите, даже выплыли из 3 минут. Очень-очень быстро, скоротечно прошел первый заплыв. И нас ждет второй заплыв, не менее интересный.
Ну что ж, первый заплыв позади. Сейчас придут результаты, узнаем, кто же стал самым-самым быстрым в этом заплыве. Ну а мы готовимся к заплыву под номером 2. Друзья, пока мы готовимся к следующему заплыву, не стесняйтесь, можно обойти с другой стороны, там есть трибуны, все достаточно комфортно. Я смотрю, что местечко там тоже присутствует, сверху можно понаблюдать, где-нибудь присесть, конечно. Насколько мне известно, рядом с Лапландией прямо можно угоститься горячим чаем, скушать какую-нибудь вкусную булочку и, конечно же, собраться силами. Ко всему прочему, друзья, в очередной раз вам напоминаем о том, что у нас сегодня идет прямая интернет-трансляция. Идет она с помощью YouTube. Соответственно, из любой точки мира онлайн можно наблюдать все 3 соревновательных дня. Там тоже есть наш замечательный коллега, его зовут Николай. Он комментирует все происходящее. Ко всему прочему, к нему в студию, которая находится здесь, в одной из палаток на льду, приходят гости и участники соревнований. Николай с ними беседует абсолютно на различные темы, поэтому будете дома. Я думаю, можно будет посмотреть запись с большим интересом. Либо, если, допустим, не получается у вас по той или иной причине прийти к нам завтра, то все возможности через интернет понаблюдать за соревнованиями у вас, конечно же, есть. Вот такое вот фото на память было, если вы успели посмотреть. Это представитель оргкомитета, городского комитета по культуре, прошу прощения, городского комитета по спорту Мурманска. Фоткается с белыми мишками с нашими, которые уже полюбились всем. Здесь целая очередь выстроилась к ним, чтобы получить фотографию, устроить маленькую фотосессию. Ну а тем временем у нас уже второй заплыв. Гусева Елена, Джейми Монахан, Марион Жофли, Киара Дуран и Ольга Соколова из России. 5 спортсменок будут выяснять отношения на короткой воде. Очень скоротечные, вот видите, 8 рядом с номерами дорожек, желтенькими такие красные цифры под номером 8. Для тех, кто только к нам присоединился, поясню, что это количество отрезков по 25 метров, которые необходимо преодолеть спортсменам. Сделаны для удобства спортсменов, чтобы они видели, когда плывут, сколько им остается. Если цифра нет, такой вот белый лист с гербом Мурманска, тогда, значит, вы финишируете и уже завершаете свое выступление на дистанции. Но 8 отрезков по 25 метров, 4 по 50, это значит, что 200 метров нас ждут, друзья. Что-то пошло не так. Спортсменки... Какая-то заминка, видимо, да, спортсменки оделись обратно. Ага, да, все, продолжаем, да, главный судья дал отмашку. Посмотрите, какая вода, друзья, посмотрите, какая спокойная вода на Семеновском озере. Все, какая-то небольшая заминка была, но сейчас все позади. Вновь звучит команда снять верхнюю одежду. Звучит команда в воду. Спортсменки опустились в воду, и сейчас будет дан старт на второй заплыв дистанции 200 метров. Вот он. Вот, друзья. Очень рьяно ринулись они на дистанцию. Смотрите, как идут. Очень хорошо. И Марион Жофли выходит вперед. Спортсменка из Франции. Ей 20 лет, и она проплывает километр за 14 минут 6 секунд. Проплывала в начале этого года. Ну, не знаю, как она покажет себя на дистанции 1000 метров у нас здесь, в Мурманске. Отлично, смотрите, как почти вровень. 3-я, 4-я дорожка. Это Джейми Монахан и Марион Жофли, США и Франция. Смотрите, как они идут. Чуть-чуть вырвалась вперед. У нас спортсменка из США.
Джейми Монахан 40 лет, в то время как Марион Жофли всего 20. Кто же победит? Что же победит? Молодость или опыт? Посмотрите, посмотрите, как выходит вперед спортсменка из Соединенных Штатов. Короткая дистанция. Ну и я думаю, что надо как-то правильно распределить силы, чтобы показать себя на все дистанции. Смотрите, очень хорошо идут. И вот у нас лидеры, конечно же, это спортсменки из Франции и США. Замечательный темп, просто отлично выступают на этой дистанции. Первый в мире человек, принявший участие в I7 Challenge. Пятая дорожка на ваших экранах. Это спортсменка из Ирландии. Так, по ходу, кстати, закралась небольшая ошибочка, и это она у нас, а не спортсменка из США. Да, действительно, действительно. Пятая дорожка — это Киара Доран из Ирландии. Вот оно что. Не Джейми Монахан, а Киара Доран. Да, действительно, ничего себе. Вот так-так. Да, она составляет конкуренцию у нас Марион Жофли. Ей, кстати, 19 лет. Да, вот спортсменка из США. Вот нам показывают ее крупно. Действительно, она плывет на второй дорожке. На третьей дорожке. И финиш. Третья дорожка, четвертая дорожка и пятая дорожка финишировали. А тем временем у нас болельщики. За кого болеют? Замечательно. Да, Франция и Ирландия. Вот у нас две спортсменки. Киара Доран и Марион Жофли. Все-таки, насколько я понял, и спортсменка США тоже финишировала, причем очень-очень быстро. Ну, а у меня уже есть результаты прошлого заплыва. Девушки, заплыв на 200 метров вольным стилем. И лучшей на этой дистанции стала Александра Беднарик. Да, действительно, всего 11 сотых. Внимание, 11 сотых разделили ее от результата Ханы Бакуняк, спортсменки из Польши, потому что 2:26:60 ее результат, 2:26:71 результат Ханы Бакуняк из Польши. Чуть-чуть, доли секунды отделили двух спортсменок. Ну и Александра Беднарик из Польши праздновала победу в этом заплыве с очень хорошим временем. 20 лет назад пришли, обратно вернулись, а здесь вот такое происходит, да? Замечательно. Вот он кричат: Оля, скажите что-нибудь Ольге, поддержите их. Остается у нас еще на заплыве дорожка под номером 6. Поддерживаем. Аплодисменты. Дорожка под номером 7, прошу прощения. Это Ольга Соколова из Ульяновска, Россия. Вот ее поддерживают болельщики, которые пришли поболеть за нее. Тяжеловато уже плывет Ольга. Видно, что сил хватило только на первую часть дистанции. Там прям на трибунах кричат «Оля, Оля!». Но ведущий зажигает, конечно, публику. И вот он финиш. Финиш для Ольги Соколовой. Молодец, Оля, молодец, что финишировала, что не бросила дистанцию. И сама, без посторонней помощи, смотрите, вышла из воды. Только закончили дистанцию одни спортсменки и сразу же появляется... Мы обязательно сделаем прямое включение с кромки льда, с ледяного бассейна. Пообщаемся со спортсменами. Очень интересные их эмоции сразу после финиша. Мы обязательно это сделаем. Так что не переключайтесь. Ну и у нас на завтра запланированы все гости. Будут длинные заплывы на дистанцию в 1000 метров. Так что успеем со всеми наговориться, со всеми познакомиться, ну и поближе пообщаться с мировыми звездами ледяного плавания. Мне кажется, что это будет очень и очень здорово. Ну что ж, третий заплыв
Третий заплыв девушки 200 метров вольным стилем. Пока у нас лучший результат принадлежит спортсменке из Польши Александра Беднарик. Дана команда в воду. Итак, уже пришли результаты второго заплыва, но тем не менее пока старт. Вот он, стартовый сигнал, и спортсменки уходят на дистанцию. Ну, так, по ощущениям, пока вперед вырывается спортсменка на первой дорожке. Ну а тем временем на первой дорожке Мерле Ванси, Эстония. На второй дорожке Татьяна Александрова, Россия, Чувашия. На третьей дорожке Эльс Ванденбол, Нидерланды. На четвертой дорожке Татьяна Первухина, Россия, Москва. На пятой дорожке Елена Семенова, Россия, Ульяновск. На шестой дорожке Лариса Харитонова, Россия, Ульяновск. На восьмой дорожке Элке Орфлов, Германия. Ну, вы сами видели, кто сейчас плывет, на каких дорожках можно поболеть за наших, за россиян. Если вы слышите, на трибунах скандируют «Россия, Россия». Ничего себе, как на каких-то футбольных или хоккейных матчах болеют наши зрители за своих земляков. Ну а тем временем результаты второго заплыва. Лучшее время 2 минуты 20 секунд и 65 сотых. Это Киара Доран из Ирландии. Да, действительно, она улучшила результат Александры Беднарик из Польши. 2 минуты 20 секунд и 65 сотых. Что-то, друзья, вы немножечко тишите, уважаемые зрители, устали? Спортсменка из Эстонии на ваших экранах. Это Мерле Ванси. Время немножко прийти в себя, подсобраться и, конечно же, поддержать. Ну, остается совсем немножко. Вот уже финиш для эстонской спортсменки. Сейчас будет финальная часть. Очень хорошо она преодолевает дистанцию. Посмотрим, с каким же временем она закончит свое выступление. Вот она на ваших экранах. Мерле Ванси. На второй дорожке у нас Татьяна Александровна из России. Мерле Ванси, Эстония, уверенно приближается к финишу. Хороший отрыв от остальных соперниц у этой эстонской пловчихи. И вот она приходит на финиш. Что не хватает сил, вы должны будете подойти в центр Лас-Валья, подкрепиться, выпить горячего чайку. И, конечно, вернуться к нам сюда, обратно на трибуны. И болеть за наших спортсменов, болеть за всех спортсменов из 32 стран мира, участниц третьего чемпионата мира по ледовому плаванию. Все, финиш для эстонской спортсменки. Третья дорожка тоже планирует финишировать. На третьей дорожке Уэльс. Эльс Верменбол из Нидерландов. Каким спортсменам они уже даны, но тем не менее, очень многие спортсмены выходят на финишную прямую на последний отрезок 25 метров. Пока я очень хорошо слышу крики «Россия», да. Ваня, у нас есть спортсмены, болельщики из других стран? Да, есть, я знакомый, с Испании приехали, зато тоже русские. Ладно, я пойду в толпу, сейчас узнаю. Да, у меня очень интересный вопрос. Российские болельщики из Испании, они поддерживают сразу и Россию, и Испанию, или все-таки дают предпочтение кому-то одному? За всех героев.
Я думаю, это совершенно правильно, потому что сейчас самое главное — это победа. Ну что ж, последние спортсмены доплывают до финиша в третьем заплыве. Видите, как тяжело некоторым дается дистанция. Но главное, что все доплывают до финиша, все, никто не сходит с дистанции, все хорошо готовы. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все доплывают, и, в принципе, для кого-то уже и это победа. Да, ну отсюда сверху все видно. Ну а в заплыве победила Мерле Ванси из Эстонии. Совсем скоро узнаем ее время. Тем временем последняя спортсменка заканчивает дистанцию на дорожке под номером 4. Татьяна Пермутина, город Москва. Таня молодец, давайте Таню поддержим! Татьяна Александровна из России плывет, заканчивает свое выступление. Ну, я надеюсь, вы слышите, как поддерживают ее трибуны. Смотрите, как снимают на телефоны. Соперницы в другом заплыве тоже поддерживают ее. В общем, атмосфера очень дружелюбная. Но все-таки это, помимо того, что это состязание, это встреча старых друзей. Многие виделись давно друг с другом на каких-то соревнованиях, а сейчас вот приехали и могут пообщаться. Да, вот Татьяна Александровна из России. А другого ответа от вас я и не ожидал. Но тем временем спортсмены уже вышли на линию старта. Ну что ж, вот и третий заплыв подошел к концу. Уже даже подготовились спортсменки из заплыва под номером 4. Шесть спортсменок будут принимать участие в следующем заплыве. Вот он на ваших экранах. Саманта Уэлптон из ЮАР, Любовь Короткина, Ева, Россия, Ева Халама из Австрии, Светлана Косицына из России, Марсель Стименс, тоже ЮАР, и Катрин Рунге из Германии. У нас техническая минутка буквально. Катрин Рунге, кстати, это супруга Стефана Рунге, который уже проплыл 500 метров вольным стилем. Ну и вот отправил супругу, говорит, плыви, посмотрим, как ты преодолеешь эту дистанцию. Звучит команда в воду. Ну вот спортсменки опускаются в воду, и сейчас будет дан стартовый сигнал. Это 4-й заплыв девушек на короткой воде. Отлично, поплыли. Тоже хороший темп взяли спортсменки со старта. И вперед вырывается спортсменка на 5-й дорожке. Это у нас Марсель Стименс, ЮАР. Кстати, очень интересно, как готовятся спортсмены из жарких стран к вот таким вот ледяным заплывам. Они, конечно же, плавают на открытой воде в своих реках, озерах, водоемах, в пресных, по месту нахождения, там, где тренируются и живут. А вот к такой ледяной подготовке они подходят по-особому, потому что вот климатические условия не позволяют им подготовиться, ну вот действительно к такой ледяной воде. Кто-то ездит в другие страны и там плавает, кто-то
в большинстве даже своем, они принимают ледяные ванны, то есть набирают себе ванну со льдом и там сидят. Вот так интересно готовятся. Ну, есть еще ледники высоко в горах, и вот некоторые спортсмены из жарких стран как раз плавают в ледниках. Вот такие вот интересные секреты я вам рассказываю. Подготовки спортсменов из тропиков, из субтропиков, тем более из ЮАР, там климат, сами понимаете, жаркий. Но тем не менее, ничего себе, пятая дорожка — это Марсель Стименс из ЮАР, и она пока лидирует в нашем заплыве. Ну а на ваших экранах... Ага, уже все, убрали. Итак, Марсель Стименс на пятой дорожке лидирует в нашем заплыве. Ей, кстати, 52 года. Ну, а у меня уже есть результаты третьего заплыва. Мерле Ванси из Эстонии стала лучше и преодолела дистанцию за 2 минуты 51 секунду и 2 сотых. Вот такой вот результат. Ну, пока лучший результат у Киары Дор из Ирландии. Среди девушек 2:20:65. 2 минуты 20 секунд и 65 сотых. Вот она на ваших экранах. Вот она, спортсменка из ЮАР Марсель Стименс. Ну и уже все движется к финишу. Неплохие результаты показывают девушки. А победила-то у нас, ничего себе, победила-то у нас Саманта Уэлптон из ЮАР. Она приплыла первой на первой дорожке. Второй как раз ее сокомандница Марсель Стименс. Засекало время, походу, Марсель. Вот так, Андрей. Вот это просто чудо, я совершенно с вами согласен. Шестая дорожка, финиш. Катрин Рунге из Германии. Это супруга Стефана Рунге. Выше 25 градусов, мне кажется. Для меня уже ниже этот подвиг, вы знаете. Я бы даже с удовольствием снял бы шляпу, но все равно здесь очень холодно, поэтому давайте сделаем это с вами просто вот тут, эксперимент. Снимаем символическую. Вот это слово я пытался подобрать. Снимаем символическую шляпу перед всеми спортсменами и всеми теми, кто погружается сегодня в холодную воду. Ой, хороший результат показала. Спортсменка радуется своему результату. Вот такую вот историю. У нас сейчас идет короткая вода, время наших включений очень сильно ограничено, но тем не менее, я предлагаю вам всем находящимся на трибуне... Ну что ж, четвертый заплыв. Победа Саманты Уэлптон из ЮАР. Результат ее узнаем совсем скоро. Второе место Марсель Стименс, тоже команда Южной Африки. Ну и еще остается отрезок 50 метров для еще одной спортсменки. Сегодня отметим и даже, может быть, подарим какой-то символический подарок. Причем, если эти кричалки у нас с вами будут еще и на английском языке, это будет дополнительно, чтобы все спортсмены и все болельщики поняли смысл того, что вы... Остается совсем немножко спортсменов на дистанции. Круто, ярко и жарко. Видно, что силы как быстро покидают силы спортсменов. Вот он плывет, а потом начинает сдавать. Все-таки ледяная вода — это не шутки, друзья. Около нуля температура воды сейчас в Семеновском озере. И эти заплывы действительно вызов для организма, а не только какие-то спортивные состязания. То есть это еще и такое состязание с самим собой. Любовь Коробкина и Светлана Косицына заканчивают свое выступление. Друзья, давайте подарим им аплодисменты. Я думаю, что они услышат, если вы будете скандировать их имена. Ну вот и спортсменки из России тоже закончили свое выступление. Ну, я напомню, что самой-самой быстрой была спортсменка из ЮАР. Саманта Уэлптон. Эти аплодисменты для вас.
Заплыв закончен. Скоротечное очень состязание. Всего по 4 минутки. И это самые-самые медленные. Так, у нас здесь самые активные зрители. Я здесь с ними рядом, если что. Что скажете нашим спортсменкам? 5-6. Вот. Они нас слышат, мы надеемся. Любовь, Светлана, спасибо вам огромное от наших болельщиков, равно как и всем спортсменам и спортсменкам, которые заходят. Ну а тем временем готовится у нас уже 5-й заплыв. Короткая вода, 200 метров. И здесь тоже интернациональный состав. Причем за интернациональность отвечает лишь одна Марис Приторис из Южной Африки, ну а остальные у нас спортсменки из России. Кстати, в этом заплыве плывет Наталья Усачева, представительница Дальнего Востока. Прозвучала команда в воду. Команда в воду. И вот дан старт 5-му заплыву. Смотрите, как резво ушли спортсменки на дистанцию. Очень сразу, как вырвались в отрыв некоторые из участниц этого заплыва. Интересно, хватит ли сил на всю дистанцию? 8-я дорожка. Оксана Белецкая из Владивостока. Очень хорошо идет по дистанции. Седьмой дорожке Наталья Усачева, Россия, Красноярск. На 8-й дорожке Оксана Белецкая, Россия, Владивосток. Смотрите, как очень-очень уверенно идет по дистанции. Ну, видно, что чуть-чуть замедлилась Оксана Белецкая на 8-й дорожке, но все равно темп сохраняется очень хороший. Следом за ней сразу на 7-й дорожке, догоняя ее, Наталья Усачева из Красноярска. Вот она, смотрите, Оксана Белецкая, Владивосток, представляет Дальневосточный федеральный округ. Там у них очень сильная школа ледяного плавания. А я вот как раз подошел к нашим участникам. Для участников в бане горячие, после заплыва. Давай послушаем, что они... Ну, на первой дорожке, посмотрите, там очень неплохо идет у нас Татьяна Гавриленкова. Татьяна Гавриленкова из Иваново. Тоже в такой симпатичной розовой шапочке. И вот непонятно, кто из них быстрее. То ли 8-я дорожка, то ли 1-я. Ну, все станет понятно на финише, потому что это уже финишная прямая. Все-таки немножко быстрее у нас Татьяна Гавриленкова. Спортсменка из Иванова, уверенно. Ну, а на экранах у нас Оксана Белецкая. Она идет 2-й. Финиш. Смотрю, 6-я дорожка. Ничего себе, как у нас все поменялось. То есть 6-я дорожка, за которой мы не следили вообще, у нас уже финиширует. Впервые были. Ну, какую оценку себе поставить? Да, друзья, да, совершенно, абсолютно верно. 6-я дорожка не плывет, поэтому там флажочек финиша указан. Все-таки Оксана Белецкая, либо Татьяна Гавриленкова. Да, и это Татьяна Гавриленкова. Она приходит к финишу 1-й. Чуть-чуть быстрее она, чем Оксана Гавриленкова. Не перевернули табличку. Оксане еще 2 у нее. 2 отрезка. Но Оксана все прекрасно знает и дальше не плывет.
Ну вот еще одна спортсменка у нас осталась на дистанции. И вот так вот наши замечательные болельщики могут и умеют. Аплодисменты нашему самому активному сектору, возле которого Иван чаще всего бывает и правильно делает. Друзья, присоединяюсь. Это Светлана Власенко из Сахалина прилетела к нам специально, чтобы принять участие в чемпионате мира по ледяному плаванию. И что приятно, проходит он в городе-герое Мурманске на льду всеми любимого озера Семеновского. Ну а пока Светлана финиширует, есть уже результаты заплыва под номером 4. И лучшее время у Саманты Уэлптон из Южной Африки. 2 минуты 47 секунд и 85 сотых понадобилось спортсменке, чтобы преодолеть расстояние в 200 метров. Наши большие гости, и совсем скоро мы увидим заплывы мужчин, которые потихонечку уже начинают появляться около старта. Ну а тем временем поддержим мурманчане и гости спортсменку, которая на 5-й дорожке борется и стремится. Ну что, друзья, 5-я дорожка еще у нас остается. Сразу после будут заплывы мужчин на короткой воде, что тоже очень-очень зрелищно, очень интересно. Посмотрим, как плавают у нас мужчины. На девушек мы уже посмотрели. Лучшее время пока у Киары Доран из Ирландии. Проплыла на дистанцию в 200 метров за 2 минуты 20 секунд и 65 сотых. Будет интересно сравнить с результатами некоторых мужчин, заплывы которых начнутся совсем скоро. Есть финиш. Есть финиш. Это успех. Это своя маленькая победа здесь, сегодня, на этом прекрасном спортивном празднике. Ну и, конечно же, друзья, ваши аплодисменты поддержки. Станция закончена. Ну и теперь время для восстановления спортсменов, короткого восстановления, общения с сотрудниками МЧС и нахождения в этих прекрасных горячих ваннах, я не знаю, можно так это назвать, после которых Иван недавно был, ему там очень понравилось. Между тем на старте появляются мужчины. Ну что, а на старте уже появились мужчины. Первый заплыв на короткой воде, дистанция 200 метров среди мужчин. Тоже очень представительный состав. В основном российские спортсмены. Звучит команда в воду. Вот он старт. 3. Ой, как хорошо пошли. Ничего себе. Прям как реактивные лодки или катера рванули мужчины. Галиев, Россия, Москва. На второй дорожке Владислав Сапожников, Россия, Мурманск. На 8-й дорожке Тобиас Якли, Германия. Да, ну и вот вы слышали, что объявили, 3 спортсмена плывут. У нас и Тобиас Якли из Германии взял отличный старт и очень хорошо идет по дистанции. Вот он на ваших экранах. 32-летний немецкий спортсмен. Ну и в этом заплыве еще принимает участие наш мурманчанин Владислав Сапожников, 96-го года рождения, 23 года всего молодому спортсмену. У него еще все впереди. Ну а Тобиас Якл прям уверенным таким катком, я бы даже сказал, проходится по дистанции. Туда-сюда, туда-сюда. И остается у него всего лишь 2 отрезка. После вот как преодолеет этот отрезок, у него остается всего ничего. Очень хорошее время покажет немецкий спортсмен. Это уже понятно. Главное посмотреть, какое время. Смотрите, как он идет по дистанции. Ничего себе. Очень уверенно проходит он эти 200 метров.
как будто температура воды не 0 градусов, а все 15. Ну и вот, смотрите, на ваших экранах наш мурманчанин Владислав Сапожников тоже хорошо идет. Посмотрим, все-таки финиш покажет, кто же у нас, кто же был самым быстрым. Подустал уже у нас Тобиас Якле, это видно. Вот он наша звездочка, Владислав Сапожников, мурманчанин, 23 года. Смотрите, как он плывет. Молодость, да, очень хорошо. И, кстати, он финиширует. Он финиширует, друзья. Ничего себе, вот это да! Владислав Сапожников. Вот он. Вот так у нас поддерживают своих. А если у нас на трибунах болельщики, ты уже здесь. У меня... И вот финиширует первая дорожка. Девушка подустала. У нас Эдиге Давлетгалиев из Москвы. Тоже приехал в Мурманск посоревноваться. Ну вот он, Тобиас Якле, да, вторым он финишировал. Ничего себе, вот она молодость, друзья. Вот он, молодой спортсмен, наш мурманчанин. Показал отличный результат и отличное время. Тобиас Якле хорошо стартовал, прошел первую половину дистанции. Ну вот на второй, конечно, немножечко подустал. Не хватило его на полные 200 метров. Ну а наш земляк, мурманчанин Владислав Сапожников как-то вот так незаметно, ну, по крайней мере, для меня, просто и уверенно пришел к финишу и показал хорошее время. Совсем скоро узнаем результаты этого заплыва и предыдущего заплыва среди девушек. Эдиге Давлетгалиев на ваших экранах, вот они с Тобиасом Якле о чем-то общаются, говорят, фотография на память. Ну, видимо, обмениваются мнениями о воде в Мурманске. Ну что ж, друзья, у нас еще продолжаются заплывы на 200 метров вольным стилем. Далее нас с вами ожидают заплывы на дистанцию 100 метров барасом. И, наверное, одно из интереснейших мероприятий — это эстафета 4 по 50 метров, друзья. Я думаю, что эстафету, ну, лично я эстафету в ледяном плавании вижу впервые. Мне будет безумно интересно посмотреть, как это происходит. Ну что ж, пришли результаты 5-го женского заплыва. Давайте сейчас подобьем нашу табличку. Пока лучшее время у нас у Киары Доран из Ирландии, 2:20:65. Ну и в этом заплыве, в 5-м женском заплыве, никто не смог улучшить ее результат. Первой же в 5-м женском заплыве стала Татьяна Гавриленкова из России. 2 минуты 54 секунды ровно понадобилось ей, чтобы преодолеть 200-метровую дистанцию. Ну и совсем скоро узнаем, как же приплыл наш земляк Владислав Сапожников из Мурманска. Он одержал победу в первом заплыве среди мужчин. Он будет плыть по 8 дорожке, ну и, конечно же, мурманчане, поддержите. Сейчас тоже будет необычный заплыв. Томас Литковский из Польши. Единственный человек будет в следующем заплыве. Выключается музыка.
Команда в воду. Звучит команда в воду. Ну и 200 метров для Томаса. Дан старт, друзья. И не молчите, поддержите Томаса. Ну, пока Томас преодолевает дистанцию, я расскажу немножко о том, что же нас сегодня еще ждет. После того, как закончатся заплывы на 200 метров в вольном стиле, нас ждет интереснейшие заплывы на 100 метров брасом. 100 метров брасом. Ну и закончим сегодняшний соревновательный день, как и нашу трансляцию, очень зрелищной эстафетой 4 по 50. Спортсмены будут меняться очень быстро. Скоротечная дистанция всего 2 отрезка по 25 метров. Туда и обратно в ледяном бассейне на Семеновском озере. Это что касается эстафеты. Ну а сейчас у нас преодолевает свою дистанцию Томас Людковский из Польши. Итак, есть результаты у мужчин предыдущего заплыва, где первым к финишу пришел мурманчанин Владислав Сапожников. И его результат очень и очень неплох. 2 минуты 11 секунд и 11 сотых. Тобиас Якле финишировал чуть-чуть попозже. 2 минуты 16 секунд 62 сотых его результат. Но и Давлет Галиев Эдеге из Москвы был третьим. Его результат 2 минуты 56 секунд. Не жалейте сил, друзья, сегодня. Я думаю, что если мы вернемся домой охрипшие, если у нас будут болеть почки, значит мы провели время правильно, потому что мы с вами болельщики, большие, спортивные, горячие болельщики. А неплохо, кстати, идет по дистанции. Вы себя видите, вы должны быть активными, вы должны быть громкими, вы должны быть горячими, вы должны быть Томас. интересными, необычными и, самое главное, гостеприимными, мурманчане. И вот он финиш. Главное, чтобы никто не замерз. Вот такой вот заплыв у нас получился. Одиночный заплыв. А вот они, зрители, посмотрите, вот они, зрители наши, вот они стоят везде, посмотрите. Все в Мурманчане. Конечно, наши. За Россию, за Россию. Экспресс-интервью от гостей, от наших. Ну, а тем временем готовится еще один заплыв. Ни разу. Нет желания после сегодняшнего? Очень холодно. Первая, третья, седьмая. Молодцы. Поддержим аплодисментами будущих. Так, ну что, И вот он, еще очередной заплыв, мужской заплыв на 200 метров. Сергей Горбатенко, Альберт Сабиров и Роман Солодовник. Все спортсмены представляют Россию. И сейчас вступят в борьбу на дистанции 200 метров в вольном стиле. Звучит команда снять верхнюю одежду. Звучит команда в воду. Ну что, стартовый сигнал, и спортсмены уходят на дистанцию. Очень неплохо, кстати, они начали.
посерединке у нас, получается, по третьей дорожке идет Альберт Сабиров из Тюмени. На третьей дорожке Альберт Сабиров, Россия, Тюмень. На седьмой дорожке Роман Солодовник, Россия, Снежногорск. Ну и в этом заплыве тоже есть наш земляк, представитель Снежногорской школы ледяного плавания, если можно так сказать. Это Роман Солодовник, ему 41 год. Плавать любит, плавает часто, ну и вот решил попробовать свои силы в чемпионате мира по ледяному плаванию. Дорожка под номером 7, так что болеем все вместе. Давай, земляк, давай, мне очень греет это душу. Давайте, друзья, давайте. А я вот здесь как раз с участниками подошел. Вас поддерживали болельщики, мурманчане, что бы вы сказали им? Хороший темп взяли спортсмены, половина дистанции уже позади. На ваших экранах Альберт Сабиров был из Тюмени. Кто-то даже без шапочки плывет. Это, кстати, Сергей Горбатенко из Красноярска. Ну, у них в Красноярске там, наверное, погода посуровее, чем в Мурманске, поэтому даже без шапочки, посмотрите, ничего себе, Сергей Горбатенко. Вот он, посмотрите, без шапочки, Сергей Горбатенко из Красноярска преодолевает дистанцию. Ну, по всей видимости, ему не холодно. Но лидирует нас в этом заплыве дорожка под номером 3. И это Альберт Сабиров из Тюмени. Роман Солодовник, снежногорец, пока отстает. Ну и вот он финиш. 2:20 результат Альберта Сабирова. Очень неплохой. Близко к Владиславу Сапожникову, который закончил заплыв 2 минуты 11 секунд. Наш мурманчанин. Плыл он в первом заплыве среди мужчин. Ну а во втором заплыве был одинокий заплыв Томаса Людковский из Польши. И он проплыл дистанцию за 2 минуты 45 секунд и 31 сотую. И еще один отрезок 50 метров остается снежногорцу нашему. Вот он на ваших экранах. Роман Солодовник, 41 год, Снежногорск. Только единственное, что я пропустил, какой заплыв на какой дистанции сегодня он был? 200 метров или 100 или 154-50? Они тоже не знают точно, но узнают. Хорошо, мы в любом случае ждем Дмитрия, желаем болельщикам удачи. Ну и, конечно же, все внимание на воду. Подустал, конечно. Наш земляк, видно, как тяжелые грибки. Подусталый участник из Красноярска. Вот на ваших экранах как раз снежногорец Роман Солодовник. И он на финишной прямой. Ну и Сергей Горбатенко из Красноярска на первой дорожке тоже завершает свое выступление на этой дистанции. И вот тяжело, конечно. Ничего, давай, Рома, надо додержаться. Да, вот чуть быстрее все-таки даже был спортсмен из Красноярска, и Роман Солодовник финиширует только третьим. Комментарий от судьи. Бой официально закончен. Мужчинам можно подарить свои аплодисменты, и будет приятненько, как минимум. Покричать немножечко, поддержать их. Друзья, если после фразы подарить аплодисменты, мы будем так грустно аплодировать, то я боюсь, что спортсмены не почувствуют и не поверят нам. Давайте договоримся, как только вы слышите фразу аплодисменты, вы делаете это погромче, поактивнее. Аплодисменты, наши уважаемые болельщики! Спасибо вам, мы вас очень любим. Этим временем мы ждем следующих спортсменов на линии старта.
Ну, а следующий заплыв у нас тоже из 3 человек состоит. 200 метров вольным стилем. Андрей Замыслов из Москвы. Виталий Кочнев, Комсомольск-на-Амуре, и Дмитрий Вахрушев из Мурманска. Вот такой вот составчик нас ждет колоритный. Посмотрите, какой у нас Дмитрий Вахрушев с интересной татуировкой такой на плече. Дмитрию 48 лет. Звучит команда снять верхнюю одежду. Звучит команда в воду. Команда в воду, спортсмены опустились в воду, но видите, что у Дмитрия Кочнева, да, проблемы с ногами, но это не мешает ему плавать, любить плавание и показывать неплохие результаты. Причем смотрите, как он хорошо идет по дистанции, но вперед вырвался у нас Андрей Замыслов из Москвы в симпатичной розовой шапочке. Россия, Москва. На 4-й дорожке Виталий Кочнев, Россия, Комсомольск-на-Амуре. На 6-й дорожке Дмитрий Вахрушев, Мурманск. Ну что, есть результаты у предыдущего заплыва. Альберт Сабиров был лучшим в этом заплыве. Его результат 2 минуты 21 секунда и 59 сотых. Неплохой результат. Ну что ж, друзья, поддерживаем спортсменов, как обычно, как мы с вами этим занимаемся уже несколько часов кряду. У меня вопрос, если Иван находится где-то там, да, я здесь. Среди болельщиков Дмитрий Вахрушев, город Мурманск. Не тот ли это Дмитрий, которого мы ждали буквально один заплыв назад? Да, скорее всего, вот кивают, говорят, да. Все, да, то есть мы дождались, так сказать. Мы обещали болеть за Дмитрия, мы болеем за Дмитрия, но, правда, уж извините, равно как и за всех спортсменов, которые сегодня выходят на воду. Да, я вот подошел как раз к ребятам. Так, ну, он слышит, папа, что бы ты ему сказал? Вот он, лидер на ваших экранах. Это Андрей Замыслов, представляет Москву. Неплохо идет, но стартовал, конечно, он намного сильнее. Здесь уже сил остается не так много. Однако до сих пор лидерство принадлежит ему. Ну и еще остается финальные 50 метров. Мы очень рады, что вы пригласили его к тому, чтобы Дмитрий начал заниматься плаванием, но я хочу еще... И как раз на них и уходит у нас на Андрей. В ледяной воде, потому что я тоже занимался плаванием, но до ледяной воды так и не дошел, и думаю, что никогда не дойду, не хватит у меня мужества, в отличие от наших спортсменов. Дмитрий Вахрушев, мурманчанин, пока идет на 3-м месте. Вот он на ваших экранах в такой желтой плавательной шапочке. И ему остаются финальные 50 метров, после того, как он дотронется до кромки бассейна. Ну а финиширует у нас Андрей Замыслов. Вот он на ваших экранах, Москва. 46 лет Андрею. И вот он финиш. Если можно показать, пожалуйста, крупным планом Андрея, посмотрите, в воде вода не замерзает, но сосульки, которые намерзли на... Не знаю, сейчас удастся показать... Ладно, обязательно попросим наших режиссеров показать потом как-нибудь этот кадр. Очень интересный, что сосульки нависли на дорожках, ну а вода не замерзает. Кстати, температура воды около 0 градусов. Чтобы вы, пожалуйста,
Температура воздуха около минус 4, минус 2. Ветрено, но снега нет. Все, друзья, финиш. Финишировал и этот заплыв. Финиш, друзья. Так, я самым активным опять болельщиком пришел. Пока небольшая пауза, расскажу о наших партнерах. Это компания «Мегафон», которая помогает организовать нашу трансляцию, предоставляет мобильный интернет, также Сбербанк. Еще один наш большой партнер. И компания «Медэкспресс», официальный страховщик нашего чемпионата. Ледяное плавание все-таки экстремальный вид спорта, поэтому все участники застрахованы компанией «Медэкспресс». Необходимо немножко прийти в себя, вытереться полотенцем, а потом можно уже и в наши специальные уличные такие бани, конечно же, отдыхать, отправиться. Я думаю, спортсмены там появятся через какие-то минуты, ну а мы ожидаем следующего заплыва, в котором также будут принимать участие мужчины. В очередной раз, друзья, хотелось бы напомнить, что сегодня первый день соревнований, сегодня их будет 3. Нас ждут абсолютно разные дистанции, очень интересные. Ну что, друзья, возвращаемся к нашим заплывам. Их у нас остается еще 8 заплывов. 8 заплывов, 200 метров вольным стилем. Ну и потом нас ждет зрелищный брас. 100-метровка брасом, 4 отрезка по 25 метров. Так что вместо цифр 8 вот на красных таких табличках будет цифра 4. Ну а сейчас 200-метровка. 200-метровка, мужской заплыв. Вышли команда снять верхнюю одежду. Ну, есть уже результаты предыдущего заплыва. Андрей Замыслов, 2 минуты 53 секунды. Звучит команда в воду. Ну что, спортсмены уже в воде, и это очередной заплыв мужчин на 200 метров. Дан старт. 5 спортсменов у нас участвуют в этом заплыве. На первой дорожке Рафаил Аскаров из Татарстана. На третьей дорожке Игорь Филатов, Россия, Тюмень. На четвертой дорожке Генри Карма, Эстония. На шестой дорожке Николай Левковский, Россия, Мурманск. На пятой дорожке Алексей Чербаджи, Владивосток, Россия. Ну что, я думаю, что вы слышали тех, кто плывет у нас в этом заплыве. Быстренько пробежимся. Да, Рафаил Аскаров, Игорь Филатов из Тюмени, эстонец Генри Карма, Николай Левковский и Алексей Чербаджи из Владивостока. Вот такой вот состав у нас. Ну, лидирует у нас 4-я дорожка. Это Генри Карма. Очень хорошо он идет. Посмотрите, да, как замечательно. Какой замечательный темп он взял. И я думаю, что это будет новое лучшее время. Потому что, судя по таймеру, у нас прошла всего минута. А Генри очень неплохо преодолел дистанцию. Ему остается всего лишь преодолеть 50 финальных метров. Если хватит сил, то действительно очень здорово проплывет. Посмотрите, как идет. Очень хорошо идет по дистанции эстонец. И финальные 50 метров. Туда и обратно. Генри, давай. Давай, Генри, мы хотим новое лучшее время.
Пока у нас рекорд принадлежит нашему мурманчанину Владиславу Сапожникову, но спорт есть спорт. Болеем, конечно, мы за наших земляков, но и хотим ярких, красивых побед и новых хороших результатов. И вот уже Генри Карма выходит на финишную прямую. Чуть-чуть, конечно, он подустал, это видно, и, к сожалению, уже устоял результат, или, к счастью для кого-то, для болельщиков Владислава, устоял результат 2:18. 2:18 от эстонца Генри Карма. Все равно очень хороший результат, и он занимает уверенное второе место после Владислава Сапожникова. 2 минуты 18 секунд. Ну и следом за ним приплывают уже оставшиеся спортсмены. Это, кстати, тоже с очень хорошим результатом. Вот, посмотрите, на крупном плане очень хорошо видно, что сосульки вот на красных заградительных разделяющих дорожки. Смотрите, вот сосульки. Это подтверждает то, что у нас здесь не Майами, не средняя полоса, это крайний север, это ледовое озеро Мурманск и третий чемпионат мира по ледяному плаванию, что плавание ледяное, это только что подтвердили сосульки. Ну и, конечно же, лед и снег на озере Семеновское, где сделали полноценный олимпийский бассейн на 10 дорожек, 25 метров. Последний спортсмен у нас остался, это Рафаил Аскаров из Татарстана, и он тоже финиширует. Сегодняшние соревнования мотивируют, так скажем, мурманчан на то, чтобы сделать в следующем году тоже забой. Я очень надеюсь, что именно это у нас и произойдет. Кстати говоря, про следующие чемпионаты. На шоу-программе на награждение абсолютных чемпионов 16 марта на 5 углах будет объявлен город, столица следующего чемпионата мира, который пройдет в 2000. Если вам интересны все результаты, вы сможете их посмотреть на нашем сайте. Наш сайт murmanskiceswimming.ru. Вот как оно пишется. Заходите, там есть все результаты всех заплывов, и лучшее время там сразу показывается. Так что, если вам интересно, кто же все-таки у нас пока лидирует, это все можно посмотреть на нашем сайте. Также есть очень много различной информации. В общем, заходите, там же есть трансляция на YouTube. Проходите, кидайте ссылочку своим друзьям. Давайте вместе хорошо проведем этот пятничный день в компании лучших спортсменов мира по ледяному плаванию. Да, я думаю, здоровье у них ого-го, много, в такую воду залезть, а? Сами пробовали в такой воде купаться? Слушай, да ладно, давай. Ну когда? Третье место, в каком году это было? Ну и потом что? Заняли третье место, для себя отметили галочку, достижение и все. Вот, видишь, у нас говорят, что после воды выходишь, петь хочется, летать хочется. А ты говоришь, Андрей, не хочешь в воду залезать. Я сразу хочу перейти к ощущениям, которые наступают после того, как ты выходишь из воды, если честно. Ну вот, говорят, поешь и летать хочешь. Может быть, после полета. Спортсмены занимают свои стартовые позиции. Звучит команда снять верхнюю одежду. Очередной заплыв. Николай Петшак, Олег Чекушкин, Юрий Неупокоев, Стефан Юнг и Александр Комаров будут сражаться на дистанции в 200 метров вольным стилем. Ага, нет, всего 3 спортсмена, 3-я, 4-я и 7-я дорожки. Это Олег Чекушкин, Юрий Неупокоев и Стефан Юнг.
из Германии. На третьей дорожке Олег Чекушкин, Россия, Барнаул. На четвертой дорожке Юрий Неупокоев, Россия, Тюмень. На седьмой дорожке Стефан Юнг. Вот он, Юрий Неупокоев из Тюмени, на ваших экранах крупным планом. Ну а на седьмой дорожке следим, это Стефан Юнг. Пока лидирует Олег Чекушкин из Барнаула, очень хороший. Он взял старт и, в принципе, держит темп по дистанции. Остается ему преодолеть 150 метров. Так, и у нас уже здесь стихотворение. Посмотрите, как он идет, да, очень хорошо. Очень хорошо идет. Немножко тяжеловатая такая техника, но если он сохранит такой темп до конца, понятное дело, что в этом заплыве он будет лучшим, скорее всего, но как по времени, насколько быстрее или медленнее будет остальных спортсменов в остальных заплывах, это покажет только финиш. Полдистанции позади. Полдистанции позади. Нам есть чем заняться. Я напоминаю о том, что можно сочинять всякие разные кричалки. Отдельно приветствуются кричалки на иностранном, на английском языке, чтобы все присутствующие болельщики и спортсмены понимали, о чем там идет речь. Знаешь, Ваня, я еще слышал, как кто-то с трибун, поэтому я успел услышать, кричал: Олег, Олег, Олег. Неужели у нас есть болельщики, которые поддерживают спортсмена из Барнаула, Олега Чекушкина, выступающего на третьей дорожке? Ну, у нас здесь просто есть группа болельщиков, которые болеют... Олег Чекушкин уверенно проходит дистанцию. Финальные 50 метров для представителя команды Барнаула. Вот скажите, что бы вы сказали Олегу, он вас слышит? Ну, а ведущие развлекают зрителей, которые поддерживают спортсменов. Олег Чекушкин, барнаулец, на третьей дорожке. Все, финишная прямая для него. Где же остальные спортсмены? Вот они плывут. Да, очень большой отрыв, конечно, у Олега Чекушкина от остальных преследователей. Это уверенный финиш. Уверенно, очень неплохой результат. Да, не лучший, но и не самый плохой. Ну, посмотрите, сосульки, да, вот висят. Ледяное плавание. Юрий Неупокоев и Стефан Юнг из Германии остались. Ну и вот уже Стефан тоже финиширует. Остался только наш Юрий Неупокоев, Тюмень. Ну и он тоже уверенно финиширует. И насколько я понимаю, если мне все хорошо видно, есть финиш. Финишировали все спортсмены на этой дистанции. Напоминаю вам, 200 метров вольный стиль. Наши аплодисменты, горячие аплодисменты каждому. Некоторое время на восстановление спортсменов. Хотя вы знаете, вот я смотрю отсюда, спортсмены настолько уверенно выходят из воды, настолько... Такое ощущение, что они не в холодной воде 0 градусов, да, близко к нулю, а просто в теплом бассейне 26-27 градусов. Они проплыли дистанцию 200 метров, вышли и совершенно спокойно отправились отдыхать. Тем временем смотрю, что количество присутствующих на трибунах у нас уже потихонечку растет. Наблюдался некоторый спад, я так понимаю, все пошли немножко подкрепиться, да, попить горячего чайку, посмотреть нашу YouTube-трансляцию, которая успешно работает прямо сейчас. И вернулись к нам, чему я несказанно рад. Если кто-то присоединился к нам только что, напоминаю, сейчас у нас заплывы на дистанции 200 метров вольным стилем. Что бы вы сказали участникам соревнований? Пенсионеры стесняются. У нас не все готовы говорить что-то на микрофон, но мы ищем. Главное, чтобы у нас все были готовы болеть, все были готовы поддерживать участников на протяжении сегодня соревнований. Тем временем спортсмены уже вышли на старт. Спортсмены вышли на старт, все потихонечку готовятся.
Звучит команда снять верхнюю одежду. Звучит команда в воду. Ну что, всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Николай Кочетков, и вы слышали мой голос, а сейчас увидели меня воочию. Я комментатор спортивной трансляции на Ютубе, а это Виталий Поборчик, главный судья соревнований. Виталий, расскажите, как идет у нас, как проходит соревнования? Есть какие-то уже удивления, какие-то, может быть, шокирующие результаты? Вы знаете, соревнования идут строго по плану. Секунда в секунду, минуту в минуту мы выдерживаем свой план. Никаких эксцессов, связанных со здоровьем спортсменом и с результатами работы судейской коллегии, нет. Но, к сожалению, был уже один небольшой эксцесс. Кристоф Вандрош, да, сошел с дистанции. Да. Очень досадная оплошность. Свело ноги у него, да, или что, и захлебнулся? Нет, захлебнулся. Спортсмен начал наращивать свой темп, начал доставать человека, который лидировал, а Вандрош всегда так начинает. Но, к сожалению, вот он реально захлебнулся, сбил дыхание, не смог продолжать дистанцию, поэтому сошел. Вот такая ситуация бывает даже с такими суперпрофессионалами нашего спорта, как Кристоф Вандрош из Германии. Слушайте, ну сейчас в этом заплыве тоже участвует суперпрофессионал, знаменитейший Рэм Баркай, да, представитель ЮАР. Как ожидаете его выступления? Рэм Баркай очень сильный спортсмен, оригинальный спортсмен, правильный руководитель, бодрый руководитель, настойчивый руководитель. И все, что происходит здесь, конечно же, это, в общем-то, заслуга, конечно, Мурманска и России, но без Рэма Баркая этого было бы сделать невозможно. А за интернациональную часть отвечал? Конечно, да. Все иностранные спортсмены, все через него, он о них заботится, он предупреждает нас о каких-то вещах, делает некие замечания, чтобы мы подправили, и мы ему делаем замечания, чтобы он нам не делал. Но сейчас он просто спортсмен, он просто плывет на дистанции. Это значит, что финальная, получается, 50 метров, да? Кто лидирует? Кто лидирует? Сейчас я уже немножко отвлекся, я не могу вам сказать. Седьмая, четвертая дорожка, седьмая. Рори Фицджеральд, кстати, Рори Фицджеральд тоже знаменитейший спортсмен из Великобритании. Рори Фицджеральд обладатель в своей группе возрастного мирового рекорда на 1000 метров. И в 2010 году мы с ним, с Рори, в Блэде очень мощно соревновались. Тогда я его победил. А сейчас? Сейчас вот я здесь вот стою в тепле, а он трудится и работает очень качественно. 61 гон человеку. Реально великий спортсмен. Как раз он финиширует, Рори Фицджеральд, да, из Великобритании. Рори Фицджеральд, Великобритания. Сейчас попробуем взять у него интервью, это реально будет сделать. Абсолютно. Да, абсолютно. Можно его сюда пригласить к нам, да? Одну секунду. Ну что, друзья, сейчас побеседуем прямо с Рори Фицджеральдом из Великобритании. Попробуем это сделать. Действительно очень сложно после такого заплыва еще и говорить, да даже на ногах стоять, не то что связать пару слов предложения. Вот он идет к нам уже, сейчас попробуем. Покороче, ему еще завтра работать. Просили покороче. Сейчас. Congratulations, Rory! Congratulations. How you feel during the? What is your feeling about your win? I'm happy. Да, видите, он говорит, что счастлив, он задыхается. This man is a fast swimmer. Да, он говорит, что быстрее Виталий Поборчик чуть был. Мы уже, yes, and what is your result? You know? I don't know the result. I was first in the heat, but 2 minutes 32. How are your expectations from Murmansk? I would like well, for Murmansk. For Murmansk and for the third international championship. I'd like to do well. I'd like to win. Do you compete tomorrow at the distance
at 1,000 meters? So tomorrow, I'm doing the 1,000, yes. Yes, you will compete. I will compete there. Okay, thank you very much. Поздравляю. Я вкратце сейчас... Thank you. Я вкратце сейчас переведу о том, о чем мы поговорили с Рори, но я его спросил, как водичка, как все было. Он сказал, что хорошо, говорит, ну, видели сами, что человек очень еще себя так чувствует, пока еще не в своей тарелке, да. Ну, я спросил, будете ли вы соревноваться на дистанции в 1000 метров завтра. Он сказал, что будет соревноваться. Ну и вообще впечатления о Мурманске у него самые хорошие. Но он сказал, что Виталий Поборчий был быстрее. И он быстрее, чем мы, да? Да, тогда было так. Слушайте, Виталий, ну пока у нас еще есть время, расскажите немножко о том вообще, что чувствует спортсмен, вот, когда вот выходит из воды, потому что я так понимаю, что для него соревнования еще продолжаются. Да, есть законы физики, физиологии, которые нельзя никак преодолеть, поэтому если спортсмен находится 10 минут, например, в воде, то еще 5 минут, ну так принято, эмпирическим способом определенного время, его состояние продолжает ухудшаться. Связано это с тем, что холодная кровь с конечности начинает поступать в ядро через сердце, основные органы, и спортсмен продолжает его состояние ухудшаться. То есть он уже здесь, а на самом деле он еще плывет. И вот это и есть тот момент, который, очень опасен. Спортсмены о нем знают, судьи о нем знают, и восстановители о нем знают. Ну, как раз расскажите, как восстанавливаются. Там стоят специальные бочки с теплой водой, чтобы спортсмены восстановились быстрее. Там стоят специальные обрезы, тазики, тазы с теплой водой, и там работают 8 людей, которые имеют многолетний опыт восстановления людей. Они работают с 3 водами разных температур: прохладная, теплее, еще теплее и сауна. То есть 4 эпизода. То есть, если я правильно понял, спортсмен еще так вот постепенно проходит потеплее, да? То есть это все очень сложно. Это все непросто, да, и мы греем ему основные артерии, бедренные, сонные, для того, чтобы спортсмен как можно быстрее температуру крови его поднять. Да, но следующий заплыв тем временем у нас уже. Вы на посту главного судьи, да. не руководите процессом. Да. Ладно, все, спасибо большое. Мы отпускаем Виталия Поборчева, но я возвращаюсь на свою комментаторскую позицию, объявлю состав следующего заплыва. Напомню, что это первый день состязаний 3-го чемпионата мира по ледяному плаванию. Первый кубок Арктики — это Мурманск, Семеновское озеро. В общем, подключайтесь все к нашей трансляции и смотрите, целых 3 дня мы будем вещать с утра и до позднего вечера. Так что откладывайте все дела и обязательно смотрите нашу интернет-трансляцию. Но я возвращаюсь на свою комментаторскую позицию. Старт. На первой дорожке Николай Глушков, Россия, Новосибирск. На второй дорожке Сергей Корытов, Россия, Мурманск. На третьей дорожке Лахт Лембель. Ну что, друзья, На шестой дорожке Александр Колобов. Ну что, друзья, вот я снова вернулся в нашу уютную студию. Здесь, честно говоря, теплее, чем на улице. Все-таки ветер дает о себе знать. Я не представляю, как спортсменам сейчас в ледяной воде, температура которой около 0 градусов. Похолоднее, конечно, температура воздуха. Но все-таки мы в тепле, в уютных квартирах, домах, а они сейчас на дистанции. И это следующий заплыв. Уже 8-й по счету. Николай Глушков, Сергей Корытов. Лахт Лембит. Александр Колобов. И Сергей Васильев плывут на дистанции уже. Половина практически преодолена. Ну а в прошлом заплыве вы знаете, что победил Рори Фицджеральд, знаменитейший британец. Чуть позже узнаем результат, узнаем его время, как он приплыл. Вот так, представляете себе, что в Сибири водопад так, здравствуйте, здравствуйте. Так, и как водичка наша? Откуда к нам приехали? Или как зовут? Половина заплывов уже позади. Нас ждут еще 4 заплыва. Ну, вместе с этим, так, 3. И потом приступим к
брасу, 100-метровка брасом. Коротко, зрелищно и интересно. Ну а тем временем на четвертой дорожке и третьей уже готовы ребята финишировать. Это эстонец Лахт Лембит и Александр Боровиков из Кемерово. Кстати, очень интересно, что Лахту Лембиту 70 лет. И тем не менее, смотрите, какой хороший темп взял спортсмен и уже выходит на финиш. Это не он, друзья, это Александр Колобов из Североморска. Кстати, Александру Колобову тоже 71 год. Такой у нас возрастной заплыв, категория 65+. Ну и вот он финиш. Вот он финиш. Третья дорожка. Это Лахт Лембит, Эстония. И, кстати, показывает он очень неплохой результат для своей возрастной группы. Чуть больше 3 минут. Как я и говорил, мы желаем удачи абсолютно каждому спортсмену и одинаково болеем за всех. Сергей Васильев по седьмой дорожке идет из Новгорода. Так, ну и смотрите-ка, что такое. Александр Колобов, североморец, неужели сходит с дистанции? Да, по ходу. Ну, а это на ваших экранах Сергей Васильев. Ему 67 лет, он представляет Новгородскую область. И, ну, видите уже, да, что никуда не торопится, просто надо доплыть, надо дойти дистанцию до конца. Это у нас Сергей Корытов из Мурманска. Он финиширует. Ну и остался у нас Сергей Васильев на седьмой дорожке. Закончили и успешно прошли. И вам я рекомендую повторять за нами, друзья, немножко согреться. Нет, ошибся я. Еще один спортсмен по дорожке по номеру 7 не увидел, я его немножко со своей позиции. Продолжает прохождение дистанции. Ввел я вас в заблуждение. Ну что, вот он финиш очередного заплыва. Заплыв под номером 8. В нем победил Лахт Лембит из Эстонии. И вот доплывает у нас уже новгородец Сергей Васильев. Все, есть финиш. Конечно, тяжело. Посмотрите-ка, обледеневшие ступеньки, все обледеневшее. Ледяная вода, ледяное плавание, чемпионат мира, более 33 страны-участницы, более 400 спортсменов приехали в Мурманск, к нам, в город-герой Мурманск, на самый край земли, на Кольский полуостров, чтобы показать себя, показать, на что они способны в ледяной воде озера Семеновское. Да, ну а на заднем фоне, видите, дворец творчества Лапландия, где спортсмены готовятся к состязаниям. Там тоже идет наша трансляция на большом экране, и они видят, но не слышат, видят, как выступают их товарищи, представители одной из команд. В общем, здесь все сделано для того, чтобы спортсмены ни о чем не думали, кроме результатов, показывали свои лучшие результаты. Ну и было бы здорово, если бы парочка мировых рекордов не устояла на мурманской воде, и мы бы увидели, стали свидетелями новых достижений, новых побед. У старта появились участники следующего заплыва. Посмотрите, на старте уже участники следующего заплыва. Кто-то в специальных халатах, кто-то в таких домашних халатиках, если можно так выразиться. Ну и у нас следующий заплыв. Звучит команда в воду. Тоже очень представительный. Мартин Кюхенмейстер на второй дорожке Германия. Ильфат Абдеев, Татарстан, Россия. Марвин Бремер на четвертой дорожке из ЮАР.
Олег Миролюбов, дорожка номер 5 из Мурманска. Уоррен Феллопс, Лондон, Великобритания. Старт на 6-й дорожке. Роман Каркачев из Санкт-Петербурга на 7-й и Игорь Андреевский из города Апатиты, Мурманская область. Смотрите-ка, вырвался вперед у нас Мартин Кюхенмейстер. И очень взял хороший темп. Пока одни доплывают первую 25-метровку, он уже уплыл. Посмотрим, хватит ли ему сил на всю дистанцию или его смогут догнать. Смотрите, плывет основная группа пловцов, ну а немцы даже нет. Смотрите, какой темп он взял. Ничего себе, голубая шапочка, дорожка под номером 2. И он быстрее всех, пока доплывают 50 метров, он уже ушел на второй полтинник. Ну, а у меня уже есть результаты предыдущего заплыва. Заплыва возрастного, и лучшее время... Рори Фицджеральд. Время 2:32. Очень неплохой результат. Это заплыв, когда мы делали в прямое включение. Пока нет у меня информации о предыдущем заплыве. Ну а в этом заплыве все понятно, друзья. Очень серьезный отрыв немца от остальных участников. Мартин Кюхенмейстер, ему 50 лет, он представляет Германию. У нас такая довольно многонациональная группа спортсменов, которые сегодня представлены. 2 спортсмена из Мурманской области, несколько из России, спортсмен. Подустал, конечно, Мартин, но он все равно лидирует. И сейчас финальный полтинник, видно, да, что устал. Ну, финальный полтинник, Мартин, надо дожать. Очень хорошее время ты показываешь, но, скорее всего, не выплывет он из 2:30. Чуть-чуть помедленнее будет. Очень хороший темп он взял, но, к сожалению, сил не хватило на всю дистанцию. Также, друзья, обратите внимание, прямо перед вами танцуют наши замечательные безумцы, практически танцуют символы 3-го чемпионата мира по ледяному плаванию. И вот он финиш для Мартина Кюхенмейстера. Потанцевать немножко, согреться. Но спасибо, я проверил, это хорошо работает, и это полезно нам с вами. Отличный результат. Чуть меньше 3 минут. Что-то уточняет. Смотрит на табло, наверное, Мартин. Да, он смотрит, как он приплыл. Ну что, будем следить за вторым местом. Между кем и кем развернется борьба. Видно, как здорово и очень мощно начинают спортсмены, но уже на второй половине дистанции, видите, какие движения такие уже более медленные, размеренные. Все дело в том, что ледяная вода все-таки дает о себе знать. Это не быстрые воды бассейна теплого, крытого, или это не воды какой-нибудь речки или озера летом. Это ледяная вода озера Семеновская. Здесь март, Мурманск. Это 3-й чемпионат по ледяному плаванию. Ну и вот он финиш. Дорожка под номером 7, 5 и 3 приплывает на финиш. Роман Каркачев, Санкт-Петербург, дорожка под номером 7. Олег Миролюбов из Мурманска на 5-й дорожке тоже финишировал. 3-я дорожка — это Ильфат Абдиев. И Мервин Бремер из ЮАР тоже закончил свое выступление на дистанции в 200 метров. Эти заплывы настанут. Тем временем спортсмены потихонечку завершают свое выступление. Чтобы не ошибиться, пойду это поговорить поближе. Еще 2 спортсмена у нас находятся на дистанции, остальные уже успешно завершили выступление. Ну что, можно подвести промежуточные итоги наших стартов на дистанции в 200 метров. Как раз мне принесли результат Лахта Лембита. 3 минуты 9 секунд и... и 17 сотых. В едином порыве я не слышал скандирования болельщиков. Молодец!
Итак, давайте подведем небольшие итоги. Среди мужчин лучшее время пока принадлежит Владиславу Сапожникову, нашему мурманчанину, нашему земляку. Ему 23 года. Отличный выдал заплыв Владислав. 2 минуты 11 секунд и 11 сотых. Вот такой результат у Владислава. Следует за ним Генри Карма из Эстонии. На 7 секунд он был медленней. 45 лет этому эстонцу. 2 минуты 18 секунд его результат. 2 минуты 21 секунда 59 сотых у тюменца Альберта Сабирова. Да, среди девушек лучший результат у нас у Киары Доран. 2 минуты 20 секунд и 65 сотых. Из Ирландии. Представительница Ирландии, молодая, 19 лет всего, но она и показала лучший результат. На втором месте Александра Беднарек из Польши, 2 минуты 26 секунд и 60 сотых. То же самое, в который раз уже призываю вас, фактически уговариваю, что вы не замерзнуть, друзья, будьте чуть-чуть поактивнее. Ну что, вот и закончился заплыв. У нас осталось их всего 3. Это 3 заплыва мужских. Вольный стиль 200 метров, после чего мы перейдем к 100-метровке брасом. Ну и на сладенькое, друзья. 4 по 50. Эстафета нас ждет. Да, пока стартовых списков нет даже у меня. Они пока еще формируются. Но как они будут готовы, сразу вам расскажу, что к чему. Ну, 8 отрезков плывут спортсмены. Олимпийский бассейн здесь 10 дорожек по 25 метров. Вот видите, сейчас переставляют цифры. Цифры — это 8 отрезков по 25 метров. Туда и обратно надо будет проплыть спортсменам. И тогда судья даст отмашку остановить время. Звучит команда в воду. Видите, даже пар изо рта идет у спортсменов. Как плыть в таких условиях? Причем плыть быстро, неизвестно. Это люди готовятся, конечно, к таким стартам очень и очень существенно. Ну что, это 10-й заплыв. ЮАР. На 4-й дорожке Леонид Фомин, Россия, Мурманск. На 5-й дорожке Том Мейдан, ЮАР. На 6-й дорожке Александр Виноградов, Россия, Москва. На 8-й дорожке Квин Фиджеральд, Соединенные Штаты Америки. Ну что, вы слышали, да, кто участвует у нас в этом заплыве. Это 6 спортсменов. Южная Африка, Нил Хопкинс, Леонид Фомин из Мурманска, Том Мейдан, Южная Африка, Александр Виноградов, Москва, Руди Бертранд из Франции, Квин Фиджеральд из Соединенных Штатов Америки. Очень интересный американец плывет у нас на 8-й дорожке. Ему 36 лет, он из Сан-Франциско, из Калифорнии. После того, как он поплавал в топовых командах Соединенных Штатов, он решил стать частью плавательной команды Ельского университета. Сейчас он представитель, советник по открытой воде в Олимпийском клубе в Сан-Франциско, где он организовал такие вот приключенческие заплывы. На побережье на Пали и на канале Каталина, на пересечении канал Каталина. Такие вот он заплывы там организовывает. Ну и у него есть цель, чтобы его клуб переплыл 7 каналов в 7 океанах по всему миру. Ну, я думаю, что эта цель вполне достойная. И вот он как раз на ваших экранах.
И он как раз и приплывает первым к финишу. Это Куин Фицджеральд, Соединенные Штаты Америки. Ну, смотрите, третья дорожка тоже финишировала. Третья дорожка — это у нас Нил Хопкинс из Южной Африки. Тоже хорошее время показал. Ну, а Куин Фицджеральд, если я правильно посмотрел, это около 2,5 минут. Результат предыдущего заплыва, где лучшим был немец Мартин Кюхенмейстер. Его результат 2 минуты 46 секунд 75 сотых. Он был лучшим. Время неплохое, но не лучшее. Напомню, что лучшее время пока принадлежит нашему мурманчанину. Наш мурманчанин проплыл за 2 минуты 11 секунд. Отличный результат для 23-летнего Владислава Сапожникова. 2 минуты 11 секунд и 11 сотых. Пока результат его никто не сумел побить. Он держится. Ну и слава богу, для нас-то, для мурманчан, это вдвойне приятней, когда земляк лидирует на дистанции 200 метров вольным стилем. Ну а в этом заплыве, напомню, что быстрее всех был Куин Фицджеральд из Соединенных Штатов Америки. Доплывает этот заплыв вольным стилем. Все, четвертая дорожка. Приходит к финишу Леонид Фомин из Мурманска. Ну, для него он, скорее всего, это такой тренировочный заплыв. Теперь мы с вами фактически уже, я присоединяюсь к нашему огромному братству, болеющему. Ну что, финишная прямая, друзья. Осталось 2 заплыва. 2 заплыва, и мы перейдем к брасу. 100 метров браса. Ждем, они совсем скоро будут. И, друзья, мы наблюдаем с вами за заплывами на 200 метров, но совсем скоро на тут. Отлично, кстати, показали выступление американцы, к чему я вспомнил, просто в этом заплыве победил Куин Фицджеральд, а на дистанции 500 метров в своем заплыве самым быстрым был Скотт Лотман, тоже из Соединенных Штатов. Видно, что команда хорошо подготовилась, и планы планы и цели самые серьезные. Я думаю, что будут достойные результаты. Между заплывами, друзья, нас с вами ждет небольшой, совсем коротенький, буквально, насколько я помню, регламент 10-минутный перерыв, в который мы, естественно, не дадим вас скучать. Мы с Иваном вместе с вами будем здесь. Кроме нас, здесь еще будет шоу-группа «Мимо нос», с которой вместе можно немножко попеть и потанцевать. Но все это ждет нас чуточку позднее. Пока что все внимание обращено к заплывам, коих, насколько я помню, осталось еще 2 на дистанции 200 метров. Да, 2 заплыва, дистанция 200 метров. Плавно перешли уже, наверное, экватор сегодняшнего дня. Нас ожидает эстафета 4 по 50 и 100-метровка брасом. Это все будет после 2 заплывов того, как 200 метров, еще 2 заплыва. Но почему-то не видно спортсменов на старте. Да. Вот они появились уже у кромки льда, у кромки ледяного бассейна. Несколько спортсменов. Один. Я вижу одного точно. Это Владимир Данченков из Мурманска. В такой симпатичной курточке. Что-то рассказывает увлеченно судейской коллеги. Но в этом заплыве у нас принимают участие 6 спортсменов. И даже есть один представитель Гонконга, насколько, если можно верить стартовому протоколу. Не знаю, посмотрим. Я на старте вижу точно нескольких представителей
Дана команда снять верхнюю одежду. Нет, не все спортсмены. Я так понимаю, что всего 3 спортсмена сейчас будут принимать участие в заплыве. Это 2-я, 3-я и 7-я дорожка. А на 7-й дорожке, друзья, у нас представитель Гонконга. Вот он сейчас разминается. Показывает, как он будет плыть. Только надо это делать, конечно же, в воде, а не на берегу. Чун Кон Мак, представитель Гонконга, Китая, 33 года ему. По 7-й дорожке, все внимание, давайте уделим ему. Ну а 1-я, 2-я и 3-я дорожки у нас плывут, с первой начну с 1-й, Алексей Руденко, Владимир Данченков, Александр Гумеров, все из Мурманска, друзья. И можно сказать, что Гонконг против Мурманска. Вот такое соревнование. И смотрите, как хорошо у нас вышел вперед Чун Кон Мак. На 3-й дорожке Александр Гумеров, Россия, Мурманск. На 7-й дорожке Кун Мак Чунь, Китай. Хорошо поддерживают как наших спортсменов мурманских, так и китайца. Чун Кон Мак, вот он на ваших экранах, отлично плывет. Кун Мак Чун, Чайна, называет себя гонконгским ледяным человеком. После года тренировки, кстати, он преодолел ледяную милю в Польше при температуре воды всего лишь 0,6 градуса. Также участвовал в ледяной миле в Праге. Первый человек, кстати, в Гонконге. Ну и, конечно же, ему принадлежит национальный рекорд Гонконга. Все-таки я думаю, что конкуренция там не очень большая. Конечно, в Гонконге температура зимой около 20 градусов. Это не место, где нужно заниматься ледяным плаванием. Температура воды около 19 градусов. Так что тренируется Чун Кон Мак уже в других водоемах. Кстати, работал Чун Кон Мак в ночном клубе диджеем. Один занимается, очень много тренируется и очень долго готовился. Перебивай. Кричалки от наших зрителей. Давай, Россия, давай красиво. Ну вот мишки подбадривают. Ну, сами видите, зрители, атмосфера очень все праздничная. Действительно, для Мурманска это большой праздник, когда приехали столько спортсменов. Ну, а лидирует у нас, друзья, ничего себе, наш гонконгский гость Чун Кон Мак. И вот он финиш. Очень хороший результат показывает гонконгский спортсмен. Александр Гумеров выступает на 3-й дорожке. Наше внимание обращено. Финишировал он первым на 1-й дорожке. Вторым финишировал Алексей Руденко. Ну и осталось у нас 2 спортсмена, 2 мурманчанина. Владимир Данченков и Александр Гумеров. Вот он, смотрите, вот он, красавец. Единственный в Гонконге пловец. Ледяное плавание, конечно, не так сильно развито, но я надеюсь, что обязательно... С Александром плыть нельзя. У нас один спортсмен. Больше, к сожалению, регламент соревнований нам не позволяет. Я же не говорю, что на одной дорожке, можно на соседней. В этом году 12 морей и прошел. Каждый обжился в душе. Вон, слышат, 12 морей прошли. И, в общем-то, как раз-таки Александр и заканчивает выступление этой группы спортсменов. Есть финиш у нас, все спортсмены в этой группе выступления. Александр закончил. Александр, вас услышит, друга. Давай. Александр, молодец! Мы тебя поддерживаем! Мы за вас, Саша, мы за вас, равно как и за всех спортсменов, выступающих сегодня, завтра и послезавтра. Вот нас услышали! Ого!
пятикратный участник Мурманской мили сегодня на третьем чемпионате мира и первом кубке Арктики. А чего добился ты? Да, Андрей, готовься. Так, ну тем временем вот я здесь опять даже нахожусь. Так, друзья, что-нибудь... Так, о, к молодым пришел. Ну что вы скажете в поддержку наших спортсменов? Очень классные соревнования. А ты сам-то не хочешь в воду залезть в такую погодку? Нет, только бабушкой плавали. Бабушка плавали? Бабушка там дома. Следующая группа спортсменов готова к старту. Звучит команда от судьи снять верхнюю одежду. Ну что ж, друзья, вот еще одно прямое включение, и у меня здесь Чун Кон Мак, единственный в Гонконге пловец, представитель этого китайского региона. How was that? Oh, congratulations! You was the first. Был первым. Я поздравил вас с победой. How was that? It was alright. I could do faster. So, but yeah. Чун Кон Мак говорит, что нормально, говорит, я бы мог и быстрее, конечно, сделать. What about Murmansk? Your expectations and your feeling about this city and this championship? I feel really great that I can be here. Compared to big cities like St. Petersburg, I haven't been to Moscow yet, but this place is more down to the roots and more warm people, are more helpful, passionate. Чун Кон Мак говорит, что он очень рад быть здесь, в Мурманске, что он был в Санкт-Петербурге, но здесь, говорит, как-то все как ближе к корням, все как это потеплее и немножко породнее. В общем, ему очень понравилось. И do you compete tomorrow at the distance? 1K, yeah, 1 kilometer. 1K, yeah. Yes. Он будет соревноваться завтра. And what is your expectations of this distance? I want to do my personal best time. My coach told me I could do under 15 minutes, but last month I did 16 and 2 seconds. But anyway, I want to have fun, enjoy the water, and I always tell myself it is really hot. It's 30 degrees like Hawaii, come on. And I'm really training up for it. I have done ice mile last month, 1 mile, and I have done basically, I'm training in Czech Republic actually. I will translate. Чун Кон Мак сказал, что я спросил, будет ли он участвовать завтра в заплыве на 1000 метров. Он сказал, что будет, постарается выплыть из 15 минут, но в прошлом показывал 16 минут результат. И тренер ему сказал, давай, your coach said. My coach, yeah. Yes. My coach was really good in this game. Like he was a bronze in 1K, but he's not here right now. What is his name? Rostislav Vitek. Rostislav Vitek, да, его тренер, он был хорош на этой дистанции и сказал, его сейчас здесь нет, но он сказал, говорит, давай, Чун Кон Мак, ты должен это сделать. Представь, говорит, что это вода Гавайи, что здесь 20 градусов тепла и плыви, плыви, плыви. Okay, congratulations for your winning this heat, Yes. and see you tomorrow at the 1K Thank you so distance. much for filming. Okay. Bye-bye, thank you. Bye, cheers. Ну что, это был Чун Кон Мак, единственный гонконгский, китайский представитель ледяного плавания. Увидимся с ним завтра на дистанции в 1000 метров. Друзья, ну у нас заканчиваются заплывы 200 метров вольным стилем. Сейчас мы будем смотреть на 100-метровку брасом, после чего нас ждут эстафеты 4 по 50. Прямо здесь, на Семеновском озере. Я думаю, что все вы вместе с нами наслаждаетесь этим первым днем нашего 3-го чемпионата по ледяному плаванию. Так здорово, что он здесь у нас, в нашем городе Герое Мурманске. Ну, я возвращаюсь на свою комментаторскую позицию. Увидимся совсем скоро. Сразу готов подарить свои горячие аплодисменты мальчику, который назовет мне название этой композиции. У нас сейчас прям жаркие споры здесь у наших комментаторов СМИ. Позволение сказать, кабинки. Тем временем я отвлекся, а спортсмены подходят к
завершение дистанции. Последний спортсмен на дорожке под номером... Да, друзья, все-таки в студии намного теплее и уютнее, чем на улице. Я представляю, мы стоим еще и в куртках, не представляю, как вот эти вот смелые люди плывут в ледяной воде, температура которой около нуля. Вот посмотрите, как идет спортсмен на 7-й дорожке. Это Дамир Иблиаминов из Татарстана. Ну и это финальный заплыв, который завершен. Чункун Ма, кстати, его время 2 минуты 38 секунд и 58 сотых. Неплохой, очень даже хороший результат. Сложной, опасной дистанции на 1000 метров. И послезавтра мы с вами встретимся здесь, и будем такими же яркими и активными. Ну, кстати, еще появился результат Рори Фицджеральда. Он тоже очень неплохой. 2 минуты 32 секунды 34 сотых. Давайте подведем промежуточные итоги, друзья. Но сразу после ленты партнеров. Завершились, наши спортсмены отдыхают и восстанавливаются. Ну что, давайте подведем небольшие промежуточные итоги. Лучший на дистанции 200 метров вольным стилем, лучший женский результат. Киара Доран из Ирландии, 2 минуты 20 секунд, 65 сотых. Что касается мужчин, приятно это повторять, что лучший результат принадлежит нашему земляку, мурманчанину Владиславу Сапожникову. 2 минуты 11 секунд и 11 сотых. 23-летний Владислав за такое время проплыл 200 метров. Очень хороший результат. Близко к нему даже, честно говоря, никто и не приблизился. Только вот 7 секунд. Эстонский пловец Генри Карма 2 минуты 18 секунд проплыл эту дистанцию. Ну, а все остальные в районе 2:30, 2:20. Вот так вот плыли. Даже вот я смотрю, что результат 2:20, 2:21 у Альберта Сабирова. Ну, а все остальные плыли далеко за 2,5 минуты. Ну что, друзья, давайте сейчас немножко отдохнем. 10 минут у нас перерыв перед 100-метровкой брасом. Нас ждут еще эстафеты 4 по 50. В общем, много всего интересного. Завершаем сегодняшний день. Ну а сейчас давайте вспомним, как это было. 2015 год, город Мурманск, тоже озеро Семеновское, первый чемпионат мира по ледяному плаванию. Прямо здесь. Не скучайте, совсем скоро вернемся с новыми заплывами. Ну а пока давайте Радостный Мурманск встречает гостей морем спортивных знамен. Снега сиянием, мерцанием огней, словно большой стадион. Северный ветер спортсменов бодрит, стуже полярной назло. Ни сверкающим льдам, ни полярным ветрам сердец не подвластно тепло. Сильнее, чем ветер, стремление к победе. Зимнее плаванье старт свой берет, смело выходим на лед. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба, наша спорт, значит идем на рекорд. Северный город овеян теплом,
добрых улыбок друзей. Настежь для спорта распахнут наш дом, сил для борьбы не жалей. Пусть посвящается каждый рекорд миру, любви, доброте. И в спортивной борьбе, в чемпионской судьбе к финишной рвемся черте. Сильнее, чем ветер, стремление к победе. Зимнее плавание старт свой берет, смело выходим на лед. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба наша спорт, значит идем на рекорд. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба наша спорт, значит идем на рекорд. Судьба наша спорт, значит идем на рекорд. Как символ, как знамя, вода, лед и пламя. Наше призвание, судьба наша спорт, значит идем на рекорд.
Ну что, друзья, мы возвращаемся. Друзья, почему так тихо? Это заплывы 100 метров брасом женщины. Дистанцию 100 метров брасом. 100 метров брасом. Вот смотрите, как они идут хорошо. Марион, Франция. На третьей дорожке Хайди Брайс, Великобритания. На четвертой дорожке Виктория Мори, Аргентина. На пятой дорожке Элина Мякинен, Финляндия. На шестой дорожке Лотта Мякинен, Финляндия. На седьмой дорожке Ханна Бакуняк, Польша. 100 meters breaststroke. Ну что, друзья, вот объявили участников очередного заплыва. The third line, Heidi Bryce, Great Britain. The fourth line, Victoria Mori, Argentina. The fifth line, Elina Mäkinen, Finland. The sixth line, Lotta Mäkinen, Finland. The seventh line, Hanna Bacuniak, Poland. Итак, друзья, очень хорошее представительство. Франция, Великобритания, Финляндия и Польша. 100-метровка брасом, короткая вода, 4 раза. Туда-обратно надо проплыть. И уже девушки уже на финиш. Даже не успел ничего рассказать о них. Рассказать ей, что это, кстати, знаменитые Ice Twins, ледяные близняшки, сестры Эль Лотта из Финляндии. Вот они, вот на ваших экранах. Все уже, финиш. Финиш. Пятая и шестая дорожка. На пятой дорожке это Элина Мякинен. Вот она сейчас как раз выходит из воды. Ее сестра тоже на шестой дорожке. Лотта Мякинен тоже закончила дистанцию. Ну, в общем, вот так вот. Очень скоротечно. Очень все быстренько. Закончили, выходят из воды, мы встречаем их громкими аплодисментами. Честно говоря, даже не знаю, как сейчас будем следить за результатами, потому что все очень скоротечно. Насколько быстро мне смогут приносить от судейской коллегии результаты заплывов. 6 у нас ждет женских заплывов. 4-7-8. Ну и мужских заплывов какое-то вообще гигантское количество, аж 13 штук. Ничего себе. Ну, тем интереснее будет смотреть. Это все-таки короткая вода. 100 метров брасом. Интересный стиль плавания. Вот, смотрите, вот машет финским флажком, фотографируется. Да, действительно, друзья, нет, не просто состязание, это еще и встреча друзей. Это праздник, праздничная атмосфера. Ну и хорошее настроение. О, смотрите, еще и солнышко выглянуло. Ничего себе, радует нас сегодня, конечно, погода. Ветрено, да, но нет снега. Температура воздуха минус 2, минус 4. Вот сейчас даже показывает минус 1. Ну, а это уже второй заплыв. Нам показывают картинку Джейми Монахан, Оксана Белецкая, Наталья Усачева, Никола Капецка и Мешкова Ольга. Некоторых вы уже видели в соревнованиях на 200 метрах. Ну, вот сейчас вот короткая вода, 100-метровка брасом. Сейчас они как
ухнут, да как поплывут, всего лишь 4 раза туда-обратно по 25 метров. Это длина нашего бассейна, олимпийский бассейн для чемпионата мира по ледяному плаванию, который проходит в Мурманске. Старт. На первой дорожке Джейми Монахан, США. На второй дорожке Оксана Белецкая, Россия, Владивосток. На третьей дорожке Наталья Усачева, Россия, Красноярск. На пятой дорожке Никола Капецка, Чехия. На шестой дорожке Ольга Мешкова, Россия, Мурманск. Ну, как вы слышали, есть представительница Мурманска здесь, в этом заплыве. Это Ольга Мешкова, дорожка под номером 6. Ну и представительство у него, кстати, на самом деле очень и очень серьезные соперники. Самая молодая участница заплыва — это Никола Копецка из Чехии, 18 лет. И поддержим девушек, потому что уже три отрезка, 3 бассейна они преодолели, остался один. И какая борьба, друзья, на ваших глазах между второй и шестой дорожкой. Их отделяет буквально несколько метров, надо поддержать. Да, очень скоротечная дистанция, и, конечно же, здесь надо показать очень быстро все, на что ты способен, чтобы прийти к финишу раньше остальных. Хотят сказать нам, слова благодарности, откуда приехали? Сахалина к нам приехали. Вот на второй дорожке Оксана Белецкая закончила дистанцию. Вот сейчас на ваших экранах Ольга Мешкова, мурманчанка, представительница Мурманска, тоже закончила дистанцию. Ну и доплывают остальные оставшиеся спортсменки. Так, а тем самым у нас все. Команда главного судьи, что дистанция завершена. А это значит, что и еще один заплыв позади. Спасибо большое. Друзья, вы также можете оставлять свои комментарии в трансляции. Будем их озвучивать в трансляции на Ютубе. У нас вообще-то снег тает, сказали нам друзья из Сахалина. Сейчас можно пробежаться по комментариям. Оставляют как российские пользователи Ютуба, так и иностранные. Вот пишет: привет из Тюмени. Смотрим из города Лиски, все отлично. Болеют за Романа Каркачева. Ну и пишут тут еще: браво, Марион. Иза Тараканова тоже оставила интересный комментарий. Мужчин я еще пойму, но девушки просто герои. Да, согласен с вами, девушки, конечно, у нас герои, потому что так вот в ледяной воде поплавать это не каждый решится. Вот зрители пришли, которые, смотрите, с детьми, прямо здесь пританцовывает немножко. Погода классная, солнышко вышло здесь и светит на спокойную гладь Семеновского озера. Это 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Проходит он в Мурманске. Идет подготовка к следующему заплыву. 100-метровка брасом. Друзья, у нас сейчас проходит 2 заплыва позади. А тем временем у нас есть результаты первого заплыва. Озвучу их чуть позже.
Итак, очередной заплыв. Прекрасные девушки 100 метров. И они выходят к старту. Ну что, да, третий заплыв. Девушки 100 метров брасом. Первый день чемпионата мира по ледяному плаванию. Итак, команда в воду. На шестой дорожке, кстати, представительница Мурманска Анна Королько. Посмотрим, как выступит сейчас наша землячка. Вот они приготовились. 5 спортсменок и дан-старт, друзья. Дан-старт. На дистанции у нас Александра Беднарик на дорожке номер 2. Соколова Ольга 4-я. Анна Королько. Елена Афонина, Россия, Москва. На 4-й дорожке Ольга Соколова, Россия, Ульяновск. Так, небольшое расхождение в информацию, но обязательно выясним, кто же на второй дорожке у нас плывет. Анна Королько на 6-й, Наталья Гнутова на 7-й. Наталья Гнутова, Россия, Зея. А где поддержка болельщиков? Вот уже возвращаются обратно после первого полтинника наши девчонки. Идут очень хорошо. Смотрите, какой стиль брас, очень красиво. И это у нас 7-я дорожка. Наталья Гнутова. The fifth line, Olga Popova, the Russian Federation. The sixth line. Ну, если вы слышите комментарии, вот переводят, читает следующий заплыв девушка. Все правильно, друзья. У нас идет еще пока третий заплыв. Любовь Гелязова, Ольга Соколова, Анна Королько, Гнутова Наталья. Вот он финиш. Дорожка под номером 2. Здесь у нас как раз непонятно кто. Ну, вроде как это Александра Беднарик из... Да. Ну, а тем временем давайте озвучим результаты первого заплыва. 100-метровка брасом среди девушек. Лучшее время минута 24:59 показала Жофли Марион из Франции. Минута 24:59. Всего 4 отрезка по 25 метров необходимо преодолеть спортсменкам. После этого у нас закрывается, как вы понимаете. И, в общем-то, спортсменки выходят на финишную прямую и практически одна спортсменка по дорожке под номером 6. Ну, как раз пришел информация по второму заплыву. Итак, самой лучшей была Беляева Оксана. Очень хорошая. Минута 29. Закончился заплыв, друзья. Ваши аплодисменты спортсменкам. И я уже вижу следующих участниц на линии старта, готовящихся к заплыву. Ну, пока идет подготовка к следующему заплыву. Давайте небольшие промежуточные итоги подведем. 3 заплыва позади. По 2 уже есть информация. Лучшее время пока у Марион Жофли из Франции. 20-летняя спортсменка преодолела дистанцию за минуту 24:59. Оксана Белецкая из России чуть медленнее проплыла. Минута 29:70. Спортсменка из Владивостока тоже хорошо преодолела дистанцию. Ну а сейчас ждем уже 3-й заплыв.
Немножко информации для тех, кто только к нам включился, только подключился, и для тех, кто смотрит. Напомню, друзья, интернет-трансляция была организована все турнирные дни, все дни чемпионата мира. Продлится он до воскресенья, до вечера воскресенья. Так что мы с вами с утра и до вечера. Откладывайте все дела и смотрите наши трансляции. Тем более, что завтра нас ждет очень насыщенный день. Главная, наверное, дистанция для любого спортсмена по ледяному плаванию — это называется 1 километр или 1000 метров вольным стилем. Поплывут завтра его очень много спортсменов, как девушки, так и мужчины. И поплывут суперзвезды плавания. Стоичев, Рэм Баркай и другие звезды. Кристоф Вандраш. Сегодня, к сожалению, ему немножко не повезло. Он сошел с дистанции. 500 метров вольным стилем захлебнулся. Об этом мы говорили с Виталием Поборчем. Ну, а главным судьей соревнований для тех, кто... Ну, а завтра нас ждут еще, так как дистанция будет довольно длительная, 1000 метров, это где-то 15 минут проплывают спортсмены. Будем звать в гости спортсменов. Если вам интересно, пишите в комментариях, кого бы хотелось вам видеть в эфире, с кем бы хотелось вам, чтобы мы пообщались. Пишите в комментариях в нашем канале на YouTube, увидим, обязательно спросим, с кем бы вам хотелось, чтобы мы сделали интервью. Выходят на старт, мы, конечно же, приветствуем, машем, аплодируем, всячески выражаем свои эмоции. Ну что ж, друзья, продолжаем. Это четвертый уже заплыв. Ничего себе. Напишите, зрители трансляции, пишите, звук иногда пропадает, микрофон лагает. Вроде все починили. Напишите, хорошо ли сейчас слышно, чтобы мы понимали. Ну, в общем, четвертый заплыв девушки. 100 метров брасом. На второй дорожке у нас Эльс Уэрпол из Нидерландов. Вот дан старт. Третья дорожка Антонина Жукова, Ульяновск, Россия. Ольга Попова из Мурманска, дорожка номер 5. Валентина Пензан, Россия, из Мончегорска. Ермилова Нина, Российская Федерация, Московской области, эстонка Мэр Ванси. Россия, Мурманск. На 6-й дорожке Валентина Пензан, Россия, Мончегорск. На 7-й дорожке Нина Ермилова, Россия, Московская область. 8-й дорожке Мерле Ванси, Эстония. Ну что, короткая дистанция, видите, да, что убрали таблички с красными цифрами, считать не надо, да, обратно. Valentina Penzan, the Russian Federation, Monchegorsk. The 7th line, Nina Ermilova, the Russian Federation, the Moscow region. The 8th line, Merle Vansi, Estonia. Отлично идут девушки. Ну что, друзья, буквально короткое наше включение обусловлено тем, что дистанция очень короткая. Не вижу болельщиков, перестал я вас освещать после... Отдохнули немножко, да? Не надо переставать ощущать. Даже практически здесь всегда. Давно Вани не было у нас на трибунах, никому не приставал. А я же к нашему фан-сектору опять подойду. Здесь крики не умолкают, я могу сказать. Вот, смотри, я пришел и сразу кричат. Видишь, за кто я болею? Эстония, ура! Я говорю, наши мурманские болельщики болеют за всех спортсменов, но Эстония, ура, это сильно! Ура, Эстония! Что ж я могу
сказать, ура, ура! О, ура, поддерживают! Наконец-то фразу про горячие аплодисменты произнес не я, друзья. Я рад, что мы с вами так хорошо понимаем друг друга. Ну что, подходит к концу 4-й заплыв. Осталось немножко до конца заплыва. Доплывает последняя участница. Ну, а я напомню, друзья, что после нас ждут эстафеты 4 по 50 метров. Вот это будет действительно зрелищно. 4 по 50, 200-метровка. Ну, а сейчас 100 метров брасом. Девушки, они плывут уже, по-моему, остался последний заплыв женский. И потом нас ждут, ага, 5-й и 6-й. Еще 2 заплыва. Давайте, давайте, давайте. Надо доплыть. Надо обязательно. Надо. Это Нина Ермилова, ей 75 лет. 75 лет, посмотрите, целый человек заканчивает дистанцию. Что-то говорит, видимо, подбадривает себя, чтобы закончить дистанцию. Молодец, молодец. Нина Ермилова, Московская область, 70. Вы молодец. Секунду, я тебе расскажу. Нина Ермилова, дорожки под номером 7. Скажите, пожалуйста, Нина, она вас слышит? Ниночка, поздравляю вас с заплывом. Все осталось на вас добро. Спасибо большое. Главное, что дошли до финиша, да? Да, есть у нас тем временем финиш. Вода пока пустая. Мы готовы встречать следующих спортсменов на дистанции 100 метров брас. И, собственно, даже не готовимся. В данный момент уже встречаем следующих спортсменов, которых я уже вижу на линии старта. Звучит команда снять верхнюю одежду. Звучит команда в воду. Старт. На первой дорожке Дейдре Кинг, Ирландия. На второй дорожке Ева Халама, Австрия. На третьей дорожке Пегги Хеннинг, Германия. На четвертой дорожке Наталья Серая, Россия, Москва. На пятой дорожке Елена Галиулина, Россия, Новгородская область. На шестой дорожке Татьяна Кожина, Россия, Мончегорск. На седьмой дорожке Кэтрин Рунге, Германия. Уважаемые зрители трансляции, пытаемся сейчас настроить звук, вернуть все как было, чтобы все было хорошо. Так что какое-то время могут быть проблемы со звуком, но вот сейчас пытаемся совсем разобраться и сделать так, чтобы все было комфортно. Сейчас у нас идет 5-й заплыв. 5-й заплыв среди девушек на дистанции 100 метров брасом. Дейдре Кинг, Ева Халама, Пегги Хеннинг, Наталья Серая, Елена Галиулина, Татьяна
Кожина, Кэтрин Рунге из Германии и Елена Иванова. Они сражаются в очень скоротечной дистанции, на дистанции 100 метров браса. Ну и кто же будет, узнаем совсем скоро, кто же будет победителем. Ну, а я пока расскажу о том, кто победил в третьем заплыве. На второй дорожке действительно была Александра Беднарик. Она же стала лучшей. Минута 24:05. Ее результат. Ну, я напомню, что всю информацию, все результаты вообще всех заплывов вы можете найти на нашем сайте murmanskice-swimming.ru. Ну, вроде как сейчас пишут, что звук подстроен, даже стало погромче. Спасибо, мы пытаемся сделать все хорошо. Если все получилось, пишите в комментариях. Все-таки трансляцию делаем для вас, поэтому, чтобы все у вас было ровно. Итак, друзья, немножко с этими техническими вопросами мы пропустили заплыв под номером 4 и заплыв под номером 5. Вот такое вот фото на память. Конечно, надо оставить в памяти все моменты, которые были здесь, в Мурманске, на третьем чемпионате мира по ледяному плаванию. Результаты. Четвертый заплыв. Девушки, 100 метров брасом. Лучшее время у Мерле Ванси из Эстонии. Минута 36:57. Неплохо наши девушки идут. Совсем скоро будут результаты и пятого заплыва, который здесь был. Ну а тем временем готовится уже шестой заплыв. Звучит команда в воду. Команда в воду. И вот у нас участницы опускаются в воду. И так, Короткина Любовь, Барбара Хернандес и Саманта Уэлптон из Южной Африки, Чили и России начали состязаться на короткой воде. Россия, Нижний Новгород. По пятой дорожке Барбара Хернандес, Чили. По шестой дорожке Саманта Уэлптон, ЮАР. Ну и вот сразу Барбара Хернандес вышла вперед и очень уверенно продолжает этот заплыв, продолжает лидировать. Ее догоняет спортсменка из Нижнего Новгорода, но уходит в отрыв спортсменка из Чили. Ей, кстати, 34 года. Так, ну я вновь, Андрей, тебя перебиваю, потому что у нас здесь участники приходят сюда греться. И давай, я слушаю тебя. Так, ну как рассказывайте, как водичка, я у всех спрашиваю. Итак, второй полтинник, последний, вот она идет, спортсменка из Чили, это Барбара Хернандес. Смотрите, какое стремление. Дорожка под номером 6, и неплохой результат, минута 0:09 и финальные 25 метров. Давай, Барбара, мы за тебя болеем. Пока у нас лучший результат принадлежит спортсменке из третьего заплыва. Это Александра Беднарик, минута 24:05, чуть-чуть на 50, и вот финиш. Вот он финиш, кстати, тоже очень неплохой результат. Узнаем информацию, обязательно озвучу. Ну а второе место у Жофли Марион из Франции, минута 24:59 секунд. Так что вот смотрите, какая, чем короче дистанция, тем яростней борьба идет на всех отрезках. И, конечно же, финальное время. Ну а в этом заплыве победила Барбара Хернандес. Официальное время совсем скоро узнаем, ну где-то минутки полторы. Итак, все, друзья, все, это все заплывы на 100 метров среди женщин. Ждем мужчин. А это целых 13 заплывов у нас будет, очень интересные. Ну вот доплывает сейчас участница на четвертой дорожке. Это Любовь Короткина из Нижнего Новгорода.
Друзья, тем временем, пока мы с вами немножечко пообщались, пока шло представление спортсменам, дистанция, в общем-то, и завершилась. Таковы реалии короткой воды. Я думаю, что эта динамика имеет... А вот пришли результаты и 5-го заплыва. Очень оперативно, спасибо. И лучшее время показала Дейдра Кинг. Минута 44. Дейдра Кинг из Ирландии. Минута 44 и 26 сотых. Последний женский заплыв у нас прошел. Слушайте, сколько у нас сегодня счастливых, улыбающихся людей с фотоаппаратами, с телефонами, все фоткаются с мишками. Да, где еще можно увидеть людей в купальниках на льду? Конечно же, на чемпионате мира по ледяному плаванию, да еще и фоткающихся с белыми мишками. Это возможно только вот на таких мероприятиях. Люди в куртках, люди в купальниках, все в одном месте, все улыбаются. Это 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию в Мурманске, на озере Семеновское. Температура воды где-то 1,5 градуса, а температура воздуха -2, -4. Ну, сейчас показывает -1. Температура хорошая, комфортная. Единственное, что ветер. Даже солнышко вот нас немножко радует, выглядывает из-за тучек. Да, ну а фотосессия с мишками тем временем продолжается. И вот на старт выходят мужчины. 100 метров брасом. Мужчины. 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. У нас первый день. Заканчиваем заплывами на короткой воде. Вот уже готовится к старту. Звучит команда снять верхнюю одежду. Звучит команда в воду. Подождите, говорит еще один спортсмен. Опоздал немножко на старт. Спортсмен на второй дорожке. Это Михаил Перл из Польши. И Иван Казаков из Южно-Сахалинска. Польша. Иван Казаков, Россия, Южно-Сахалинск. Всего 2 участника на соседних дорожках, тем интереснее будет наблюдать. Такая мини-дуэль у нас. Ну и побеждает пока в ней Михаил Перл из Польши. Короткая дистанция. Первый полтинник уже позади. Михаил Перл отлично себя показывает. Смотрите, мощно идет, конечно. Ну и сейчас финальные 25 метров. Ждут спортсмены Польши. Уверенно, очень смелый, очень быстро он двигается. Я так понимаю, что лидер у нас наметился очевидный. Есть финиш на второй дорожке, пока у нас... Финиш, ну вот так вот, скоротечные. Перл просто не оставил шансов своему сопернику из России, из Южно-Сахалинска, Иван Казаков. Да, сколько же интересно у него результатов. Мощно проплыл. Итак, еще немножко информации. Минута 32 секунды и 35 сотых. Саманта Уэлптон у нас, оказывается, пришла к финишу. А Барбара Хернандес была чуть-чуть помедленными. 26 сотых. Ну что, пока готовится очередной мужской заплыв, давайте подведем итоги у 100-метровки среди женщин. Ну вот здесь вот 2 явных лидера. Это Александра Беднарик и Жофли Марион. Минута 24:59 у Марион и минута 24:05 у Александры Беднарик. Она же является, кстати, и лидером. Ну а третье время у Оксаны Белецкой из Владивостока, Российская Федерация, минута 29:70. Да, все верно. В любом случае, мы
спортсменов, которые дистанцию закончили, громкими аплодисментами и, соответственно, готовимся встречать мужчин на дистанцию. Друзья, небольшая техническая информация. Сейчас перенастроим трансляцию. Картинка со звуком может прерваться. Ничего страшного, не отключайтесь. Сделаем сейчас все, чтобы мы звучали и вещали хорошо и красиво. За несколькими мы будем наблюдать за одним спортсменом. Пока шло объявление. Он преодолел дистанцию в 25 и уже, соответственно, 50 метров заканчивает второй отрезок. Андрей, да. можно включиться? У нас здесь спортсмен. Только что вот пришел с дистанции. Здравствуй. Ну, твои ощущения? Ну, я приехал с Сахалина. И вот сейчас сижу в этой жаркой ванне и понимаю, что вот ради этого стоило сутки сюда на самолетах лететь, чтобы вот только залезть в такую вот штуку и с девчонками пообщаться. Так что спасибо, Мурманск. Приедем еще. Спасибо большое, спасибо. Вот. Ну что, мы вернулись. Мы снова в эфире, и можно уже озвучить итоги первого мужского заплыва. Михал Перл, минута 14 и 40 сотых понадобилось этому спортсмену из Польши, чтобы проплыть 100-метровку брасом. Ну а тем временем у нас спортсмен из Австрии, 44 года, Йоханнес Капеллер. Он проходит дистанцию 1, уже даже прошел. Вот и все, так вот скоротечно, в гордом одиночестве закончил. Но это не значит, что он обогнал всех, просто выступал один в этом заплыве. Благополучно закончился очередной заплыв. Естественно, мы ожидаем участников следующего. Все еще плывем 100 метров брасом. Настала очередь мужчин выполнять, покорять эту ледяную дистанцию. Ну что, мы продолжаем следить за мужскими заплывами на 100 метров брасом. Сменились немножко у нас болельщики, насколько я могу видеть, кто-то немножечко пошел погреться для всех. Два заплыва позади. Михал Перл победил в первом, во втором Йоханнес Капеллер. Ну, собственно говоря, он был единственным, кто плыл в этом заплыве. Сейчас ждем третий заплыв. Поздравляют Марион Жофле. Сообщение на французском языке написано, к сожалению, не владею, но вроде как поздравляют ее. Поздравляем и мы, Марион Жофле. Да, действительно, она показала очень хорошее время на дистанции 100 метров брасом, но чуть-чуть она была медленнее, чем Александра Беднарек. Но тоже отличный результат. Да, также Кэрен Кроуфорд пишет «Great swim, Olive». Тоже поздравляет с отличным проплывом спортсмена. Ну а вот наши знаменитые мишки, бельки веселятся, резвятся и веселят публику, пока
в перерыве между заплывами. А вот и Мишка, а вот и Мишка. Да, настроение хорошее, погода замечательная у нас сегодня в Мурманске. Третий чемпионат мира по ледяному плаванию. Первый день уже так подходит к концу. Нам осталось посмотреть... Ну, что значит осталось? На самом деле много всяких заплывов. Нас ждут еще 10 мужских заплывов. Ничего себе, 10 мужских заплывов брасом. И эстафета 4 по 50. Ну, сейчас небольшая пауза перед следующим заплывом. Давайте пока о результатах поговорим. Йоханнес Капеллер проплыл дистанцию минуту 46. 58 сотых ему потребовалось на это. Ну, а сейчас ждем очередных спортсменов. Пишут, кстати, нам из Испании, пишут на нашей YouTube-трансляции. Запрещено, там действуют свои правила, поэтому и эстафета будет проходить не совсем в классическом понимании эстафеты по плаванию. Она будет выглядеть несколько по-другому, в чем мы с вами воочию убедимся. Ну вот, спортсмены появляются на стартовой площадке у кромки льда, и они уже готовы к очередному заплыву. Звучит команда снять верхнюю одежду. 4 спортсмена примут участие в этом заплыве. Звучит команда в воду. На пятой дорожке Александр Брылин, знаменитый спортсмен из Благовещенска. Мужчины ушли на дистанцию по первой дорожке. Владимир Титов, Россия, Мурманск. По второй дорожке Федерико Миот, Италия. По третьей дорожке Александр Рожков, Россия, Мурманск. По пятой дорожке Александр Брылин, Россия, Благовещенск. Ну, друзья, вы слышали объявление, да, 2 спортсмена из Мурманска, Владимир Титов и Александр Рожков, 1 представитель Италии, Федерико Миот и, конечно же, знаменитейший Александр Брылин. Переплывал Берингов пролив этот человек. Кстати, он сегодня и на церемонии открытия проплыл символические 25 метров с 2 флагами. Alexander Brylin, Russian Federation. Ну что ж, друзья, 100 метров брасом, довольно скоротечная дистанция. Вот уже заканчивается минута времени, как спортсмены шли на дистанцию. И, конечно же, уже скоро будет финиш, финальная часть. Последние 25 метров. У нас тут даже погодочка немножко подуспокоилась, ветерок дует уже не так. Подотстал у нас. Поэтому я думаю, что мы все подогрелись, я думаю, что все уже сходили. Александр Рожков, который идет на 3-й дорожке, ну а лидирует, я насколько понимаю, как раз Александр Брылин. Вот он финиш. Да, хорошо идет, хорошо. Давай, Саша, давай. 5-я дорожка Александр Брылин, Благовещенск. Первое время показывает, ну и вот практически одновременно, да, итальянец и наш Владимир Титов финиширует практически одновременно. Да, ну все, друзья, вот еще один заплыв. Победил в нем
Александр Брылин из Благовещенска. Абсолютно буднично мужчины выходят, как будто действительно просто искупались в тепленьком бассейне, несмотря на то, что вода 0 градусов в Семеновском озере, 0, друзья, вода. У нас вода фактически с температурой воздуха. Вот Виталий Поборчий на ваших экранах. Главный судья благодарит спортсменов за отличный заплыв. А может, просто здоровается. Смотрите, какой домашний халатик у спортсменов. Частичку дома привезли с собой они в Мурманск. Конечно же, приятно. Как-то напоминает немножко о доме, наверное. Мужчины, готовящиеся к следующему заплыву на 100 метров. Вот они выходят, сейчас их увидите и вы. Спортсмены готовятся на линии старта. Очередной заплыв. Еще несколько спортсменов идут на дистанцию. Звучит команда снять верхнюю одежду. 5 спортсменов сейчас заходят в воду. На старте Евгений Тормозов из Мурманска. 4-я дорожка. 5-я дорожка. Еще один мурманский спортсмен Валерий Винниченко. Североморец Роман Кобелев. Поехали. Дорожка под номером 6. Олег Нагуш из Ведяева. И Пэдди Бонд из Ирландии на дорожке номер 8. Тем интереснее, как выступят спортсмены. Вперед уже вырвался Евгений Тормозов. Он, в принципе, уверенно идет по дистанции. Обязательно надо коснуться руками. Вы видите, как спортсмены касаются бортика руками. Если бортика касания не было, то не засчитывается попытка, потому что обязательно, судьи за этим следят, обязательно надо коснуться бортика. Ну и смотрите, как хорошо идет, да, Евгений Тормозов отлично, просто отлично скорость взял. А это спортсмен из Ирландии, это Пэдди Бонд. Финальный полтинник, насколько я понимаю, ждет нас впереди. Вот он, смотрите, как какая-то акула, да, разрезает воду и врезается в эту ледяную гладь Семеновского озера. Это Пэдди Бонд, ирландский пловец. И вот он уже идет на финиш. Смотрите, как он вырвался вперед, а наш спортсмен Евгений Тормозов немножко подустал, отпустил очень сильно Пэдди Бонда, и Пэдди Бонд уверенно, смотрите, как очень уверенно финиширует 100 метров брасом. И вот он финиш. Да, не ожидали, конечно, мы такого. Мы думали, что Евгений Тормозов зафиналит на первом месте, но Пэдди Бонд как-то так начал немножко за лидерами, а потом в лидеры вырвался и очень уверенно, на опыте, я бы даже сказал, очень уверенно заканчивает эту дистанцию. Второй результат у нас у Евгения Тормозова, ну и 6-я, 7-я дорожка. Спортсмены из Североморска и Ведяева заканчивают дистанцию. Касанием тачпада прямо сейчас этот заплыв совершит. Есть финиш, аплодисменты участникам, которые закончили заплыв. Участники отправляются на восстановление. Мы встречаем следующих. Пока еще я их не вижу, но думаю, что в скором времени они появятся. Еще немножко информации. Минута 41 секунда и 18 сотых. С таким временем закончил
дистанцию Александр Брылин, спортсмен из Благовещенска. Этот заплыв выиграл Пэдди Бонд из Ирландии. Чуть позже узнаем его время. Ну а пока самым быстрым среди мужчин с результатом минута. И это всего лишь 4 отрезка. Ну и, конечно же, уважаемые друзья, если вы немножечко замерзли, то можете прийти домой, включить компьютер. С результатом минута 14 был Михал Перл. Очень быстро он прошел дистанцию. Минута 14 и 40 сотых. Минута 14 очень хороший результат у Михала Перла. Ну, близко к нему даже никто вообще не смог подобраться, потому что лучший результат минута 32 секунды и 35 сотых у... Это я девушка посмотрел. Прошу прощения. Так, сейчас озвучу, кто у нас на втором месте. Ну и, конечно же, друзья, не забываем все фотографировать, снимать, выкладывать в социальные сети, снабжать необходимыми хэштегами. И не забываем, что по окончании дня, конечно же, состоится торжественное награждение. Ну а тем временем чуть погромче музыку, немножко пританцуем. И как раз вот прямо здесь и прямо сейчас спортсмены. Их можно поприветствовать, и мы ждем следующего старта. Ну что, друзья, готовится следующий старт. Готов озвучить вам актуальную информацию о заплывах мужчин 100 метров брасом. Мы уже посмотрели 4 заплыва. Ага, начался уже 5-й заплыв. Давайте следить за перипетиями этого заплыва. О результатах расскажу чуть позже. Опаздывайте, спортсмен на 8-й дорожке. Это Шон Кочалк из Южной Африки. Сейчас он спускается в воду. В принципе, все спортсмены на старте. На первой дорожке Денис Акулов, Россия, Владивосток. На второй дорожке Сергей Горбаченко, Россия, Красноярск. Смотрите, как Денис Акулов на первой дорожке очень хорошо взял отрыв. На него наплывает Давадори Шагдар-Сюрен из Монголии, из Улан-Батора. Приехал человек на церемонию открытия. Он был в такой большой меховой шапке. Ну а сейчас шапка ему не нужна. Плавательная шапочка. Вот что надо этому человеку. И хорошо он идет. Посмотрите, 3-я дорожка. Ну пока Денис Акулов лидирует. Ему 48 лет. Он представляет Владивосток, Российская Федерация. Ну а Давадори Шагдар-Сюрен, Монголия, тоже очень неплохо идет. Так, ну что-то на 8-й дорожке спортсмен прогулочным каким-то стилем плывет. 49-летний Шон Кочалк из Южной Африки. Но финальный 25 метров. Денис Акулов дожал своего визави. Монгольский пловец немножечко подустал, это видно. Ну а Денис Акулов уверенно прошел всю дистанцию и сейчас также уверенно финиширует. Посмотрите, вот он, вот. Кстати, тоже очень хороший результат. Судя по тайму, минута 21 секунда, но давайте дождемся все-таки официальной информации. И это будет, кстати, второй результат, который очень хороший. У нас все мужчины... Только вот единственный Михал Перл выплыл из минуты 30. Все остальные, конечно, были похуже. Минута 46, минута 41. Интересно, как проплыл Пэдди Бонд. Еще пока нет информации. Ну и Денис Акулов. Денис Акулов очень хорошее время показал. Совсем скоро. Сколько у него минут и секунд. Ну а нам с вами, друзья, расслабляться совершенно некогда. У нас ответственная задача стоит перед нами, поставленная нам нужно яркими, громкими мыслями. Никогда ни на секунду про это мы не должны забывать.
Потому что особенно спортсмены, которые будут браться, я думаю, что они гораздо лучше, чем спортсмены в вольном стиле, слышат нас, чувствуют нашу поддержку. Пэдди Бонд, минута 43 и 40 сотых. Вот с таким результатом закончил он дистанцию. Тоже не выплыл из минут 30. Улыбается спортсмен из ЮАР, да, в такой симпатичной шапочке, с гербом Мурманска, с символикой Международной ассоциации по ледяному плаванию. Он все понимает, для него это уже победа. Заканчивает дистанцию Шон Кочалк из Южной Африки. Нас с вами осталось уже не так много, как было изначально, как было после церемонии открытия, но тем временем мы не должны, тем не менее, мы не должны потерять ни грамма в нашей поддержке, ни децибела в наших криках. Вот в красной куртке стоит Рэм Баркай, он ледяного плавания в красной куртке, ледяного плавания в ЮАР, ну и вообще он очень хорошо помог вот развитию движения в Мурманске, вот, отвечает за международную составляющую всех спортсменов. Конечно же, он курирует, можно сказать, всех иностранных спортсменов и все иностранные делегации. Как отсюда я вижу, спортсмены у нас в бочках наших теплых. Там уже достаточное количество людей сейчас находится на восстановлении, получают удовольствие после тяжелых. А вот и эти знаменитые бочки. Вот посмотрите, как улыбаются спортсмены. Конечно же, там тепло. Вот они сидят, расслабляются, общаются, как в смотрите, как в сауне. Ничего себе у них. Ну а что, отплавали, отработали. Сейчас можно немножечко и подрасслабиться. Тем более, если на сегодня заплыва больше нет. А вот, кстати, смотрите, вот он, монгольский спортсмен. Это Давадори Шагдар Сюрен. Он в шапке ходит даже тогда, когда сразу как закончил заплыв, сразу одел шапочку и сразу пошел греться. Греться, конечно. Если кто-то из вас не знал, друзья, прямо сейчас с мобильного телефона можно зайти на сайт третьего чемпионата мира, и помимо YouTube-трансляции можно еще посмотреть соответствующие хэштеги чемпионата, которые там присутствуют. Я предлагаю вам прямо сейчас заняться фотографией. Можно фотографировать себя на фоне спортсменов, на фоне замечательной воды, на фоне символов чемпионата мира. Все это дело снабдить хэштегом и выложить в одну из известных социальных сетей. Я думаю, что там мы все это посмотрим, там вы посмотрите друг на друга, увидите себя. Ну что, друзей, тем временем осталось у нас 10 заплывов. Нет, вру. Нет, конечно же, меньше. 8 заплывов у нас осталось. Еще спортсмены хотят показать себя на дистанции 100 метров брасом. Ну а на сладенькое, на финалочку сегодняшнего дня мы оставили для вас эстафету 4 по 50. Интересно даже посмотреть, как это будет выглядеть. Давайте пока немножко подведем итоги заплывов. Кстати, девушки, что удивительно, показали даже лучшее время, чем мужчины, потому что практически все девушки выплыли из минуты 30. Ну вот я смотрю результаты. Жофли Марион, минута 24:59. Оксана Белецкая, минута 29:70. Александра Беднарек, минута 24:05. Ван Симерле, минута 36:52. Ну и вот единственный, который такой далекий от минуты 30, это минута 44:26. Дейдра Кинг из Ирландии показала вот такой результат. Ну и Саманта Уэлптон тоже проплыла за минуту 32. Ну, а среди мужчин только Михал Перл, получается, минута 14:40 выплыл из минуты, из полутора минут, потому что и Йоханнес Капеллер, минута 46:68, и Александр Брылин, минута 41:18, и Пэдди Бонд, минута 43:46 были намного медленнее.
Ну, сейчас тоже появится информация о Денисе Акулове, насколько же он был быстр. По ощущениям, он выплыл из минуты 30, ну или где-то был очень-очень близко. Так, видите, все-таки ледяное плавание спорт такой, где невозможно с точностью определенно сказать, кто же быстрее, да, на дистанции мужчины или женщины. Вот сами эти результаты говорят о том, что да, одна и та же дистанция, но девушки, получается, стабильно быстрее, чем мужчины были. Еще немного, пока у нас выдалось время, пока на горизонте я, правда, уже заметил спортсменов, но тем не менее еще одна маленькая революция, о которой я ранее не говорил. Да, прошу прощения, поправляет мне, говорит, что ирландец Падди, да, прошу прощения, да, совершенно тут оговорился, так что, конечно же, Падди Бонд. Это не просто так, этот бассейн можно считать олимпийским, потому что он подходит под все критерии олимпийского бассейна. За кого он еще пока не был признан, но я думаю, что у нас все впереди, когда-нибудь это случится. Но тем не менее уже можно с уверенностью говорить, что спортсмены выступают в бассейне, который отвечает олимпийским стандартам. Я считаю, что это дорого стоит. Друзья, наше ожидание подошло к своему завершению. Спортсмены выходят в старт. Давайте мы встретим бурные аплодисменты в урманчане. Спортсмены на старте. Ну что ж, все готово к очередному заплыву. Первый день чемпионата мира по ледяному плаванию. Третий он уже проводится второй раз в Мурманске. Заплыв 100 метров брасом. Звучит команда снять верхнюю одежду. И у нас 4 участника. Это Игорь Медяник на первой дорожке, Лешек Нажемец из Польши, Александр Спинул из Мурманска и Игорь Лизагуб из Благовещенска. Вот они сейчас готовятся войти в воду. Звучит команда в воду. Ну что ж, дан старт, посмотрим, насколько быстрые у нас окажутся спортсмены. Игорь Медяник, Россия, Санкт-Петербург. По второй дорожке Лешек Нажемец, Польша. По третьей дорожке Александр Спинул, Россия, Мурманск. По четвертой дорожке Игорь Лизагуб, Россия, Благовещенск. Ну что, в такой вот дружной группкой лишь немножко оторвался Игорь Медяник из Санкт-Петербурга. Ну вот сейчас, конечно, разрывы вырастут, и они уже растут как синхронно. Шли вот только что два спортсмена из Польши и России, Лешек Нажемец и Александр Спинул. Очень бодро идет спортсмен из России. Это Игорь Медяник, Санкт-Петербург. Практически весь пул спортсменов из России, за исключением одного представителя Польши. Если вам интересен возраст, вот пишут в комментариях, что важно обращать внимание на возраст, то этот заплыв всем примерно одинаково, 45-46, вот 48 лет Игорю Лизагубу. Такой средний возраст, средний для ледяного плавания.
Меня радует, что я наконец начал вас слышать, друзья, это очень... Всю информацию, все результаты можно посмотреть на сайте. Вот закончился очередной заплыв. Второй закончил Лешек Нажемец из Польши. Первый Игорь Медяник. Ну, а все результаты можно посмотреть на нашем сайте murmanskyswimming.ru. Без пробелов, без точек. Ну, здесь точка перед РУ. Вся информация есть на нашем сайте, все результаты по всем заплывам. Там самое быстрое время тоже вы можете найти, поэтому смотрите. Там все очень удобно. Мужчины, вот можно сейчас зайти посмотреть, мужчины 100 метров брасом. Появился ли на сайте результат Дениса Акулова. Да, отличный результат Дениса Акулова. Посмотрите, минута 20:99. По ощущениям, там люди в комментариях писали, что минута 20. Да, действительно, минута 20:99. Отличный результат от Дениса Акулова. Хороший он показал, выплыл из 1,5 минут. Ну вот заканчивается у нас дистанция. Игорь Лизагуб из Благовещенска, так уже в таком прогулочном темпе закончил дистанцию. Отлично, отлично. Еще один заплыв. Ну, настроение хорошее. Для кого-то эта дистанция разминочная. Разминается перед завтрашней 1000 метров. Дистанция для спортсменов важная, показательная, потому что на этой дистанции мобилизуются все силы спортсменов. Ну и на ней как раз можно увидеть, кто как готов. Все это будет завтра, друзья. Целый день мы будем вещать с утра до вечера. Будут заплывы у нас на 1000 метров. Их очень и очень много. Заплывы среди девушек, среди мужчин. Так что подключайтесь. Завтра мы начинаем вещать, если мне не изменяет память, с 8:30 утра. Так что все заплывы здесь на нашей трансляции покажем, расскажем, прокомментируем. Ну вот они, вот смотрите. Зрители наши танцуют, всем весело. Да, конечно, завтра выходные. Ну, для кого-то выходные, а для кого-то и рабочие будни, для наших спортсменов, например. 7-й заплыв. Звучит команда снять верхнюю одежду. Видите, да, что на 4-й дорожке стартует Владимир Туровский. Человек на инвалидной коляске без ног, но это не останавливает его. И он, конечно же, тоже будет преодолевать дистанцию. Посмотрите, какой смелый и какой человек. Не каждый здоровый-то может проплыть такую дистанцию в ледяной воде, ну а он мужественный. Герой. Герой, друзья. Вторая дорожка. Иван Попушенко, Украина, Измаил. Владимир Туровский, Россия, Тюменская область. Игорь Филатов из Тюмени на дорожке номер 5. Алексей Чербаджи из Владивостока. И Алексей Кичуткин, дорожка номер 7, Мурманск. И 8-я дорожка, Дмитрий Александров, Россия, Санкт-Петербург. Ну, а лидеры у нас определились, очень хорошо плывут. Это 5-я и 6-я дорожки. Игорь Филатов и Алексей Чербаджи. Тюмень и Владивосток соревнуются сейчас между собой, кто же у нас заберет победу. Ну и финалочка. Финалочка, друзья. Интересно, выплывут ли они из 1,5 минут. Ну, суть по ощущениям, выплывут. В финале 25 метров преодолевают спортсмены из Тюмени и Владивостока. Но кто же будет первый? Вот он герой. На одних руках, друзья, плывет. Молодец. Покажите лидеров, покажите лидеров. Вот они, вот. Слушайте, отличный результат, ничего себе. Это 6-я дорожка Алексея Чербаджи. Он выплывает даже из минуты 20. Нет, чуть-чуть не хватило. Минута 21. И 5-я дорожка минута 24. Отлично, сразу 2 результата у нас вышли из 1,5 минут. И супер, просто показали. Баджи был чуточку быстрее. 45-летний спортсмен из Владивостока. Ну, у всех возраст примерно одинаковый. 45, ага, нет, 58 лет Алексею Кичуткину. И Ивану Попушенко тоже 57 лет. Возрастные участники.
друзья, обращайтесь. Ну, Алексею Чербаджи 45 лет. Тогда там можно найти что-то очень интересное и забавное. На многих дорожках у нас уже есть финиш. Остались участники на дорожке под номером 2 и под номером 4. Зачет ведется как в индивидуальном зачете, так и по возрастным категориям. Конечно, в каждой возрастной категории есть свой зачет. Ну и еще идет борьба за звание абсолютного чемпиона. Вот он, тюменец. Тюменец. «45-летний Владимир Туровский, друзья, плывет на одних руках. На одних руках. Давай. Мы с тобой». Действительно, надо обладать большой силой воли и мужеством, чтобы на одних руках вот так вот выплыть. Да, смотрите, поддерживают его как зрители, так и технические службы. Все понимают, насколько это сложно. Давай, Владимир, давай. Ну а тем временем подоспели еще одни результаты. Минута 35. Игорь Медяник закончил свое выступление на дистанции 100 метров брасом. Ну же, друзья, мы с вами не имеем никакого права сейчас уставать. У нас впереди еще 1,5 часа заплыва. Мы можем с вами... Вот он, Владимир Туровский, заканчивает свою дистанцию. Может быть, сходить выпить горячего чайку и продолжать возвращаться сюда на трибуну. Человек без ног, плывет на одних руках. Вы сейчас увидите, он приехал сюда на инвалидной коляске, не побоялся. Это достойно наших аплодисментов, которые сейчас звучат, достойно уважения. Очень мужественный человек и действительно герой. Молодец, скандируют трибуны. Ну, это браво. Других слов нет, достойно уважения, похвалы. Если вы говорите, завтра займусь зарядкой, завтра буду заниматься, завтра буду бегать, не надо бегать завтра. Берите пример вот с таких людей. Захотел и прямо сейчас сделал. 100 метров брасом в ледяной воде. Еще один заплыв позади. Победил у нас в нем Алексей Чербаджи из Владивостока. Чуть позже узнаем его время. Ну что, друзья, вы поддали немножко прецедентчиков, музыка звучит чуточку погромче, специально для вас в ожидании следующих спортсменов вместе с нашими талисманами. Давайте немножко потанцуем. Я уже чувствую, что скоро я начну присоединяться к вам, потому что стоять на месте, как-то я начинаю замерзать, а мы этого себе позволить не можем. Поэтому я думаю, что в скором времени я к вам присоединюсь. Тем временем спортсмены идут старт. Ну что ж, те, кто смотрит нашу трансляцию, если услышите жужжание, не пугайтесь, это жужжит у вас не в ушах, как говорила Фрикенбок, а это жужжит. У нас квадрокоптеры летают здесь над нашей палаткой, над нашей комментаторской стойкой, и они пытаются заснять все сверху. Ну а тем временем у нас очередной заплыв. Четыре спортсмена на дистанции. По первой дорожке Гу Чао Джи, Китай. По третьей дорожке
Чегорин Владимир, Россия, Благовещенск. По 4-й дорожке Неупокоев Юрий, Россия, Тюмень. По 8-й дорожке Комаров, Россия, Владивосток. Ну, немножко ошибся у нас комментатор, ведущий на берегу, потому что плывут у нас по первой дорожке Гу Чао-Джи из Китая, Гаяс Ибрагим, Владимир Чегорин на 3-й дорожке, Юрий Неупокоев на 4-й, на 7-й дорожке Чекушкин из Барнаула, он сегодня уже выступал, его многие запомнили. Вот эти 4 человека сражаются на дистанции 100 метров брасом. Ну и вот, смотрите, вот уже. Вот второй полтинник уже преодолевают участники. В лидеры он, я так понимаю, что выбился. Вот, смотрите, спортсмен из Китая, Гу Чао-Джи. Хорошо идет, но чуть-чуть медленнее, чем остальные. Ну а 7-я дорожка, это у нас Олег Чекушкин, 56 лет ему. Приехал он из Барнаула, и вот смотрите, как уверенно заканчивает дистанцию, можно сказать, в свою пользу, потому что он в этом заплыве первый. Ну, чуть-чуть не удалось выплыть ему из минуты 30, из 1,5 минут, но минута 32-33 примерно так он закончил. 3-я дорожка, вот он, спортсмен на 3-й дорожке. Это у нас Владимир Чегорин. По-моему, на моей памяти из заплывов на 100 метров брасом это самый быстрый заплыв. Да, одновременно почти финишировали все спортсмены. Единственное, что вот Олег Чекушкин вырвался вперед и закончил дистанцию раньше, чем остальные. Ну что ж, осталось у нас 4 заплыва 100 метров брасом. Потом переключимся на эстафету. 4 по 50. Очень динамично и зрелищно будет она проходить здесь, в этом же Олимпийском бассейне на берегу Семеновского озера. В общем, много еще интересного нас ждет. Ну а сейчас можно немножко вспомнить о результатах. Минута 24 и 73. Алексей Чербаджи с таким результатом закончил выступление на 100-метровке. Минута 24 и 73 сотых. Алексей Чербаджи, 45-летний спортсмен из Владивостока. Ну а лучшее время на этой дистанции показал Михал Перл из Польши. Минута 14:40. Вот сейчас спортсмен из Китая, вот тоже, конечно, фотографию на память обязательно, все-таки, ага, еще и с флагом, ничего себе, вот оно что. Ну, конечно, надо запомнить все, как в Мурманске, когда еще приедете, да приезжайте на следующий чемпионат мира по ледяному плаванию, надеемся, что он тоже будет проводиться у нас здесь, на льду Семеновского озера. Итак, продолжим по результатам. Минута 14:40. Михал Перл. Замечательный результат, лучший среди и мужчин, и женщин. Минута 20:99. Сергей Горбат. Так, стоп. Денис Акулов. Да, минута 20. Денис Акулов. Минута 24:73. Алексей Чербаджи. На сайте вся информация есть, можете смотреть. murmanskice-swimming.ru. Вся актуальная информация не только о спортивных состязаниях, также есть вся программа подробная, ну и много другой информации, которая, думаю, что будет многим интересно, поклонникам ледяного плавания, ну и просто интересующимся людям, которые включили трансляцию и сейчас смотрят нас. Сегодняшний день подходит к концу. У нас осталось уже не так много. Это эстафета 4 по 50 и несколько заплывов 100-метровка брасом. Ну а вот видите программу на завтрашний день, 17 марта. На послезавтрашний день, 17 марта, воскресенье. Нас ждут вот такие вот интересные заплывы. Полтинник брасом, полтинник баттерфляем и 50 метров вольным стилем. Вот смотрите, сколько пловцов, сколько заплывов у нас будут участвовать. Ну и, конечно, вольным стилем эстафета 4 по 50. 4 по 250, прошу прощения.
вам. Да, к вам направился дрон. Ручки подняли, помахали. Ну а завтра, друзья, целый день у нас заплывы на 1000 метров. 1000 метров дистанция, которая показывает все, на что способны спортсмены, поэтому завтра будет очень много заплывов, и мужчины, и женщины. Заплывы будут отборочные. В каждом заплыве будут победители, ну и по времени уже будут формировать финальный заплыв из 8 человек. Вот, смотрите, 16 марта программа 1000 метров, 1K, как говорят на английском языке, вольный стиль женщины, 5 заплывов, потом перерыв, вольный стиль мужчины, 9 заплывов, ну и финальные заплывы по 8 человек будут состязаться, узнаем, кто же станет чемпионом на этой дистанции. У нас, кстати, очень много чемпионов будут участвовать, которым уже покорялась эта дистанция. Будут чемпионы прошлогоднего, ну как прошлого, он был, получается, в 2015 году, 4 года назад, прошлого чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. Есть чемпионы мира на этой дистанции, которые участвовали в немецком чемпионате в 2017 году, а проводится чемпионат мира по ледяному плаванию раз в 2 года. И вот это 3-й чемпионат, 2 провели мы в Мурманске здесь. И это очень приятно. Очень приятно, что к нам приезжают пловцы со всего света. 33 страны-участницы. Только представьте, вдумайтесь в эту цифру. И более 400 участников. Со всего мира есть суперзвезды. Суперзвезды с мировым именем, которые приехали к нам в Мурманск сюда. Это значит, что площадка, это чемпионат дистанции, который мы здесь подготовили, пользуется спросом, и они в своем графике выбирают время, приезжают именно к нам в Мурманск. Это очень здорово, что простые жители Мурманска, гости могут видеть таких вот звезд мирового ледяного плавания. Ну а тем временем еще подошли подошли результаты. Чекушкин Олег, минута 33:42. Чуть-чуть не удалось ему выплыть из 1,5 минут. Олег Чекушкин. Ну, у нас все готово уже к 10-му заплыву, который вот-вот начнется. Готовимся к встрече мужчин. Ну что, мурманчане, дождались вы наконец-то, спортсмены появляются на дистанции. Я не слышу ваших громких... 3 спортсмена выйдут на дистанцию. Это Владимир Шульган из Республики Беларусь, ему 62 года. Вообще, это будет возрастной такой заплыв, потому что из Перми тоже 62-летний Виктор Попов будет соперничать с Владимиром Шульганом, и Вячеслав Зонов, мурманчанин, 61 год ему, тоже из Мурманска. Вот они сейчас как раз раздеваются. Колоритный очень спортсмен, ничего себе. Какая интересная борода. Это как раз наш мурманчанин Вячеслав Зонов. Звучит команда в воду. 4 спортсмена выходят на старт. Еще не назвал Михаила Назарова из Новгорода. По второй дорожке Владимир Фомин, Россия, Апатиты. По третьей дорожке Василий Тетерин, Россия, Барнаул. По 5-й дорожке Михаил Назаров, Россия, Новгородская область. По 7-й дорожке Вячеслав Зонов, Россия, Мурманск. 100 meters breaststroke. On the second line, Vladimir Fomin, Russian Federation. On the third line, Vasily Teterin, Russian Federation. On the fifth line, Mikhail Nazarov, Russian Federation. On the seventh line, Vyacheslav Zonov, Russian Federation. Ну что ж, друзья, ну что ж, скоротечная у нас дистанция уже. Первая половина позади, уже идут на финиш, на финишную прямую. Последние 50 метров преодолевают спортсмены. Пока лидерство непонятно. Может перейти к любому из спортсменов.
Ну, я имею в виду двух спортсменов, которые вот ушли вперед на второй и третьей дорожке. Это Владимир Фомин и Василий Тетерин. И вот он финиш. Третья дорожка. Василий Тетерин из Барнаула. Дорожка. Заканчивают спортсмены на 5-й и на 7-й. И у нас очень интересный финиш, на самом деле, между двумя спортсменами. Касанием тачпада они должны оповестить о том, что они закончили дистанцию, кто сделает это первым. Вот, если честно, мне своей позиции не видно, но нам с вами пока что это не так важно. Главное, поддерживать, кто сейчас выходит из ледяной воды. Все очень бодренько так проплыли, очень быстро, и сейчас они уступают дистанцию уже другим спортсменам. Ну а быстрее всех был, конечно же, Василий Тетерин, 62 года, из Барнаула. Спортсмен из Барнаула, вообще возрастной такой был заплыв. Вот смотрите, обратите внимание, что сейчас смотрят на результаты. Вот Вячеслав Зонов, наш мурманчанин, смотрит, как же он проплыл. Все результаты появляются сразу же на большом табло. Ну, а вы сможете посмотреть на эти результаты на нашем сайте murmanskiceswimming.ru. Они есть сразу, практически сразу появляются в онлайн-режиме. И там даже есть градация по тому, кто показывает лучшее время. Вот прямо сейчас захожу на сайт, и лучшее время показывает 23-летний Михал Перл из Польши, минута 14:40, ничего себе. Акулов Денис из России, минута 20. И третье место Давадори Шагдар Сюрен, Монголия, минута 33:87. Ну а тем временем все готово к 10-му заплыву. Здесь будут соревноваться 3 спортсмена. Это Марк Лотман, Скотт Лотман и Сергей Корытов. 2 представителя США и 1 мурманчанин. Здесь тоже старшая возрастная категория. 67 лет Скотту Лотману, Марку Лотману 70. Кстати, спортсмены из США. Скотт Лотман, кстати, уже сегодня выступал. Звучит команда в воду. Хорошо показал себя на одном из заплывов. Давайте посмотрим его результат. «500 метров вольным стилем» Скотт Лотман проплыл. 7:42:91. Это 10-е место. На 7-й дорожке Сергей Корытов, Россия, Мурманск. Вот они уже начали дистанцию, и как раз Скотт Лотман вырвался вперед. Ну вот наш мурманчанин, наш Сергей Корытов. Ну а лидерство сразу забрал себе Скотт Лотман, и он уверенно идет по этой дистанции, преодолевая первые 50 метров. Очень-очень неплохо. За 45 секунд, наверное, ему покорится стартовый полтинник. Ну да, смотрите, минут 0:45. Ну и финальный рывочек. Удастся ли попасть в минуту 30 или все-таки не хватит до конца сил идти в таком темпе? Сейчас узнаем, потому что 25 метров он преодолевает очень хорошо. Вот Скотт Лотман на ваших экранах. Смотрите, как идет. Да, член олимпийской команды США, член национальной команды США, обладатель 200-метрового рекорда на дистанции в 200 метров. Но вот сейчас 100 метров брасом. И сейчас хорошо идет, конечно. Ну, единоличное лидерство, друзья. Отличный результат для Скотта Лотмана. И чуть-чуть не выплывает он из 1,5 минут. Но ничего, в заплыве он уберет победу.
Есть касание, есть финиш всех спортсменов, заплыв. Заканчивается ваша блестящая выходит в данный момент из воды. И с нетерпением ждем следующих участников. Ну что, заплыв закончен, и мы ждем следующего заплыва. Это будет уже 11-й заплыв. И нам остается посмотреть всего 3 заплыва. Ну и, конечно же, нас ждут еще соревнования станции 4 по 50. Ну что, друзья, буквально, если моя информация верна, и на сегодняшний момент ничего не изменилось, у нас осталось 3 заплыва на дистанции 100 метров брас, после чего мы с вами перейдем к эстафете. К эстафете 4 по 50 в ледяной. Находимся прямо сейчас в ожидании спортсменов одного из финишных заплывов. Я уже вижу спортсменов. Готовимся встречать, прямо сейчас они появятся уже на наших глазах. Бурные лыжи, поддерживаем каждого, кто уходит и готовится погружаться в воду. Все внимание на бассейн. Звучит команда снять верхнюю одежду. Ну вот. Выключается музыка. Ну вот, друзья, очередной заплыв, 11-й по счету, 100 метров брасом, и готовятся на старт выйти очередные смельчаки. По первой дорожке Роман Каркачев из Санкт-Петербурга, Виктор Пискунов из Севастополя на второй, Ларс Мак, немецкий спортсмен по третьей дорожке, Олег Миролюбов из Мурманска, дорожка номер 5, Александр Фюзо, Франция, дорожка под номером 6, старт дан. И вот они пошли, смотрите-ка, очень хорошо идет у нас Ларс Мак, немецкий спортсмен в розовой шапочке. Смотрите, как очень бодренько начали. И вот он идет. Ларс Мак. Хороший взял темп спортсмен. Ну и смотрите, на технику тоже очень неплохо идет. Ну, я думаю, что это будет хороший результат, если, конечно, хватит сил Ларсу Маку. Первый полтинник. Все. Готов. Ну, не знаю, хватит ли сил, конечно, в таком темпе продолжать, но очень большой отрыв организовал для себя немецкий спортсмен. Ну и продолжает, не останавливается. Ну и финальные 25. Посмотрите, какой отрыв. Практически полбассейна он выигрывает у остальных соперников. Ну и финиш. Ничего себе, хороший результат. Конечно, Михала, он минут 14 не побьет, но с полутора минуты он, конечно же, выплывет. Есть! Отличный результат. Шестая дорожка, второй финиш, третья это Михаил Ларс Мак и Александр Фюзо из Франции финишировали. Ну и вот оставшиеся спортсмены тоже приходят к финишу.
нарастающего пада. Закончили спортсмены свой заплыв. Ну что ж, нам остается не так уж и много. 2 заплыва. Ну и самое интересное, эстафета завершит сегодняшний соревновательный день. Те, кто с нами с самого утра, знают, что сегодня мы начали, еще до официальной церемонии открытия, начали заплывы на 500 метров вольным стилем. Немножко поплавали, потом торжественно открыли наш чемпионат по зимнему плаванию. Ну и вот продолжаем 200 метров вольным стилем, 100 метров брасом. И сейчас после 2 заплывов будет эстафета 4 по 50. Завтра, друзья, целый день у нас трансляции будут с 9:30 до победного. Будем смотреть штуку, как говорят спортсмены, дистанцию в 1000 метров, в 1 километр. Завтра они будут целый день. И узнаем как раз победителей. 2 финальных заплыва тоже состоятся в этот же день. 1 километр в ледяной воде. Кстати, температура воды сегодня около 0,6 градусов, полградуса, если быть точно, то это около нуля, можно сказать. Температура воздуха примерно -1, -2. Погода хорошая, единственное, что ветрено. Вы можете это вот наблюдать по палаткам, крыши которых так вот ветер шевелит. Ну а всю информацию, все результаты вы сможете увидеть на нашем сайте murmanskyswimming.ru. Есть информация как на русском, так и на английском. Также там есть вся информация по программе чемпионата мира. Ну, я напомню, что это 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию, причем 2-й раз он проводится в Мурманске, что не может не радовать. Вот здесь вот на льду Семеновского озера уже 2-й раз соревнуются спортсмены, и многим полюбился и наш город, и вот эта вот дистанция. Ну что ж, вижу я уже спортсменов, буквально через несколько секунд их увидите. И вы, друзья, надеюсь, что в ожидании вы не замерзли, поэтому... Вот появляется на стартовой площадке спортсмены 12-го заплыва. Будут участвовать 3 человека. Это швейцарский пловец Адриан Уитвер. Ну а конкуренцию ему составит Александр Рудой из Благовещенска и Александр Виноградов из Москвы. 3 спортсмена будут принимать участие в этом заплыве. Вот они разминаются уже, готовятся окунуться в ледяную воду Семеновского озера. Звучит команда. Даже 4 спортсмена. 1-я, 3-я, 5-я и 6-я дорожка. Сабинин Артем плывет по 6-й дорожке. Это наш мурманчанин, любитель закаливания. Постоянно занимается закаливанием. Но и вот решил попробовать свои силы в спортивном состязании в ледяной воде. Ну а в лидерах у нас дорожка под номером 1 и номер 5. Это Александр Виноградов и спортсмен из Швейцарии.
Адриан Алехандро Уитвер. 32 года ему, кстати. 32 года. Александру Виноградову 39. Ну и на финальный полтинник уже ушли наши спортсмены. Хороший, смотрите, какой заплыв показывает нам Александр Виноградов. Он в такой серебристой шапочке. В очень хорошей форме. Спортсмен, видно сразу, что хорошо готов. Вот он финиш, вот он, Александр Виноградов из Москвы, 39 лет ему. Отличный показал заплыв, ну и как будто бы не плавал, посмотрите, вылез такой, как ни в чем не бывало, как будто и не провел эти 1,5 минуты в ледяной воде. Доплывают спортсмены. Ну и нам осталось посмотреть только один заплыв, 100-метровка брасом. Дальше нас ждет интересная эстафета 4 по 50. Ну вот и Артем Сабинин тоже финишировал. А тем временем пришла информация о заплыве под номером 11, который выиграл Мак Ларс, и он показал очень хороший результат. Минута 26 и 12 сотых. Минут 26-12 его результат, и он тоже выплыл с 1,5 минут, что не может не радовать. Ну, а нас ждет еще один заплыв перед эстафетами. И в нем примут участие Павел Байнов из Каменск-Уральского, Сергей Макаренко из Мурманска и Мартин Кюхенмейстер из Германии. Сразу после окончания всех заплывов сегодняшнего дня произойти будут срочно 17:30 московского времени. В 18 часов на крыльце центра Лазландия начнется торжественное награждение победителей и призеров. Я просто приглашаю всех наших болельщиков туда в 18. Друзья, мы встречаем спортсменов, которые выходят спортсменов финиш на 100 метров. Ну что ж, вот вышли спортсмены на стартовую площадку. Готовы они к этой 100-метровке брасом. Раздеваются в таких вот симпатичных халатиках. Снимают верхнюю одежду, раздеваются и готовятся к 100-метровке брасом. Подходит к концу первый день нашего чемпионата мира по ледяному плаванию. И нас ждет после этого заплыва только эстафета 4 по 50. Ну а сейчас увидим, кто же будет быстрее на дистанции 100 метров брасом. Напомню, что плывут Павел Байнов, дорожка под номером 4, Сергей Макаренко, дорожка под номером 6 и Мартин Кюхенмейстер из Германии. Что-то замешкался со стартом Сергей Макаренко, наш земляк, мурманчанин, но, тем не менее, держит заплыв. Посмотрите, как практически одинаково спортсмены уходят на первые 25 метров. И даже сложно представить, кто же будет на финише праздновать победу. Но за счет, смотрите, как за счет толчка от бортика Павел Байнов отлично вырвался вперед, но нагнал его Сергей Макаренко, и они практически вровень преодолевают первые 50 метров дистанции. Чуть отстает Мартин Кюхенмейстер. И опять раньше уходит на вторые 50 метров
Павел Байнов, но опять же наплывает Сергей Макаренко. Они идут вровень. Очень интересный заплыв. Интересно, кто же у нас на финиш. Ну, а вот это наш гость из Германии, Мартин Кюхенмейстер. 50 лет ему. Ну и финишная прямая, очень интересно. Вот два лидера, опять же, смотрите, как вровень они идут. Хорошо, очень сильный финиш должен быть. Интересно, кто же будет лучше, Сергей Макаренко и Павел Байнов, Каменск-Уральский или Мурманск. Ну, Мурманск, походу, чуть-чуть быстрее будет у нас Сергей Макаренко. И да, его рука касается первого тачпада на какие-то доли секунды. Ну и смотрите, как ни в чем не бывало. Сергей очень спокойно выходит из воды, одевает свои тапочки и идет греться. Сергей Макаренко, 33 года, Мурманск, победил в этом заплыве. Ну и сейчас, друзья, сделаем небольшую паузу. И далее нас ждет эстафета. Эстафета 4 по 50. На дворе март месяц, ласково, ярко светит солнышко. Сейчас мы находимся на берегу Семеновского озера, где уже начата подготовка к чемпионату мира по ледяному плаванию. Более 400 спортсменов приедут в Мурманск, чтобы понять, кто же из них самый быстрый в наших холодных водах. За моей спиной строители уже делают лунки. Здесь будет 25-метровый бассейн, 10 дорожек прямо на Семеновском озере сделают в ближайшее время. Здесь создадут целый палаточный городок, пока еще ничего нет, пока вот, можно сказать, лед, солнце яркое, и здесь скоро совсем появится целая инфраструктура, создадут с нуля специально к чемпионату мира по ледяному плаванию.
Большой путь начинается с маленького шага. Вот она, первая лунка во льду. Это начало большого ледяного бассейна. Бассейна на 10 дорожек. Короткая вода, 25 метров. Все как на Олимпиаде, все как и надо. Вот здесь уже начали делать этот бассейн. В принципе, вся инфраструктура вместе с палаточным городком, с большим бассейном планируется создать за 11 дней. В общем, начали они в начале марта, а закончить планируют уже к началу состязаний. Так что нелегкая эта работа организовывать чемпионат мира по ледяному плаванию, в том числе и для тех, кто находится за кадром этих состязаний. Ну что ж, друзья, всем еще раз здравствуйте. Мы вещаем из Мурманска, озеро Семеновское. Это 3-й чемпионат мира по ледяному плаванию. Мы делаем прямое включение с главным судьей Виталием Поборчем. И сейчас самый главный вопрос. Как будет проводиться эстафета? Расскажите немножко. Эстафета будет происходить дружно. Это будет вишенка на торте. В первом заплыве пойдет 8 команд, вода будет кипеть. Спортсмены спускаются в воду. Первый спортсмен, когда он идет к финишу, второй спортсмен опускается в воду. То есть прыгать не будут? Нет. Ждет касания тачпад или о борт. И второй спортсмен начинает. Итак, все 4 человека. Команды будут смешанные. Не меньше одного человека противоположного пола должно стартовать в команде. То есть такой элемент шоу получается, да? Безусловно, да. Ага, то есть команды, минимум одна девушка должна быть в команде? Или минимум один мужчина, да. Не менее одного человека противоположного пола должно быть в команде. А расскажите, какие команды? Мы просто даже не видели стартовые протоколы. Это что, это сюрприз будет даже? В первом заплыве будут идти 4 российских команды, одна из которых будет команда Федерации холодного плавания Мурманск и команда Ассоциации полярников, сборная, и 4 иностранных команды. Во втором заплыве пойдут 2 юаровские команды. Ага. Ну, давайте тогда сейчас про эстафеты мы поняли. Вообще поговорим о сегодняшнем дне, как он проходит. Уже, в принципе, уже осталось совсем чуть-чуть вот эстафеты. Немножко про погоду расскажите. Комфортно спортсменам вот так вот выступать, когда нет ни снега, ни... Ну, ветер, я думаю, что не помеха. Или помеха? Температура воды сегодня 0 градусов, прошу это учесть. Люди, которые не очень хорошо подготовлены, после 100 метров уже вы видели, да, как они сходят с дистанции, себя ведут, не очень реально теряют над собой небольшой контроль и так далее. Сегодняшний день прошел без сучка и задоринки, помощь восстановления прошло без замечаний. Специально подготовленные люди восстановили людей, которые в этом нуждались. И провели хорошую тренировку перед завтрашним заплывом на 1000 метров. Сегодня день прошел, как вы видите, по времени без сучка и задоринки. Да, давайте как раз еще последний вопрос про завтрашний день. Дистанция на 1000 метров. Насколько она показательна вот в ледяном плавании для спортсменов? Дистанция 1000 метров находится за пределами человеческого разумения, понимания в обычном смысле. Эту дистанцию не может преодолеть случайный человек без определенной подготовки, без определенного механизма образования красных кровяных телец, эритроцитов. Поэтому все, кто будут завтра стартовать на 1000 и закончат эту дистанцию, это уже герои, да? Это особенные. Слушайте, а много сходов вообще будет завтра с дистанции? Как вы думаете? Значит, сегодня мы нескольким спортсменам простили превышение норматива. На 1000 метров он будет соблюдаться неукоснительно. Если спортсмен идет... Вы имеете в виду медосмотр, который... Нет, я имею в виду... Сегодня был один человек отстранен от 500. К сожалению, сильная спортсменка из Аргентины. Виктория Море. К сожалению. Поэтому завтра, опять же, будет осмотр. И
Это первый этап. Второй этап. Спортсмен, который будет плыть медленнее 80 секунд, будет сниматься дистанцией. Время that's all. 80 минут? 80 секунд. Это 80 секунд, 50 метров. Если он превышает, один раз предупреждается, второй раз он будем его снимать. Я понял. Ну ладно, спасибо большое. Сейчас отпустим Виталия Поборчева. Главный судья с нами был. Давайте, бегите на свой пункт. Да, вам удачи. Вы хорошо работали. Спасибо, спасибо большое. Друзья, нас ждет сегодня эстафета. 4 по 50, сами слышали, 8 команд, смешанные составы. В общем, будет такая вишенка на торте, как сказал Виталий Поборчий. Ну а завтра, друзья, главная дистанция 1000 метров. Как сказал Виталий, за пределами человеческого понимания, случайных людей здесь нет. В этом спорте тоже нет случайных людей. Завтра посмотрим, будет интересно. Ну а сейчас ждем эстафеты. Ждем эстафеты. Запланировано целых 3 дня состязаний. Будет не только чемпионат мира, но также Кубок Арктики, где спортсмены тоже будут выяснять, кто же самый быстрый на дистанции. Ну и традиционно в марте мы принимаем гостей со всего мира. Более 30 стран уже заявились для участия в 3-м чемпионате мира по ледяному плаванию. Для Мурманска он 2-й, проводится раз в 2 года. И в прошлый год он проводился в Германии. Ну а сейчас все-таки решили, что Мурманск достоин того, чтобы принять очередной чемпионат мира по ледяному плаванию и доказать, что на Крайнем Севере действительно суровые люди живут и любят этот спорт.
Итак, уважаемые друзья, спортсмены потихонечку... Ну что ж, друзья, все готово к вишенке на торте, как сказал наш главный судья Виталий Поборчи. А этой вишенкой на торте первого соревновательного дня является эстафета. Эстафета смешанная. Команды будут по 4 человека. Как минимум один человек противоположного пола должен быть в каждой команде. Будет ли это мужчина, либо это девушка. Ну, сейчас посмотрим. Очень интересно. К сожалению, нет стартовых протоколов у меня, поэтому не смогу сказать, кто где. Будем просто смотреть и просто наслаждаться плаванием. Конечно же, уважаемые зрители, уважаемые болельщики, приготовьтесь, будет очень интересно, очень жарко, достаточно неожиданно и необычно, я думаю, и невозможно на данный момент предсказать никакого результата. Все произойдет на ваших глазах традиционно. Вы поддерживаете спортсменов, они поддерживают вас, естественно, поэтому болельщики, дайте шума! Отлично, спортсмены, пошумим! Ну что, все готово к стартам. Ну, не знаю, на самом деле, что нас ждет, самому очень интересно. Дают команду снять верхнюю одежду. Я напоминаю, 4 по 50. 4 по 50. Вольный стиль. Эстафеты смешанные. Мужчины и женщины выходят на старт. Первые, по-моему, у нас команды российские будут. Хотя почему-то он в шапочке Польши. Спортсмен. Не знаю. К сожалению, может, к счастью, не смогу вам никак помочь к тому, кто принимает участие. Давайте просто посмотрим. Соревновательный эффект здесь, конечно же, есть, но... Больше шоу. Итак, на старт вышли у нас и мужчины, и женщины. Интересно. Смотрите, как хорошо плывут. Хорошо начали. Первые участники туда и обратно. Стиль у нас вольный. Как они, смотрите, как они стартовали. Ну, конечно, дистанция короткая, всего 50 метров, поэтому нужно показать все, на что способен именно на этих коротких метрах. И... Вот уже второй участник, видите, он в воде, он ждет, коснулся пада, и пошел второй участник, вторые участники. Польша на 4-й дорожке. Германия на 6-й, на 5-й. 6-я дорожка Австрия. Германия, 5-я дорожка, 4-я дорожка Польша. К сожалению, не расслышал, кто у нас на остальных дорожках. Видимо, российские команды. Россия. Ну вот, друзья, объявили уже команды. Россия, Комсомольск-на-Амуре, насколько я понял, Мурманск на 2-й дорожке, Тюмень на 3-й дорожке, Польша 4-я дорожка, Германия 5-я и 6-я Австрия. Вот так распределились спортсмены по дорожкам, ну и они уже идут хорошо так по дистанции. Давай, отличный темп взяли участники. И вот кто же у нас? 4-я дорожка стартует первая. Это команда из Польши уходит первая на следующий этап. Ну и смотрите, какой отрыв. Ничего себе. О-хо-хо! Вот это да! Брызги во все стороны. Ну, действительно, шоу. Хорошая вишенка на торте. Как и обещал нам главный судья Виталий Поборчи. Польша. Смотрите, какой отрыв. Но наплывает. Команда из Тюмени и команда из Мурманска. 2-я, 3-я дорожка тоже не отстает от спортсмена из Польши. Давайте, ребята, давайте. Ну что, последний или все? Финиш? Финиш! Да, друзья. Польша праздновала победу. Вот как радуется спортсмен из этой страны европейской. Да, вот непонятно, кто же был второй, а кто третий. Ну и вот еще один этап остался у команды из Австрии.
Ну и вот это еще, конечно, осталось совсем чуть-чуть, и финальный спортсмены уходят на дистанцию на первой дорожке. Тоже команда, представляющая Россию, к сожалению, не расслышал. По-моему, Комсомольск-на-Амуре, если мне все правильно показалось или не показалось, доплывает до финиша. Ну что, закончен заплыв. Ждем второго заплыва. Тоже 8 команд. Ну, ждем пока второго заплыва. Сегодня первый день, завтра второй, потом третий. Конечно же, это третий чемпионат мира и первый кубок Арктики. И потихоньку я смотрю спортсмены, которые успешно прошли дистанцию, разных своих команд вышли к болельщикам для того, чтобы сфотографироваться, подключать, поменяться эмоциями. Ну а тем временем участники второго эстафетного заплыва выходят на старт. Вот они, красавцы. Команды собираются, мы традиционно просим всех, кто не участвует в данный момент в заплыве, отойти для того, чтобы не мешать спортсменам, не мешать сотрудникам МЧС, не мешать судьям. Звучит команда снять верхнюю одежду. Ну что ж, вот он, второй заплыв. Во втором заплыве у нас участвуют спортсмены. Пока не знаю, из каких команд. Сейчас объявят. Сейчас объявят, обязательно скажу. Вольный стиль 4 по 50. Все очень скоротечно и очень быстро. Ну и вот он, дан старт. Ну, а у нас сегодня гость пришел к нам, выделил время. Директор Мурманского отделения ПАО «Мегафон» Владимир Чуйко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да, слушайте, но успели уже посмотреть немножко соревнований. Расскажите-ка ваши впечатления. Как вам? Ну, очень впечатлительное мероприятие, которое я посмотрел. Одет в полупальто, и мне холодно, а люди голые в проруби, еще и при этом плавают. Да, удивительно на самом деле вообще. Очень удивительно. Экстремальный спорт. Но мне радует то, что в нашем городе Мурманске за полярным кругом организовано такое крутое достаточно мероприятие международного плана. 32 страны я услышал. 33 страны я услышал. Это тоже впечатляет. И 400 спортсменов, это еще круче. И это... Несколько дней для мурманчан это будет настоящий праздник. Встретиться, видеть настоящих мужчин и при этом большую группу женщин, которые тоже экстремалы в ледовом соревновании. Слушайте, Владимир, ну, благодаря вам, собственно говоря, мы и вещаем, потому что интернет предоставляет компания «Мегафон», так что вам спасибо тоже большое, вы приложили руку к организации этого чемпионата. Так что, как вообще, сложно было технически вот это все сделать, организовать? Ну, я могу сказать с гордостью, что компания «Мегафон» всегда активно участвует во всех мероприятиях регионального масштаба, и это мероприятие не стало исключением. Мы здесь представляем качественный интернет не только для зрителей, но и для администрации, для участников. Мы здесь развернули... Да, кстати, спасибо, я пользуюсь. Хорошо, все быстро. Да, развернули и канальные сети для того, чтобы можно передавать сигнал на любые расстояния, и в том числе Wi-Fi, свободную зону покрытия. То есть, как зрители,
могут свободно обмениться любым форматом информации, не только в Мурманске, но и вне города Мурманска. И даже за границу можно селфить, можно креативить, можно показывать настоящих мужественных людей, которые вот сейчас я вижу, как они борются за победу. Да, слушайте, ну все, у нас уже получается финальный этап. Сейчас ходят, уже финиш. Ничего себе, так быстро. Мы с вами проговорили, даже не заметили, что команды финишировали. Ну, здесь у нас элемент шоу. Вижу, команда из Южной Африки пришли на финиш. Ну, это, кстати, еще один африканский спортсмен. Это Рэм Баркай, походу. Это, кстати, такой посол, можно сказать, ЮАР вообще по всему миру. Действительно, он очень помог в организации, связался с различными представительствами. Ну и вот сейчас он доплывает. Вообще, Владимир, расскажите, завтра-то придете поболеть? 1000 метров нас ждет. Не то, что приду, а и сегодня я буду до последнего участвовать и смотреть. И завтра приду, и даже жену приведу, потому что пускай посмотрит, как у нас в Мурманске интересно. Насмотрелись на то, как спортсмены прыгают в ледяную воду. Впечатлились? Может, увидим вас на следующем чемпионате мира? Я скажу так, я впечатлен. И один раз в год позволяете нырнуть, и то 3 раза, и вынырнуть. Это в дни крещения. Ну, знаете, есть спортсмены, которые с этого начинали, на самом деле. Вот есть у нас из Североморска спортсмен, он говорит, я только окунулся один раз, а потом как затянуло, ну и, собственно, вот продолжает. Так что, может быть, ваш пример тоже, я говорю, на следующий год участвуйте, через 2 года у вас будет время подготовиться. Как вы думаете? Ну, не знаю, если мой персонал поможет, и впечатлит, и закреативит так, что я тоже прыгну, не только прыгнул, а еще и проплыл какое-то количество метров, то только с удовольствием. Ну ладно, спасибо вам большое. Классно, что следите. Спасибо вам большое за интернет. У нас в гостях был директор Мурманского отделения ПАО «Мегафон» Владимир Чуйко. Спасибо большое. Ну, а тем временем мы продолжаем. Ну, посмотрите, австрийская делегация, какие красавцы в красных куртках, показывают что-то в камеру. Смотрите, нас снимают. Да, вас снимают, ребята. С флагами пришли поболеть за своих. Я так понимаю, что все, друзья. Сейчас около Лапландии, на крыльце Лапландии состоится церемония награждения сегодняшних победителей. Ну, мы, к сожалению, до туда дотянуться уже не сможем, но и мы завершаем нашу трансляцию, будем готовиться к завтрашнему дню. Завтра нас ожидает большая программа. Целый день будут соревноваться спортсмены на дистанции 1000 метров. Как сказал главный судья Виталий Поборч, это что-то за гранью человеческих возможностей, за гранью неподготовленных и случайных людей здесь нет и, наверное, не будет. Тем и прекрасен этот вид спорта, ледяное плавание. Это был первый день, друзья, первый день нашего 3-дневного турнира. Завтра тоже вещаем, кстати, с 8 часов утра начинаем, эти, кто ранние пташки. Присоединяйтесь к нам, будем вместе наблюдать и кайфовать от заплывов. 1000 метров, километр. В общем, присоединяйтесь к нам. Завтра пишите свои комментарии. Завтра у нас будет очень много гостей, прямые включения. В общем, все, как вам нравится, как вы любите. Какие австрийцы, вообще не могу. Молодцы, молодцы. В этих шапках еще. Ну что, друзья, с вами был Николай Кочетков и большая группа режиссеров, которая вот Евгений Рязанцев, наш оператор, попал в кадр. Вот флаги Международной ассоциации ледяного плавания. В общем, сегодня был хороший день. Мы стартовали. Завтра день будет еще лучше. Так что увидимся. До встречи в эфире. Нашу трансляцию смотрите на ютубе. Ссылочку можно на нашем сайте murmansk.ru. Заходите, узнаете все результаты. О как, смотрите, как вот так вот. Настроение радостное. Отсоревновались, можно и немножко погулять. Собственно говоря, увидимся завтра. Всем пока-пока.